Добрый день, я приветствую всех телезрителей телеканала АТР. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. Мы начинаем наш эфир, и я представляю гостей этого часа. Это Артем Бранджуков, политолог, заместитель директора аналитического центра «Политика». Добрый день. Здравствуйте. И Светлана Кушнир, политический эксперт. Здравствуйте. Доброго дня. Начнем наш эфир с темы, которая взбудоражила информационное пространство еще со вчерашнего дня. Это убийство Виталия Шишова, руководителя Белорусского дома в Украине. Очень много рассматривается версий. Одна из них — это политическое убийство. На гибель Шишова уже отреагировали и в Госдепе США. Там заявили, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за расследованием смерти руководителя Белорусского дома в Украине. Вот давайте послушаем, что сказала пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на пресс-брифінгі. Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну загибель пана Віталія Шишова. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причини його смерті. И председатель Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель прокомментировал сообщение о смерти главы Белорусского дома в Украине. Как отметил Боррель, он шокирован новостью о том, что активиста нашли повешенным. Давайте послушаем, что он сказал. Шокований повідомленнями про те, що білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у Київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресії режиму Лукашенка. Вдячний українській владі за широке відкриття розслідування обставин його смерті, у тому числі його можливого вбивства. Потрібно здійснити правосуддя. Ну и сегодня в продолжение темы пришла новость о том, что СБУ не впустила в Украину Родиона Батулина, заместителя Шишова, заместителя руководителя Белорусского дома в Украине. Он выезжал из страны в Евросоюз, из Украины пытался вернуться на похороны, но ему отказали во въезде. И я предлагаю обсудить эту тему с нашими экспертами о том, что это вообще такое, когда убивают оппозиционеров на территории нашей страны. И вот давайте попробуем проанализировать, что это. Это бытовое убийство или это больше похоже на политическое убийство, Артем? Ну, мне кажется, вполне очевидно, что это как раз происки спецслужб Беларуси или людей, которые работают в середине Украины на эти структуры. К сожалению, это не первое происшествие с резонансной смертью публичного человека, который является оппозиционером к белорусской власти, к режиму Лукашенко. Не стоит далеко ходить, мы все помним историю Павла Шеремета, которую, к сожалению, до сих пор не расследовали. Мы не знаем, кто заказчик, кто исполнитель. В то же время президент и бывший министр внутренних дел обещали нам брать на личный контроль это дело, следить за этим. Но для Украины характерно, опять-таки, к сожалению, что громкие политические убийства не расследуются, и мы не наказываем виновных в этом. В то же самое время стоит отметить, что Украина могла бы стать центром для всех оппозиционеров, преследуемых и в Беларуси, и в России. Но, к сожалению, наше государство не выполняет важной функции. Оно не обеспечивает этим людям безопасность. Не стоит далеко ходить за еще одним примером. Сейчас вот белорусская спортсменка, олимпийская участница Олимпийских игр, точно так же решила не возвращаться в Беларусь. И она просит политического убежища в Польше и сейчас едет в Австрию. Почему? Потому что в Киеве обеспечить безопасность никто не может гарантировать, что человек может здесь нормально существовать и жить. Мне кажется, в условиях геополитической ситуации, в которой мы находимся, борьбы между Россией и их сателлитом Беларуси и нашей страны, мы могли бы стать именно таким центром для людей с инакомыслием. И это добавило бы нам политического веса в международных переговорах и вообще авторитета страны. Светлана, вам тоже это очевидно? Нет, я буду совсем кардинально в другом ключе комментировать эту ситуацию и не буду соглашаться с вашей позицией. Потому что выборы 2020 года в Беларуси показали, что Украина как раз и является тем центром, куда приехали практически все, кроме Тихановской, кандидаты в президенты, которые были там, по разным причинам их сняли, не допустили. Они все были в Украине. Очень хорошо, комфортно себя здесь чувствуют. Ситуация с Павлом Шереметом, о котором вы говорите, к сожалению, он не обращался за
помощью или защитой к спецслужбам украинского государства. Поэтому я бы тут все-таки стала на позицию государственную и буду защищать украинское государство. На самом деле мы очень комфортно, это первое. Второе, очень много оппозиционеров или людей с инакомыслящих, как вы говорите, из Российской Федерации приезжали к нам и получали здесь украинское гражданство. То, что случилось, да, вы можете сказать, что ситуация с Павлом Шереметом, она не расследована, ситуация с убийством Вороненкова тоже не расследована. Теперь ситуация с Шишовым, но это есть и на территории других государств. Для примера, ситуация со шпилями и отравлением этим порошком, новичком в такой стране, как Великобритания. Извините, Российская Федерация может дотянуться куда угодно. Точно так же, как вы вспомните сейчас с Тимановской ситуацию в Японии, когда она не просит убежища у Украины. Поэтому тут тоже не путайте, пожалуйста. Я не говорю, что она просит убежища. Я скажу, что просит убежище в Польше. Она попросила... Тут муж ее находится. Даже где бы он ни находился, она попросила политического убежища у Австрии либо у Польши. Польша предоставляет ей возможность получить там в упрощенной и быстрой процедуре гражданства, поэтому она там будет. Кроме всего прочего, если говорить уже о ситуации с Шишовым, не все точки над «и» расставлены. Мы не знаем, возможно, это может, есть, вы сказали абсолютно правильно, есть версия, что это может быть бытовое какое-то убийство, вот какое-то несогласованное. Политическая окраска, конечно, она есть, ситуация в Беларуси. Мы практически прекратили общаться с президентом Беларуси, которого особо народ Беларуси и не выбирал, да, господином Лукашенко. Тем не менее, мы должны оставаться на позициях защиты не только граждан других государств, но в первую очередь граждан Украины. Вот обеспечение жизнедеятельности, безопасности и правопорядка на территории Украины – это ответственность государства. Если вы, как гражданин иного государства, у меня, как у государства Украины, попросите защиты, именно обратитесь. Я вам это гарантирую. Во всех остальных случаях, если вы не обращаетесь, у вас те же самые права и возможности гражданина, пребывающий на территории этого государства. Всего остального. Ну, а следственные органы мы будем ждать, что точки над «и» будут расставлены, что будет понятно. Давайте не забывать, что у режима Лукашенко не только длинные руки, но очень... ну, давайте признаем, очень разветвленная агентурная сеть. И она действительно действует и на территории украинского государства. Точно так, как она действует на территориях других государств. Поэтому случаи из Тимановской в Токио, там еще 2 представителя Олимпийской сборной Республики Беларусь попросили убежища и не хотят возвращаться. Это как раз вот и показывает. Кроме всего, еще один момент. Вспоминаю редактора сайта «Хартия-97». Вот, она написала книгу о том, как ее вывозили из Беларуси, как ее спасали. Вот, я думаю, что это лучшая иллюстрация режима репрессий, гонений. Поэтому Протасевич, который был этим одним из лиц, не лиц, ведущих такого протестного движения, что с ним делали, как ломают об колено. Поэтому все-таки вот украинское государство сейчас должно, украинские правоохранительные структуры должны разобраться с ситуацией. Надеюсь, виновных мы найдем, они будут наказаны, а так как это совершено преступление в отношении гражданина другого государства, хотелось бы узнать сейчас официальную позицию этого государства. Пока вот мы с вами готовились к эфиру, я не увидела, чтобы Республика Беларусь через посла какую-то ноту протеста, какое-то заявление о том, что этот случай их волнует, заявила. Поэтому у меня, как у человека, просто конкретный вопрос. Им все равно, что с их гражданами на территории других государств? Или они в курсе, или они это совершили? Позвольте мне реплику, я быстро конечно, отвечу. пожалуйста. Полностью с вами согласен в том, что Украина должна расследовать и доказать и найти, кто и заказчик, и исполнитель. Но в то же время, прошу вас, давайте не будем делать из белорусских спецслужб Моссад. У них нет такой разветвленной агентуры, системы, чтобы они в сильных государствах могли бы проводить убийства.
все, А то, как они сопровождали Протасевича я вас не перебивал. и посадили Я вас не самолет. перебивал. Можно Они закончить? следили за Позвольте Протасевичем. закончить, Давайте пожалуйста. паритет соблюдать. Да, и смотрите, и в то же время мы опять-таки возвращаемся к тому, что самые большие и резонансные подобные дела в нашей стране, к сожалению, не расследуются. Это говорит, ну, в моем понимании, о том, что система правоохранительных органов в нашей стране работает не так эффективно, как нам бы всем хотелось. И в то же время говорить о том, что важные политические персоны, которые к нам приезжают, или те же самые украинцы должны просить спецслужб их охранять, ну, мне кажется, не совсем правильно, потому что в любом нормальном государстве без запроса спецслужбы контролируют и курируют важные резонансные события. Потому что сегодня смерть белорусского оппозиционера в Киеве — это удар по международному авторитету нашей страны в первую очередь. Ну, давайте послушаем еще авторитетное мнение издания «Вашингтон-Пост» американское. Там тоже высказали свою позицию по отношению к этой ситуации. И там назвали Киев популярным местом для политэмигрантов России и Беларуси. Вот давайте послушаем, как они оценили то, что произошло. Хоча в останні роки Україна була популярним притулком для багатьох білоруських і російських дисидентів, інші задаються питанням, чи безпечна вона через агентів державної безпеки, які всі колись перебували під єдиним радянським керівництвом. За останні 5 років у Києві були вбиті 2 росіян, які критикували Кремль. Колишній депутат Денис Вороненко в 2017 році і журналіст-розслідувач Павло Шеремет у 2016 році. В обох випадках уряд України назвав однією з версій події причетність Росії. Вот вопрос тому, действительно ли это в КГБ Беларуси длинные руки, или это еще участвовали в этой операции Федеральная служба безопасности России? Вполне вероятно, потому что мы же видим, в какой ситуации находятся Минск и Москва. А в любом случае Беларусь — это сателлит России. И сегодняшний режим Лукашенко во многом держится благодаря поддержке из Кремля. А у нас на связи Игорь Макар, бывший заместитель командира спецподразделения МВД Беларуси «Алмаз». Я вас приветствую. Да, здравствуйте, коллеги. Как вы можете характеризовать эту трагедию? Действительно ли у КГБ Беларуси могут быть такие длинные руки, такая разветвленная агентурная сеть? И может ли она быть причастна к убийству, гибели Виталия Шишова? Да, абсолютно. У КГБ Беларуси длинные руки, и своими действиями именно КГБ Беларуси это и показывает, потому что гибель Виталия Шишова, я думаю, что это больше была публичная казнь, показательная, для того, чтобы именно в головах вот тех людей, которые борются с режимом Лукашенко, был вселен страх. То, что руки Комитета госбезопасности Беларуси длинные, об этом неоднократно заявлял сам Тертель, причем это говорил официально, что если государству будет угрожать опасность, мы пойдем на любые меры, даже такие, которые используют там другие государства. То есть намек был понятен. И то, что сейчас произошло в Украине, это показательно то, что те, кто находится в Украине и кто ведет именно публичную и очень такую обширную деятельность по борьбе с режимом, дали понять, что они могут дотянуться и до них. Поэтому нужно просто вести себя максимально безопасно. А насколько эта сеть может быть разветвленная? Насколько глубоко могут быть внедрены агенты КГБ? Работают ли они самостоятельно или это идет сотрудничество с ФСБ России? Без сомнений, режим Лукашенко держится конкретно и понятно на поддержке Российской Федерации. То, что здесь может быть связь с ФСБ России, это тоже не исключено. Но когда я получил информацию от своих источников, то, что запущена спецоперация Комитета госбезопасности «Трест» и будут задействовано максимальное число агентурной сети, то я не думаю, что здесь обошлось без ФСБ, потому что мы понимаем, что у ФСБ агентурная сеть гораздо обширнее и гораздо больше. И я думаю, что Комитет госбезопасности Беларуси получает данную информацию и работает где-то в какой-то именно сцепке. Поэтому в этом я не исключаю. А что такое операция «Трест»?
Операция «Трест» — это операция, которая запущена Комитетом госбезопасности Беларуси, которая выполняется в нескольких странах Европейского Союза, в частности и в Украине тоже. Она направлена на похищение и ликвидацию тех лиц, которые ведут очень большую и обширную деятельность на борьбу с режимом. И в частности, вот здесь, вот, если мы понимаем, что трактовать гибель Виталия Шишова как суицид, это невозможно. Почему? Потому что именно деятельность Виталия, она конкретно и четко попадала под зрение именно спецслужб Беларуси. Все-таки интересно поподробнее про Трест. Какие спецслужбы там задействованы, какие там цели, указания им даны? Ну, и откуда такая информация? Данная информация и от моих анонимных источников, те, которые до сих пор находятся на службе у государства, и те, которые находятся на стороне народа Беларуси. Те, которые, может быть, даже и сильно рискуя, дают мне дозированно какую-то информацию, которую я могу озвучить. В частности, данная информация была мне дана, чтобы обезопасить лидеров оппозиции. Это я уже заявлял, это Дмитрий Балкунец и Павел Латушко. Значит, конкретно эта операция была направлена на них. То есть это были те лица, которые непосредственно должны были не ликвидированы быть, а должны быть доставлены в Комитет госбезопасности Республики Беларусь. И это было бы сделано точно так же, как и с фильмом, да, Протасевича, да, когда сняли бы фильм, и они бы сидели на камеру и рассказывали в Комитете госбезопасности про то, что какая оппозиция продажная, делает все за деньги. То есть мы это все понимаем. Поэтому вот такие вот вопросы. В нашем эфире вчера белорусский оппозиционер Сергей Высоцкий сказал, что у него есть как раз информация о том, что КГБ отозвала всех агентов, скажем так, отменила все операции по Украине, и что гибель Шишова — это, скорее всего, может быть российская провокация против Лукашенко. Не думаю, что это российская провокация, потому что у меня есть информация, то, что задействовано помимо КГБ, а это спецотряд по борьбе с терроризмом «Альфа», еще задействовано и ССО, силы специальных операций. Там тоже есть отдел, который специально обучался, значит, проходили полностью все обучения и все навыки по минно-взрывному делу, по ликвидации каких-то лиц. И велись очень серьезные занятия с людьми, которые были в горячих точках, в частности инструктора, и они тоже были задействованы. Поэтому я бы не исключал то, что это просто дезинформация. А что бы вы порекомендовали белорусским оппозиционерам, которые сейчас находятся в Украине? Есть ли какие-то рекомендации, как себя обезопасить от возможных нарушений? Я бы, конечно, порекомендовал бы те, которые ведут серьезную общественную и политическую деятельность, обратиться в спецструктуры по поводу того, чтобы сделать их безопасность более реальной. Также хотел бы, может быть, сказать какие-то слова признательности и благодарности Владимиру Зеленскому, который, я сегодня узнал, что он поручил МВД и СБУ уточнить полностью все риски тех белорусов, которые прибыли в Украину в течение того и этого года, и обеспечить их безопасность тем конкретно, которым угрожает угроза здоровью и жизни. Поэтому я думаю, что, наверное, полагаться нужно прежде всего на себя, может быть, где-то себя ограничить в каких-то действиях, те, которые были постоянно, может быть, публичные, может быть, ограничиться какими-то походами. Как мы видим, и спортом заниматься сейчас стало опасно, потому что сработать, когда ты едешь на велосипеде или бежишь в парке, это проще всего. Поэтому как-то нужно полагаться на себя в первую очередь. Может быть, у вас есть какая-то информация или ваше предположение о том, почему сегодня отказали во въезде в Украину заместителю Шишова Родиону Батулину? Не знаю, у меня данной информации нет, поэтому прокомментировать не могу по этому поводу. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Игорь Махар, бывший заместитель командира спецподразделения МВД Беларуси «Алмаз», был с нами на связи. И все-таки давайте
поговорим о том климате, да, этой безопасности. Существует ли она в нашей стране и делают ли наши спецслужбы все для того, чтобы предотвратить подобные случаи? Пожалуйста. Очевидно, что нет. Мы же видим, у нас есть статистика, которая говорит об обратном. Украинские спецслужбы, к сожалению, очень часто начинают действовать постфактум. Президент распорядился, чтобы за теми белорусами, которые приехали в Украину, теперь следили тщательнее. Ну, мне кажется, что стратегическое планирование в этих самых органах безопасности должно быть более четко продумано. Из-за безопасности людей, которые влияют на международный имидж, мы же сейчас говорим и о информационной войне, которую будут использовать россияне, которую будут использовать белорусы, представляя Украину в роли fail state, которая не может обеспечить элементарных базовых вещей. Действительно, в любой стране мира могло бы произойти политическое убийство, но, к сожалению, у нас они происходят чаще, чем в других. И это говорит о том, что реформа СБУ, реформа контрразведки – это то, что должно стоять на повестке дня уже сегодня. Светлана? Ну, тут я соглашусь относительно того, что нам всем бы хотелось, чтобы правоохранительные силовые структуры у нас уже были реформированы, работали хорошо. Но все-таки в защиту украинского государства, еще раз скажу, есть процедуры. И если человеку угрожает опасность, он об этом сообщает. А по поводу Шишова, насколько я помню, не было пока еще никакой информации, чтобы он за собой смотрел, видел слежку. Это раз. Поэтому охранять его особенно тщательно никто и не обязан. Поймите, есть процедура, когда человека берут под охрану, силовые структуры наши. Это первое. Второе. Прекрасное поручение президента, как раз это как итог. Вы, как знаете, мы же должны из этих трагических событий выносить некие итоги. Вот итогом стало то, что президент теперь дал поручение, и это в его полномочиях проверить ситуацию со всеми гражданами, которые въезжали, выезжали, и что происходит на сегодняшний момент. Еще раз повторю, и подтверждает это Вашингтон-Пост. Еще раз, мы были и есть, и остаемся комфортным государством для очень многих людей с позицией, отличающейся от центральной, главной и главенствующей партийной линии того же Российской Федерации либо Республики Беларусь. И очень бы хотелось, чтобы мы таким государством, полинациональным, поликультурным, многоконфессионным и оставались, и безопасным. Но безопасность мы гарантировать должны не только тем, кто к нам приезжает, в первую очередь украинским гражданам. С вами тут полностью согласен. В то же время я не могу понять ваш тезис по поводу комфортного пребывания в Киеве, если практически либо каждый год, либо через год у нас политические заказные убийства. Что касается российских оппозиционеров и журналистов, и в то же время государство много чего не обеспечивает. Мы удобны географически, но в контексте безопасности мы совсем не соответствуем уровню, который могли бы обеспечить этим людям. Ну, то есть это что, по-вашему, за каждым должны приставить сотрудники? Безусловно, но вы же понимаете, Это можно, слушайте, есть процедура, есть протоколы, есть инструкции. Служба безопасности... Но вот Шишов не обращался. А как он должен был обратиться, по-вашему? Не каждый человек... Ну вот Илья Пономарев, российский депутат, который находился, когда находился он всегда в Украине, он был всегда с охраной, и за ним всегда ходили сотрудники Он более опытный спецслужб. человек. Возможно, Шишов не рассчитывал на то, что его убьют. Но обычный гражданин, журналист, это никак не силовик, никак не подготовленный человек, который понимает все угрозы, которые его окружают. Для этого в любом государстве создаются спецслужбы, которые эти вопросы и курируют. Знаете, в 2017 году я делала интервью с белорусской оппозиционной активисткой Натальей Радиной. Это как раз главный редактор «Хартии-97». Я вам действительно рекомендую посмотреть интервью и запомните, журналисты — это такая же опасная профессия. Они прекрасно всегда знают, кстати, журналистам разрешено носить оружие, и они получают разрешение на то, чтобы себя защищать. Поэтому, если Шишов не чувствовал за собой ничего такого, ни слежки, ничего, и не обратился, да все, украинское государство не должно, не обязано представлять, как вот Родион говорит, представлять каждому, кто пересекает границу иностранному государству, охрану. Только в случае, если человек обращается. Да, есть случаи с Вороненковым, случай, который пока не расследован, и непонятно, что там все-таки произошло с Павлом Шереметом, с которым я тоже была лично знакома. Поэтому для меня это не просто вопросы, знаете, там с потолка. Поэтому я говорю предметно в этом случае. Не обязано государство каждому представлять охрану. Но если человек обращается
обратился, обязаны его К охранять. сожалению, вы перекручиваете мои слова. Я не говорил, Нет. что профессия журналистов не подразумевает опасность. И в то же время, потому что она подразумевает опасность, государство должно уделять этому больше внимания. С другой стороны, наши спецслужбы должны, ну, если не вести каждого оппозиционера, то хотя бы Работать по контролировать, агентам влияния. агентов, резидентов спецслужб и А это предотвращать. Ну, а это вот как раз уже действительно вопросы реформирования спецслужб, службы безопасности Украины, службы внешней разведки относительно того, как они работают с агентурными сетями, которые, возможно, действуют на территории Украины. Но если такие случаи, вот как с Шишовым, с Шереметом, Раненковым случаются, ну, увы, значит, не сработали, не смогли найти ту веревочку, за которую можно было потянуть и вскрыть это. Но есть же факты, когда СБУ... Главная задача спецслужб какая? Чтобы этого не случилось. Я только, Количество у меня превентивных... на памяти один пример с Бабченко. Ну, там была провокация, поэтому тут несколько другое. Ну, тут как бы готовилось его Вот, тоже. относительно службы безопасности Украины. За прошлые, позапрошлые годы, ну, возьмите, почитайте статистику, сколько было предотвращено террористических актов и атак Сколько? на больше 20, я помню, это 2020 год, на железнодорожном транспорте. Я считаю, что это хорошая оценка деятельности. Если у нас не подрывают поезда, если не сходят они с колеи, если у нас ситуация, да, вот, не дорабатывает служба безопасности в сцепке с нацполицией по поводу минирования. Да, у нас огромное количество за 2020 год, сотни звонков относительно минирования. Вот тут не дорабатывает. Во всех остальных случаях я буду стоять на защите украинского государства. Так я ж не против, я тоже, так же, как и вы, полностью на стороне украинского государства. Но когда мы начинаем его хвалить в ситуациях, когда оно проваливается, давайте не будем превращаться в Россию Мы 24. еще не знаем, К сожалению, насколько простите, ситуация с Шишовым. но давайте Давайте уважать зрителей и друг друга. Я же вас не перебиваю, когда вы говорите. Поэтому, пожалуйста, Просто позвольте когда мне вы говорите закончить. абсолютно какие-то вещи смотрите, недопустимые для того, вы чтобы об этом говорите, говорить. что, слава богу, у нас не взрывают в центре Киева или там в любом другом городе дома или еще какие-то вещи. Ну, Да. к сожалению или к счастью, мы живем не в Палестине, а в самом центре Европы. И здесь террористические акты, ну, это как бы нормальная работа предотвращать их для любой спецслужбы. Но в то же время, когда мы говорим, что в середине Украины очень широкая сетка иностранных агентов вражеских к нашей стране, и в то же время ничего не происходит. Вы видите задержание этих людей, вы видите, что как-то работали в противодействии. Сегодня, говорим, президент очень удивился, что у нас убили белорусского оппозиционера. Ну, серьезно, мне кажется, любому человеку плюс-минус здравому очевидно, что для всех этих людей сегодня есть прямая угроза, потому что за ними охотится государство-террорист. И если мы хотим качественно от него отличаться, то давайте менять свой подход. Давайте быть как Израиль и как США, а не как Молдова, в которой единственные спецслужбы украинские, куда могут заехать, это в карликовую страну Молдову, между которой у нас и у них прорвана там граница, и нет пограничников. И мы вывозим судью Чауса и опять-таки напираемся И на тут международный умудрились, скандал. да, вляпаться в скандал. Вот, единственная страна, Беларусь, меньше 10 миллионов населения этой страны. ВВП у нас намного больше. И мы не можем противостоять этой агентурной сетке. О Вы чем говорите это сейчас говорит? один частный случай. Это же ж не сотни, не десятки случаев. Ну, вы хотите, чтобы было сотни и десятки? Так я вам говорю о тех сотнях давайте и десятках, попробуем. которые предотвращены, Но которых это вы же не знаете. статистика. И о них не говорят. Так Да, в том-то о и них не дело. говорят. Это же Вы статистика, говорите о которая... статистике, теперь о них не говорят. О Давайте которой поговорим. Ну, тоже вы- говорят, мы что на фоне- мы статистика какие факты это оцениваем? есть правда, есть статистика. Да. Но тем более, как работает большинство государственных служб. Ну, они сами себе придумывают статистику. Но когда дело доходит до реальных проблем, к сожалению, реальность оказывается совсем другой. И я сейчас не пытаюсь как-то принизить наше государство. Мы просто Нет, должны пытаюсь. говорить, что у нас есть проблемы, и мы идем к их решению, а не слепо закрывать глаза на вопиющие ситуации. Ну, мы не закрываем глаза, мы как раз с вами обсуждаем это. Нет, вы говорите, но такое и вас- бывает, но мы в следующих будем защищать. Нет, мы должны были предотвратить это. Слушайте, нет, скажет только в том случае, должны были или не должны суд, когда будут все факты установлены относительно смерти Шишова. А вы верите, что они будут установлены? Я считаю, что когда-то любое преступление, любое тайное, да, написано в Библии, когда-то станет явным. Поэтому Простите, когда-то мы об этом мы не узнаем. про теологию, мы про политику и про реальность. Про то, что происходит Политика и сейчас. реальность таковы, Что, мы можем подождать 20, 30, 50 лет, чтобы Ну, вы расследовать знаете, убийство? да, представляете, большие резонансные убийства иногда расследуются очень долго. Конечно, мы
можете привести пример Кеннеди, которого они расследовали. но в то же- Абсолютно. но в то же Привожу время- пример Кеннеди. ну, есть куча 45-й других. президент Соединенных Штатов Америки, Сейчас, да. господин Трамп, продлил секретность расследования, и документы Кеннеди не были Вы знаете, опубликованы. что Знаете, кса- это значит вопрос государственной Ну, мне безопасности. кажется, Точно что так и здесь может случиться. Скорее всего, есть известное правило, что любое исключение его лишь подтверждает. Да, там есть резонансные убийства в мире, которые не расследованы. Когда мы говорим, даже вы приводили пример по поводу Скрипалей. Очень быстро международные спецслужбы узнали, кто именно совершил террористический акт на их территории. Мы до сих пор не знаем, кто убил. Все знают, кто убил Гангадзе, но заказчик этого ходит себе на свободе. То же самое и касаемо Шеремета. Мы не знаем, кто вообще. И 2,5 года, или 2, простите, я могу ошибаться, люди, которые, скорее всего, невиновны в этом, провели в СИЗО только потому, что политики высшего ранга украинского делают громкие заявления для того, чтобы поддержать свой рейтинг. Это ненормально, когда манипулируют жизнями людей. Ненормально, когда президент на годовой пресс-конференции делает заявление публичное на весь мир: при мне пока журналистов не убивали. Вы понимаете, как это звучит в глазах, в ушах наших врагов? Не было, ты это получишь. Потому что в любом случае это же не про Зеленского, это не про Авакова и не про какого-то политика. Это про государство Украины и про наши институции. Политики приходят и уходят. А нам, к сожалению, или опять-таки к счастью, остается то, что они строят. И пока эти институты не соответствуют уровню современного развитого европейского государства. Так Ну, мы вот как- стремимся к этому развитию. Как аргумент или как оценка действия наших спецслужб можно и расценить расследование Bellingcat. Там заявили, что срочно займутся расследованием обстоятельств гибели Шишова. Они уже несколько дней расследовали до убийства другую информацию о том, что агенты ФСБ России проникли и интегрировались в среду киевских, белорусских, точнее, иммигрантов в Киеве. Вот давайте послушаем об этом цитату. Співробітники ФСБ Росії інтегрувалися якось серед опозиційних груп Білорусі в Києві. І ми вже кілька днів розслідуємо це. І сьогодні ми чуємо таку новину. Звичайно, ми всі сили кинемо зараз на розслідування там цього вбивства. Это же как-то говорит о том, что как-то российские ФСБшники работают. Все И, работают. наверное, судя по всему, успешно работают. Все А СБУ у нас, получается, занимается политикой, гоняется за дядечкой в трусиках. Давайте всей честно стране. скажем, что Служба безопасности Украины, к сожалению, и не первый президент Зеленский, и предыдущие президенты превратили его, этот ответственный орган государственной безопасности в карающий меч угодных и неугодных. Поэтому, естественно, не просто так наши западные партнеры требуют реформации силовых и разведывательных структур, потому что они должны перестать быть политическим инструментом. Хочу караю, хочу нет. Но это правда. Мы можем про это говорить еще 3 передачи. Тем не менее, относительно Чауса и всех прочих, вы знаете, спецслужбы Республики Молдова очень быстро установили, кто на территорию Молдовы въехал и кто господина Чауса оттуда выкрал. Поэтому говорить относительно того, что это единственная страна, куда мы можем въехать и у кого-то украсть, это совсем некорректно. Это, он не попал на территорию Украины. это не плюс Очевидно, нашим не плюс. силовикам. Это раз. И второе, есть еще один момент. Когда-то же Чаус туда как-то попал, и вот те причастные к этому украинские пограничники, силовики, не знаю, адвокаты, они же тоже к этому, если они причастны, они должны нести ответственность. Вот здесь вспоминаем, что за 30 лет в Украине не установилось вот это вот обязательное железобетонное правило невідворотності покарання, как это сказать по-русски. Неотвратимости наказания. Да? Вот. Если бы оно было, я думаю, что мы бы о тех случаях, которые сейчас мы обсуждаем, наверное, бы не говорили. Тут с вами полностью согласен. Выстроена такая система, которая, в принципе, работает неэффективно
И за счет этого подпитываются Да. и международные всякие агенты влияния, и внутренние коррупционеры. И то же самое возвращение Чарльза, ну, это далеко не про установление какой-то справедливости и попытки наказать Чарльза за его коррупционные дела. Мы же понимаем, что его пытаются использовать в большой политической игре. Да, пытаются, но на самом деле есть еще моменты, которые как бы не красят и президента Украины. Есть информация, что президент с Чаусом уже встречался, абсолютно неправильно. Ну и относительно заявления господина Грозева, но если бы в Украине спецслужбы работали так хорошо и идеально, я думаю, что даже специалисты Беллинкета не смогли бы на территории Украины чего-либо установить и за кем бы-либо следить. Очень бы хотелось бы от специалистов Беллинкета все-таки получить публикацию фильма, который они анонсировали Да, еще была на зиму, начало весны. Ну, подождем, посмотрим. Это, кстати, тоже уже политическое дело, поэтому безусловно. как политические ветра подуют, так оно и будет изменяться. Мы сейчас немножечко сменим тему и поговорим об экономике, потому что мы всегда готовы обсуждать политические скандалы. Мне кажется, это вот просто этот нарратив нас уводит от дел насущных. А тут на днях пришла новость. Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования на 650 миллиардов долларов для дополнения мировых ресурсов ликвидности. То есть такая общемировая новость, но и мы в этой истории тоже участвуем. И в Украину попадет 2,7 миллиарда долларов. Это такие безусловные деньги, которые МВФ предоставит нам на, если я правильно понимаю, на ликвидацию последствий COVID-19. Но об этом мы можем точно узнать у нашего эксперта, который с нами на связи. Это Василий Невмержицкий, советник главы правления коммерческого банка. Приветствую вас. Да, добрый день вам. Спасибо за приглашение. Объясните, пожалуйста, что это значит? Вот МВФ нам выделяет 2,7 миллиарда долларов. Это беспроцентный кредит или это безвозвратная помощь и на каких условиях? Ну, во-первых, стоит отметить, что в рамках общей помощи для всех стран нам выделена эта сумма. Раз. Во-вторых, это деньги, которые переданы нам безвозмездно. И в данном случае стоит сказать о том, что это не доллары, а это СДР. Соответственно, пока они переданы нам возмездно в резервы, и если нам необходимо будет их превратить в доллары США, для каких их необходимо будет снять, в данном случае продать. Третьим, самым главным фактором является то, что в текущем транше этих денег к ним нет привязанности к целевому использованию денежных средств и, соответственно, каким-то обязательствам со стороны Украины. Поэтому в данном случае, где эти денежные средства можно использовать на любые цели, которые связаны, на любые цели, которые будут поставлены в лице правительства, из конкретных органов украинской власти в направлении их в те или иные нужды. Стоит сказать, например, о том, что, конечно, это большой плюс для Украины, потому что у нас на осень планируется около 3 миллиардов денег долларов США нужно будет вернуть. 2/3 из этих денег — это евробанды. Поэтому поддержка в денежном выражении в данном случае сейчас — это, конечно, очень большой плюс для Украины. Помимо той миссии и тех денег, которые планируется осенью выделить МВФ в рамках определенных норм и обязательств со стороны Украины. Это тоже правильно. То есть, правильно понимаю, что эта сумма, она фактически плюс-минус равна тому долгу, который мы должны отдать? Фактически, да. Я имею в виду, еще раз очень важно подчеркнуть, что деньги нам переданы безвозмездно. Хорошо ли это, плохо? Но на фоне того, что осенью нам нужно будет вернуть 3 миллиарда долларов, то, конечно, как знаете, это большой плюс для Украины, для платежного баланса. Может ли это как-то отразиться на инфляции? Нет, я не думаю, что это отразится на инфляции. Во-первых, это в данном случае оно никак не повлияет на инфляционный процесс, потому что мы видим текущий рост инфляции, он связан на уровне 9,5% год к году, и этот рост он связан не с украинской ситуацией, не с ситуацией в Украине, а с мировой тенденцией, в рамках которых идет рост на товары и товарные группы.
Если говорить о перспективах получения транша от МВФ, этому предшествовало много разных противоречивых заявлений. Какова вероятность, что осенью это таки произойдет и на каких условиях? Я думаю, что, во-первых, мы видим положительные моменты, связанные с тем, что все-таки миссия приезжает, и у нас о том, что это произойдет. Вот. Поэтому условия, которые будут, они всегда засекречены. К сожалению... Предварительно, да, мы увидим их позже. Благодарю вас за ваш комментарий. Василий Новомержицкий, советник главы правления одного из коммерческих банков, был с нами на связи. Когда мы начинаем говорить о деньгах, то есть, наверное, мы можем спроецировать эту ситуацию о том, что вот недостаточное финансирование, недостаточное количество денег в стране, вот оно и приводит к такой работе наших спецслужб, может быть. Может быть, Если можно, взаимосвязь. я хотел бы ответить на этот вопрос. Как раз что касается финансирования спецслужб, у нас никаких проблем в этом нет. Бюджеты МВД, бюджеты СБУ, бюджеты Растут разведки год от года. каждый год растет. Мы можем там сокращать социалку, сокращать экономические программы, финансовые программы, инфраструктурные. В последнее время с ними все, слава богу. Но что касается финансирования силовиков, с этим никогда проблем не было. Вы знаете, мне кажется, что вопрос не в том, насколько есть наполняемость бюджета. Вопрос в эффективности использования этих средств. Допустим, офису генерального прокурора в бюджете 2021 года добавили более 1 миллиарда гривен. А стала ли эффективнее работать прокуратура? Что-то мы не слышали, правда? Вот точно так же и здесь. Поэтому очень жесткий аудит. Мало того, очень сложная должна быть работа в комитетах, которые должны прописать, дописать, закрыть лакуны законодательные для того, чтобы у нас не случалось ситуации, когда НАБУ против СБУ или еще что-то такое, потому что у них есть, накладываются полномочия. Да? Вот четко каждая структура, каждое силовое ведомство знает, что они могут, где заканчиваются их полномочия, и кто вот здесь, на этой меже, полномочиями дальше распоряжается. Для того, чтобы не было таких неудобных, некрасивых ситуаций. Это первое. Второе, относительно вообще транша и этой помощи. Она безвозмездная. Я могу сказать только, что так мало? Вот, реально, я бы хотела, чтобы Украине дальше дали больше денег из этого фонда, потому что мы на территории европейского континента самая бедная страна, и, в принципе, у нас есть большие проблемы с выплатами. Всегда эти проблемы существовали и существуют с выплатами по внешним заимствованиям. Поэтому то, что мы этими деньгами можем перекрыть частично обязательные платежи, это прекрасно. Адресую вопрос господину Марченко, министру финансов. Почему? За 2 года пандемии, потому что это же деньги, которые должны пойти на устранение ситуации, экономической негативной ситуации из-за коронавируса, из-за коронакризиса. Вот почему за эти 2 года Министерство финансов не обратилось ни разу в наши международные институции, которым мы получали регулярно кредиты, и опять стоим там с протянутой рукой, с целью пересмотреть и реструктуризировать нашу задолженность, либо вообще ее частично списать. Так как это сделали в 2020 году более 50 стран мира, для некоторых долг вообще в 50% срезали. Поэтому вот вопрос. Неужели мы такая богатая страна, да, но на самом деле мы самая бедная в Европе страна. Поэтому интересных вопросов, вот, которые можно ставить и главе государства в сторону Кабмина и административной вертикали, достаточно много. Если, опять же, продолжать разговор о деньгах, еще есть интересный аспект. 23 августа пройдет саммит Крымской платформы, на которую пригласили 30 представителей разных стран. Об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. А вот вчера заместитель министра иностранных дел Украины Мине Джупар сказала, что вряд ли этот саммит будет ежегодным, потому что на каждый год у нас денег нет. У нас же, по-моему, есть цитата, да, имени Джупар. Давайте послушаем ее.
Президент дуже хоче, щоб цей формат був щорічним. Ясно, що такого ресурсу, такого рівня і масштабу заходи робити щорічно не є можливим. Але ми будемо думати, як і куди паркувати Кримську платформу. Можливо, це буде високий сегмент в рамках ООН щовересня. Тому будемо думати над форматами. Ну вот ваши реплики по поводу этой новости. Если честно, звучит странно для европейского, опять-таки, государства делать заявление о том, что у нас нет финансовой возможности проводить подобного рода форумы. Президент в своей публичной риторике говорит, что одна из его задач – это возвращение Крыма. Мы понимаем, что, наверное, единственный и главный наш механизм – это дипломатический в этом отношении. Если мы сегодня говорим про запуск Крымской платформы как о серьезном шаге украинского государства к возвращению своей территории, то очень нелогично и непоследовательно звучит соответствующее заявление заместителя министра. И офис президента, который в первую очередь принимает решения, является ключевым стейкхолдером в этом отношении, должно либо публично поменять свою риторику, либо разобраться внутри, каких целей они действительно хотят достичь. Попиариться ситуативно и сохранить там свой рейтинг среди людей, которым болит там тема Крыма, либо просто перейти к другим делам и сказать, что вот у нас есть векторы, которыми мы будем заниматься сейчас, и на это будут выделяться деньги. А на дипломатию касательно Крыма мы сейчас тратить не можем. Ну, знаете, мы вчера об этом саммите, о Крымской платформе, говорили с Рифатом Чубаровым, и у него абсолютно другое, отличное от именно впечатление относительно того, что будет, как будет по направлениям развиваться Крымская платформа. Она должна стать такой площадкой, подобной Минской, трехсторонней Не контактной очень группы. удачный пример, мне кажется. Ну, подождите, но тут момент такой. Ну, мне кажется, в свое время, мы говорим о том, что сейчас Минск-2 заблокирован, да, но у нас же есть и другие примеры, когда Минск-2 работал, когда людей возвращали, когда перемирие устанавливалось, и оно было установлено, перемирие 2020 года, которого добился благодаря тому, что у нас и была такая минская группа. Это все было до того, как мы уже окончательно с белорусами поссорились, да. Вот, поэтому, они сами виноваты. Вот, и мы говорим про официальную власть. Поэтому все равно такие международные площадки, они необходимы, они могут нам во многом помогать. Одна из главных задач Крымской платформы, чисто для меня, то, что я бы вкладывала в смысл работы этого международного майданчика, этой международной площадки. Я бы очень хотела, чтобы через Крымскую платформу можно было влиять на ситуацию в Автономной Республике Крым, оккупированной нашей территории, и помогать доставать, возвращать крымских татар. Мы можем вспомнить десятки случаев, когда пропадали граждане украинского государства, крымские татары по национальности, по этническому происхождению, а потом они возникали где-то на судах и получали какие-то катастрофические сроки только за то, что они, просто крымские татары. А ситуация, когда погибали или без вести пропавшие. Вот здесь работа такой площадки обязательно и важна. Если же Крымскую платформу задумывали просто как пиар-площадку, как вы говорите, тогда это очень все прискорбно, потому что согласие на участие в Крымской платформе буквально недавно на днях дала Турция. Для того, чтобы давить на Российскую Федерацию, несмотря на то, что у Турции разные сложные отношения с Путиным, да, но тем не менее, участие Турции в этой платформе и в работе этого саммита, этим нужно дорожить. Это на сегодняшний день активный участник Черноморской акватории, Черноморского содружества государства, который может и эффективно помогать Украине продвигать идею хотя бы на сегодняшний день опять поднять в повестке дня мировой ситуацию с Крымом. Потому что заявление Организации Объединенных Наций, резолюции относительно нарушений прав и свобод граждан на территории Крыма после оккупации Российской Федерации, их очень много. Мы про это говорили неоднократно. Да, ежегодные, да, все равно отслеживают. Но возможность возврата наших граждан, то, что может быть действительным инструментом рабочим у этой крымской платформы, этим нужно дорожить. А как вы думаете, в чем причина, почему заглох этот процесс по возвращению крымских пленников, политических узников?
Еще в 2019 году анонсировалось массовое возвращение, в 2020 еще шли об этом разговоры. Весной началась пандемия коронавируса, и на нее теперь все списывают. Но в этом ли действительно причина? Артем, давайте ваше мнение. Можно предположить, что взаимоотношения между переговорщиками из Кремля и Банковой стали более прохладными, чем они были. Когда-то Ермаку и Козаку приписывали более теплые отношения, и якобы это двигало процесс по обмену пленными и в первую очередь возвращению украинцев на родину. Сегодня мы видим, что ситуация немного другая. Геополитически Украина пытается заигрывать с Россией, пытается где-то Каким образом? тем же самыми заявлениями Ермака, который приходил на должность главы Офиса президента в качестве человека, который будет закрывать международную повестку и будет приносить положительный результат. Сегодня мы дружим с США, когда получаем не очень лестные новости. Оттуда устами некоторых людей из Офиса президента заявляем о переориентации на Китай. И все это в целом не идет в пользу наших переговорных позиций. Потому что мы так выглядим слабее, мы теряем союзников, которые с нами много лет работают. Это все приводит в сумме к тому, что мы уже давно не видели эффективных переговоров на уровне Киев-Москва. Почему нет этих эффективных переговоров, Светлана? Мне кажется, наверное, команде президента неплохо было бы провести несколько раундов тимбилдинга для того, чтобы хотя бы единая стратегия, единая линия комментирования событий и стратегических целей и задач Украины существовала. Потому что высказывание господина Арахамии относительно ориентации Украины на Китай, вы знаете, после этого в дипломатическом разрезе мы выглядим какими-то абсолютно дикарями. Реально. То есть мы... подождите, у нас же в стране демократия, плюрализм, Послушайте, хоть и глава и фракции, но тем не менее, это же не официальный плюрализм представитель. не должны соперничать со здравым смыслом и логикой развития государства. Если мы свою стратегическую задачу записали в Конституцию Украины, она подтверждена, мы хотим присоединиться к большой европейской семье. Наша евроинициатива, стать участниками Европейского Союза, она засвидетельствована, вписана красными буквами в Конституцию Украины. О каком развороте мы можем говорить? Если господин Арахамия хотел в один момент прославиться, он прославился, но только с не с того боку, как говорится. Это один момент. И второй момент: за внешнюю политику в Украине отвечает персонально президент. Поэтому ситуация с Ермаком для меня непонятна. У нас нет должности вице-президента, согласитесь, правда? Формально нет, а вот неформально он действует вполне неплохо. Вот неформально у главы Офиса президента чисто канцелярские функции. Должны и поэтому, вы знаете, когда с ним отказались встречаться в Вашингтоне с господином Ермаком, потому что нет у него полномочий, и Вашингтон не видит в нем сторону переговоров. На подмогу пришел кто? Господин Кулеба, наш министр иностранных дел. Да. И вот только после этого с Ермаком в Белом доме начинают общаться. Поэтому тут, знаете как, либо крестик, либо другое. Да? Поэтому, если у нас есть должность вице-президента, пожалуйста, Конституция, изменения, 300 голосов, несколько сессий Верховной Рады, все внесли, и он у нас есть. И он четко отвечает за то-то. Нет, господин президент, ваши полномочия по 106 статье Конституции, езжайте на переговоры сами. Не надо кого-то уполномачивать только потому, что у папы Ермака и у папы Козака когда-то были какие-то спильные интересы. Но это все не дает ответ на вопрос, почему стопорился процесс обмена, возвращения наших крымских... Да, потому что первый обмен, на который пошла Российская Федерация, наших моряков вернули. Причем вернули не просто освободили, они все равно под судом и следствием Российской Федерации и подписали документы относительно того, что если они будут вызваны, они обязаны прибыть на заседание на суды. Пока это, слава богу, никто не поднял и их не вызвали. Что-то в
что в этом случае мы будем делать, я не знаю, потому что Российская Федерация в случае, если не явятся на заседание наши моряки, будет вопить на всех международных площадках, что мы, украинское государство, нарушаем все правовые нормы. Хотя Российская Федерация и так, как ее назвали, страна-хулиган, которая на все международные и территориальные нормы плевала. Вот. Это один момент. И второй момент относительно того, что вот слабая позиция, личная позиция президента Зеленского, вот это вот перекладывание ответственности на одного, второго, третьего, она, мы теряем переговорную позицию. Но если ты президент большой страны, то ты и берешь на себя ответственность, то ты это все, знаете, как взялся за гуш, не говоришь, что не идешь. Ты тянешь эту лямку. Если нет, для меня, допустим, вы глава Министерства иностранных дел Франции. Условно. Спасибо. Да. А я господин Ермак. Подскажите, пожалуйста, министр, вы будете со мной встречаться, если по статусу я просто глава канцелярии? Конечно же нет. Есть протокол. Понятно, что это работает по-другому. Хотелось бы добавить еще по поводу переговоров с Российской Федерацией. Все успехи, которые были у нас в предыдущие годы, строились на обещаниях, и, как говорят, личных обещаниях Ермака делать поблажки по отношению инициатив Козака. Мы помним контроверсионные заявления и Кравчука, и других представителей трехсторонней контактной группы. Мы видели попытки того же самого лидера фракции «Слуги народа», который заявлял о том, что Украина должна дать воду в Крым, и кучу всяких вещей, которые подпадали под интерес Кремля в первую очередь. И вся эта риторика была остановлена в первую очередь и благодаря проукраинской позиции граждан, которые не дали протянуть невыгодные для нашего государства инициативы и нарративы и все в таком отношении. Поэтому, когда россияне не увидели возможности со стороны украинских политиков протягивать эти решения даже через парламент, в которых у них большинство, процесс приостановился. Благодарю вас. Благодарю за то, что пришли. Наше эфирное время подошло к концу. Артем Бронжаков, политолог, заместитель директора аналитического центра «Политика», и Светлана Кушнир, политический эксперт, были гостями нашего часа. Мы сейчас прерываемся на небольшой перерыв и встретимся в этой студии в 16:00. Благодарю. Найсильніші курешисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвяченому Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команди з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Міжнародний турнір відбудеться 8 серпня о 13:00 у Палаці спорту «Венето Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11В. Вхід вільний. Трансляцію «Курєш» дивіться наживо на телеканалі АТР. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Hepimiz xabardık mingen qamırday. Qarışıp qalmayıq bir top çamurday.
Kesilip başladı kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Я приветствую всех зрителей нашего канала. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и мы продолжаем наш эфир. И в этом часе мы будем говорить об актуальной для Крыма теме вступительной кампании крымчан, абитуриентов из оккупированного Крыма на материк. Вот как идет эта кампания, какие плюсы, какие минусы, есть ли какие-то уже результаты, как, собственно, работают центры Крым-Украина, работают ли льготы, которые предоставлены абитуриентам из Крыма, интересны ли они крымским выпускникам. Вот обо всем этом мы будем говорить с нашими экспертами. И сейчас с нами на связи должен быть Олег Охредько, аналитик Центра общественного образования «Альменда». Вот как подсказывают мне сейчас режиссеры, он буквально через несколько минут появится с нами на связи. А я напомню, что в Украине уже несколько лет действует программа упрощенного поступления крымских абитуриентов в украинские материковые вузы. Действуют образовательные центры «Крым-Украина», куда можно обращаться из оккупированного Крыма. Там помогут оформить необходимые документы, подскажут, в какие вузы можно обращаться, нужно ли сдавать какие-то экзамены для поступления, какие, собственно, вузы готовы принимать абитуриентов по упрощенной системе, что, собственно, значит эта упрощенная система, нужно ли дополнительные какие-то сдавать экзамены, потому что сама по себе упрощенная процедура подразумевает освобождение от внешнего независимого оценивания. То есть абитуриентам из Крыма не обязательно сдавать экзамены, которые сдают все украинские выпускники для поступления в вуза. Но вот определенные экзамены, такие как украинский язык и литература, они необходимы. Вот об этом мы сейчас будем говорить с Олегом Охредько. Он с нами на связи. Добрый день, приветствую вас. Добрый день.
Расскажите, как идет вступительная кампания? Какие уже этапы пройдены, что еще впереди? Есть ли желающие абитуриенты из оккупированного Крыма? Какие новшества в этом году? Ну, сразу хочу сказать, что вы допустили небольшую ошибку. Да, Когда пожалуйста. сказали, что крымчане должны вступать без ЗНО, без остального. Вы правильно сказали, но крымчане сдают 3 экзамена. То же самое и сдают все остальные. Это украинский язык, история Украины и профильный экзамен. Поэтому здесь ситуация та же самая. Крымчане тоже вступают, сдавая вступительные экзамены, как и остальные украинцы, ну, в разных формах. Кто-то сдает ЗНО, кто-то сдает вступительные экзамены. Что касаемо самой новшеств, которые происходят, это то, что количество образовательных центров существенно увеличилось. Не так, как обещали власти, что в любой вуз можно вступить, а только в 214 высших учебных заведений могут крымчане вступить. И то это огромное количество, которое уже есть. Прошел первый этап вступительной кампании, который завершился 20 числа, и сейчас подводятся определенные итоги. Можно сказать о том, что в ряд вузов, во многие вузы вступают крымчане. Например, во Львовскую политехнику вступило где-то около 17-18 человек. В Херсонский аграрный университет вступило там более 10 человек. Почему сейчас нет конкретных цифр? Потому что крымчане могут вступать по квоте 2, это всего 10%. Очень часто это всего-навсего одно бюджетное место. Но есть такой вариант о том, что они вступают на коммерцию, и потом пересматривается количество бюджетных мест, и крымчане могут опять поступить на бюджетное место, оставшееся от квоты 2 с других вузов, с других, там, можно сказать, факультетов. Поэтому сейчас идет подсчет, который происходит. Ситуация в этом году тоже довольно-таки была сложная, слабая информационная кампания. Спасибо вашему телеканалу, который продолжает работать. Единственная проблема о том, что информационная кампания начинается взрывным таким этапом летом, во время вступительной кампании. Ну а где же осень, где же зима, весна? Вот тогда необходимо было вступать. Кроме этого, свою определенную такой нюанс внес ковид, и вот сейчас вот опять 5 числа начинаются изменения. То же самое о том, чтобы как крымчанам было добираться, сложно, проблемы, которые существовали. Но вместе с тем очень многие проходят. Хотелось бы поблагодарить многие вузы, которые действительно идут навстречу крымчанам, помогают. Недавно буквально мы брали интервью у сестры вступника из Крыма, которая высловила громадное спасибо Львовскому политехническому университету за помощь, которая есть. Шикарная информационная кампания, которая в Херсонском аграрном университете, которая действительно заполонила. Вот если бы все так работали, так и происходило. И еще один нюанс, который есть. Вступительная кампания не закончилась. Она продолжается до 20 сентября. То есть крымчане могут еще сейчас ехать, вступать до украинских вышев, сдавая 3 экзамена. Это украинская язык, история Украины и профильный экзамен. Украина всех вас ждет. Давайте поподробнее, чтобы было понятнее. Могут ехать поступать. Вот, Да. И что это значит? Куда ехать? Что для этого нужно? Значит, для этого необходимо сначала выбрать вуз, куда вы хотите вступить. Ну, специальность, само собой. Зайти на сайт Министерства образования или зайти на сайт общественных организаций. Например, на нашем сайте расположен список образовательных центров Крым, Украина. Вы берете контакты, звоните туда, ну, желательно, можно сказать, и договариваетесь, когда вы приедете. После этого вы приезжаете и сдаете 3 экзамена. В вузе? 2 сдаются в школе, который прикреплен к вузе, это в виде типа украинский язык и история Украины, и вы получаете аттестат, вот сейчас называется свидетельство. А второй профильный. Вот 3 эти экзамена как раз и составляют вот эти необходимые для поступления. И до 20 числа, до 20 сентября вы можете еще вступить в украинский язык. Для этого же нужны какие-то документы, а ведь у многих абитуриентов уже нет украинских образцов документов. Вот как им быть с этим? Необходим в основном, то есть документ, который подтверждает, что ребенок из Крыма. Чаще всего это паспорт, ну, IT-карточка сейчас. У большинства крымчан она есть.
или же свидетельство о рождении, о том, что проживали, и какие-либо документы, которые подтверждают, что ребенок из Крыма. Это могут быть даже ксерокопии паспортов родителей, выписки из домовых книг. Ну, то есть очень многие документы, которые подтверждают. Все. Больше никаких документов не надо. Ну, у нынешних абитуриентов еще есть свидетельство украинского, о рождении украинского образца. Да. Но ведь кроме них, кроме этого, у них может не быть никаких других украинских документов. Этого достаточно? Да, То есть, этого достаточно. А как доказать, что он все-таки закончил школу? Вы можете взять, опять же, можно сказать, российский аттестат для того, чтобы показать о том, что вы из Крыма. Выписку из домовой книги, ксерокопию паспорта родителей, где прописка стоит. То есть любой документ, который подтверждает о том, что ребенок находится в Крыму и родился в Крыму. Ну, в свидетельстве обычно там прописывают, которые есть. Единственное, на что обратить внимание, о том, что если есть справка ВПО, то она должна быть только с января этого года. Почему? Потому что в соответствии с приказом 271 вот этот спрощенный вариант только для детей, которые в этом году закончили или заканчивают школу. Ну, смотрите, а если у ребенка есть справка переселенца, полученная ранее, там, 4-5 лет назад, а вот он в этом году только закончил школу и поступает. Это действует? Ну, это уже льгота? необходимо, да, решать вопрос непосредственно с каждым из образовательных центров. Ну, такой, можно сказать, совет: не показывайте эту справку. Угу. И все. То есть нужна крымская регистрация, и этого достаточно для того, чтобы воспользоваться льготой? Да, и обязательно, то есть подтверждение о том, что все-таки гражданин Украины. То есть или родился, или IT-карточку. Но сейчас IT-карточку довольно-таки быстро можно сделать. Единственное, на что обращаю внимание, что в IT-карточке должно быть, ну, знаете, у нас там нет прописки в IT-карточке. Ну, есть но там справку, выдают отдельную справку. И в этой справке должен быть или прочерк, или указано о том, что Крым. Потому что иногда детей, так можно сказать, обманывают и указывают Херсонская область. Тогда, сами понимаете, ну тогда они уже жители Херсонской области. Да. Да. Насколько тернист этот путь из Крыма, поездка в ВУЗ, сдача экзаменов? Какие препятствия, какие трудности возникают на пути? Основное препятствие — это проезд через административную границу, которая существует. И при переезде необходимо, то есть, обращать внимание. Если ребенку не исполнилось 18 лет, то, естественно, сопровождение родителей. В основном проблемы, которые возникают, это возникают проблемы со стороны, к сожалению, то есть оккупантов, которые не всегда выпускают, которые есть. Но практически после этого других проблем не должно возникать. В случае, если возникают проблемы, звоните. Есть горячая линия Министерства образования, есть наши телефоны, их общественных организаций, которые готовы помочь вам в поступлении и которые будут необходимы. Кроме этого, да. вузы обеспечивают общежитие. Единственное, что необходимо перезвонить, переговорить и узнать, какова ситуация на данный момент. Сколько это по времени может занять нахождение в ВУЗе, сдача экзаменов, поступление, сдача документов по времени? Сколько дней? Ну, один из крымчан сделал это все за 3 дня. 3 дня? 3 дня. То есть вступительные экзамены, которые в школе можно сдать, например, даже за один. И следующий, то есть это уже ВУЗ или ВУЗ. Результаты экзаменов, они сразу же определяются или нужно ждать еще? Первые 2 экзамена вы получаете сразу справку из школы и идете в ВУЗ. И там сдаете вступительный экзамен. И сразу же вы узнаете оценку. У вас суммарное количество. Единственное, что вам необходимо ждать, когда будет общий конкурс. В связи с тем, что конкурс подводится 20 числа. И тогда становится известно, кто зачислен, а кто нет. 20 августа. Сентября. Сентября? Сентября.
сентября. Да, первое зачисление прошло уже 20 июля. Уже прошло зачисление, уже дети знают, кто поступил на бюджет. Также ряд детей поступили на коммерцию и сейчас ожидают пересмотра для возможности поступления на бюджет. И вступительная кампания для крымчан продолжена до 20 сентября. Это для крымчан. Да. А как вот разобраться в этой конкурсной системе, вот даже абитуриенту из Киева? Вот человек подает документы в ВУЗ, его приглашают, пишут, там какая-то категория допущен на коммерческое, предположим, обучение, его ставят какой-то рейтинг. Значит ли это, что ребенок уже поступил? Или это нужно ждать, пока не будет, не все подадут, и потом как-то по баллам это определяют? Как это делается? Да, это определяется по баллам и публикуются единые списки. Каждый вуз публикует список. Вот если мы сейчас зайдем на сайт любого из вузов, мы увидим там списки тех, кто рекомендован для вступления на бюджет. И среди этих списков вы можете увидеть вместо фамилий цифры. Это цифры, зашифрованные имена детей из Крыма или оккупированных районов Донбасса или Луганской области, которые вступали по упрощенной системе. Вот точно так все имена и все фамилии зашифрованы. Никто не узнает фамилию. Но ребенок непосредственно, он же знает свой номер, он знает, куда он поступал, и в этих списках он смотрит и видит, поступил он на бюджет, либо ему рекомендуют на коммерцию, либо какие-то другие, то есть нюансы, которые происходят. Но все крымчане, которые сдавали документы, они практически все поступили, потому что надо было положительно сдать экзамен. Если уже, вот вы уже назвали 17 во Львов, 10 в Херсон, какой порядок цифр примерный в этом году? Сейчас очень сложно сказать, но мы рассчитываем, что будет не меньше, чем в том году. Хотя, знаете, вот немного усилилось давление в Крыму на детей, которые есть, на их родителей. Но это происходит постоянно, особенно в период вступительной кампании. Поэтому, к сожалению, сейчас цифру никто не может вам сказать, даже министерство не может сказать, потому что вот скоро состоится заседание комиссий, которые будут рекомендовать детей, которые вступали на коммерцию, перевести на бюджет, имеется в виду крымчан. Кого-то рекомендуют, кого-то нет. Там буквально рассматривают поименно данные фамилии. Поэтому цифру вам даже Министерство образования сейчас не скажет. А сколько было? Но мы надеемся, в ближайшее время будет пресс-конференция министерства, и мы услышим предварительную информацию. Сколько было в прошлом году? Снова-таки, в том году было около 300 крымчан. Но это крымчане, которые поступали по упрощенной системе. Есть еще крымчане, которые поступали с помощью ЗНО. Например, то есть минуя эту упрощенную систему на обыкновенных условиях. Например, только в этом году в Херсонской области более 100 детей экстернатом получали документы и проходили образование. То есть они поступали через ЗНО. То есть поэтому точную цифру сказать никто не может. С 5 числа на КПВВ и на как неподконтрольных территориях Донбасса, так и оккупированного Крыма вводятся наши ограничения. Что вам о них известно и как они могут отразиться на абитуриентах? Ну, для того, чтобы для абитуриентов, которые есть, им необходимо, естественно, получить вызов из украинского высшего учебного заведения, и тогда у них проход будет по упрощенной системе. Вместе с тем, вот эти ограничения, они, понимаете, вы видите, они меняются буквально каждый день, каждое время, которое происходит. И поэтому мы рассчитываем на то, что на абитуриентах это не отразится, как и было раньше, когда был вызов, и они спокойно проходили КПВВ без ограничений. Но желательно все-таки вакцинироваться и вакцинироваться в Украине. Для этого, то есть пройти эту систему, которая есть. То есть для этого еще и нужно было выехать, чтобы вакцинироваться? Ну, вполне возможно, потому что не знаю, насколько «Спутник-5» будет, ну, можно сказать, достаточно для того, чтобы считаться вакцинированным. В Европе сейчас возникла с этим небольшая проблема.
А есть ли какие-то подсчеты, сколько примерно будет стоить вот такой поход за знаниями, с поездками, с пребыванием на материке? Но это проезд, оплата проезда, проживания, это зависит от каждого конкретного. Некоторые вузы предоставляют общежитие бесплатно. То есть дети живут бесплатно. Питание и проживание, то есть питание и проезд. А это уже зависит от того, куда вы едете. В Киев или в Херсон, или во Львов. То есть вот проезд. Например, проезд в Киев и назад, это там несколько тысяч может быть. В зависимости от того, каким транспортом вы едете. Или поездом. Тогда купейный билет стоит около 1000 гривен в одну сторону, либо автобусом дешевле, а в Херсон еще дешевле, что будет происходить. Ну и питание, как вы будете уже питаться, это будет уже зависеть от вас. Но я думаю, несколько тысяч гривен вполне возможно это будет стоить. Так же, как для и остальных украинских абитуриентов, которые будут ехать и сдавать, например, те же самые экзамены, творческие конкурсы, там, например, в консерватории или еще. Та же самая стоимость практически будет и у них. Какие вузы популярны у крымчан? Я вот уже говорил, очень популярна Львовская политехника, Киевский национальный университет, Киевский университет имени Гетмана. То же самое херсонские очень вузы популярны среди крымчан, Аграрный университет, также Херсонская мореходка довольно-таки популярны, которые есть. Также сейчас очень сложно сказать, потому что количество вузов, оно увеличилось многократно. То есть 185 вузов готовы принять крымских детей, и поэтому громадное количество. Вместе с тем понятно, что наиболее популярны это Киев, Львов, Харьков и Херсон. Эти вузы, которые готовы принимать, они предоставляют весь образовательный спектр? Допустим, можно ли там стать медиком или поступить там, не знаю, в институт внутренних дел? Специально есть вузы, которые это предоставляют. Например, Киевский вуз имени Богомольца, медицинский, пожалуйста, вы можете туда поступать. 3 вуза Министерства внутренних дел то же самое готовы принимать. Так же самое консерватории. То есть достаточно зайти на сайт Министерства образования и увидеть вузы, которые есть. Там есть не только вузы, которые относятся к Министерству образования, но также и вузы, которые Министерству культуры, Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел. Естественно, что вузы, которые там Министерство внутренних дел, необходима физическая подготовка, экзамен сдавать. Для поступления в Министерство культуры, естественно, какой-то творческий конкурс, который там необходимо проходить, точно так, как и для остальных украинцев, которые живут не на оккупированной территории. Как эта система новая, когда расширился список вузов, отразилась на тех вузах, которые начально были определены как вузами для переселенцев и сами являются переселенцами? Для крымских вузов это один вуз, это Крымский Таврический, то есть, Таврический университет, да, который есть. Я думаю, это не сильно отразилось, потому что есть авторитет, определенный авторитет. И вот у нас есть уже случаи, когда, к сожалению, оккупация длится уже довольно-таки долго, когда в семье несколько детей, и по пути первого ребенка идет второй, третий, знакомые. Поэтому, я думаю, не сильно отразится, вполне возможно, наоборот, даже будет постепенно увеличиваться, потому что появляются даже такие небольшие группы крымчан, которые учатся и живут в каком-то городе, в каком-то университете. Но вместе с тем будем ждать то, что будет происходить, и система, которая есть в Украине. Кроме этого, крымчане получают стипендию. Даже если у них не получается получить стипендию государственную, по оценкам, они получают социальную стипендию, которая у них есть. И также им выплачиваются деньги для жилья, то есть деньги для того, чтобы можно было оплачивать общежитие. Какая это стипендия социальная? Сколько это? Она устанавливается каждый год, сейчас более 1000 гривен, которая есть. И то же самое для оплаты жилья, тоже более 1000 гривен. Еще есть определенный нюанс в зависимости от возраста.
до 18 лет, после 18 лет оно и происходит. И все-таки давайте поподробнее поговорим о Таврическом национальном. Как он переживает эти вступительные кампании, как там налажена работа? Есть ли у вас информация об этом? Ну, налажена работа аналогично, так же, как и всех. Единственная сейчас проблема, которая есть в Таврийском национальном университете, это смена ректора, которая там происходит. Ну, вы, может, знаете, освещали, я думаю, это выборы одного ректора, сейчас отмена другого, поиски іншого. Но вместе с тем на детях это не отразилось. Там есть определенная система, которая существует. Есть определенные свои нюансы, которые есть положительные и отрицательные. Ну, отрицательные, например, о том, что в Таврическом университете требуют российский аттестат для чего-то. Ну, непонятно, хотя они не должны. Они заявляют о том, что аттестат необходим для того, чтобы можно было удостовериться, что ребенок в Крыму, но вместе с тем они не должны так требовать то, что происходило. А так, система такая же, как и есть, и преподавание ведется также со своими нюансами, с плюсами и минусами, которые есть. Я думаю, для Таврийского национального университета необходима отдельная программа, в которой пригласить и ректора, и студентов, и преподавателей. Владимир Казарин с нами будет на связи примерно минут через 10. И мы, конечно же, будем ему тоже задавать эти вопросы. А вот по поводу выборов ректора. Эту кампанию сопровождали определенного рода скандалы. Что там происходит? Можете нам рассказать? Нет, я не очень в курсе непосредственно той ситуации. Скандал, который происходит после выборов, которые произошли, был выбранный Владимир Казарин. А почему сейчас объявлены новые выборы, я думаю, лучше он вам расскажет со своей точки зрения, которая происходит. Я просто на сейчас не готов комментировать данный вопрос. А ваша организация, она сотрудничает напрямую с вузами? Вам известна общая картина всех проблем, скажем так, сложностей, которые там существуют? Пытаетесь ли вы как-то их решить для того, чтобы упростить вступление, учебу крымчан? Да, мы ведем постоянный, сейчас, если вы зайдете на сайт, вы можете посмотреть, у нас публикуются ежемесячные мониторинги ситуаций, которые происходят. Мы проводим определенный анализ, сотрудничаем с многими вузами, но сейчас сложно сотрудничать со всеми вузами, их больше 200 в Украине. Вместе с тем мы объясняем и проводим публикационные кампании. Например, ситуация с военным билетом, которая есть на сегодняшний день. Даем разъяснение о том, что от крымчан военный билет или приписное свидетельство в комиссиях не могут требовать, так как это не входит в перечень документов, которые есть. Хотя в самих умовах вступу у нас конкретно прописано о том, что при подаче документов абитуриент должен подать паспорт и среди прочих документов военный билет или приписное свидетельство. Вот мы ежегодно теребим министерство. Министерство ежегодно выпускает письмо, в котором разъясняет о том, что военный билет и приписное свидетельство у крымчан требовать не надо. Кроме этого, у нас есть горячая линия на сайте нашего организации находится, то есть номер телефона, по которому можно позвонить, и мы часто сопровождаем детей в случае возникновения каких-либо проблем или недопониманий. Звоним в вузы, разъясняем ситуацию, которая у нас происходит, и предоставляем помощь, которая есть. Кроме этого, аналитика постоянно для того, чтобы понять, какова же ситуация и каковы проблемы есть на сегодняшний день. Какие еще подводные камни, неожиданные сюрпризы могут ожидать абитуриентов? Вот к чему им нужно готовиться? Снова-таки требования дополнительных документов, которые есть. Некоторые приемные комиссии требуют, чтобы ребенок срочно сделал справку ВПО. Для этого нет необходимости, то есть справка ВПО не нужна. Кроме этого, иногда требуют действительно, то есть медицинские какие-то документы. Снова-таки, это тоже нет необходимости брать эти документы. Практически предоставление общежития и ряд других вопросов, которые существуют и которые помогают. Обращаю ваше внимание о том, что как раз образовательные центры Крым-Украина и должны помогать детям, которые поступают, в оформлении тех же документов.
Они должны помочь в оформлении и тех же ID-карточки, либо любых других документов, которые есть. То же самое по поводу идентификационного номера. Тоже его иногда требуют, и его дети не обязаны предоставлять. Они могут его предоставить уже потом, когда будут оформляться документы на стипендию. А сейчас необходимо только один документ, который подтверждает о том, что поступающий ребенок – это гражданин Украины, который проживает в Крыму. Волей-неволей, но приходится же конкурировать, да, с страной-оккупантом. Как в этой борьбе мы выигрываем? На сегодняшний день, я думаю, уже да. Потому что первое, мы тоже проводим анализ того же так называемого монстра, кадафра Крымского федерального университета. Там идет постоянное сокращение количества студентов. То есть их становится все меньше, меньше и меньше. Это во-первых. Во-вторых, даже некоторые российские крупные компании не признают крымских документов. Кроме этого, возникают очень часто вопросы о том, что когда дети пытаются из России выехать куда-то там, даже обучаясь в российских вузах, за границу, им то же самое отказывают, потому что они из Крыма, то есть они пересекли границу по Крымскому мосту, и тогда их считают уже нелегитимными. И поэтому, я думаю, постепенно Украина все-таки улучшает свои позиции. Ну, я думаю, если мы наладим все-таки хорошо дистанционное образование, которое сейчас все-таки рвется вперед, и поддержку детей. Вот, например, сейчас организованы курсы Министерством реинтеграции для адаптации детей, где дети не только учатся, готовятся к своей жизни, но и также получают стипендию, там, по-моему, стипендия более 4000 гривен, которые у них есть. И для этого уже прилагаются определенные усилия, пока единственная ситуация неизвестна по количеству детей, которые обучаются. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору, за достаточно подробную информацию о том, как крымчанам поступать. Олег Охредько, организация «Альменда» была, аналитик организации «Альменда» был с нами на связи и достаточно подробно рассказал о том, как и что нужно для того, чтобы крымчанам, выпускникам из Крыма поступать в материковые вузы Украины, какие нужно пройти этапы, какие нужно с собой иметь документы, сколько это будет примерно стоить, что ждет абитуриентов в украинских вузах. Это и общежитие, и если это бюджет, то и стипендии. И вот об одном из вузов, которые принимают крымчан, Таврическом национальном университете мы будем говорить сейчас в нашем эфире. С нами на связи будет ректор этого университета Владимир Казарин. Это ректор вуза-переселенца. Несколько лет назад, в 2016 году, Владимир Казарин тоже был вынужден уехать из оккупированного Крыма. И здесь, уже в Киеве, он оббивал десятки кабинетов для того, чтобы достучаться до украинских чиновников, для того, чтобы объяснить им, что нужен вуз крымский, для того, что очень важно для Украины возобновить работу Таврического национального университета со славной историей и авторитетного вуза, и это ему удалось, и он уже возглавляет вуз несколько лет, и вот он с нами уже на связи. Я вас приветствую, Владимир Павлович. Да, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Владимир Павлович, как вы встречаете, как вошли в этот процесс вступительной кампании? Какие у вас результаты? Ну, у нас были определенные волнения по этому поводу, потому что в прошлом году у нас было рекордное количество поданных заявлений, 6400 в университет, и мы рассчитывали на хороший результат, и он, в принципе, был, но нас тогда подвела Верховная Рада и Министерство, потому что нас тогда за нашей спиной лишили фиксированного набора.
который распространяется на все университеты с оккупированных территорий. Почему-то вот Крым был таким странным образом, ну, как сказали, ошибка произошла, наказан. И мы беспокоились, как это отразится на вступительной кампании этого года. В этом году мы новый рекорд установили. Мы за 7 тысяч уже перешли заявлений. Напоминаю, в том году было 6400. И на данный момент уже вот где-то около, по итогам, как бы, ну, может быть, половины вступительной кампании, где-то уже около 400 студентов зачислены в университет, и это продолжается каждый день снова и снова. Напомню, что у нас вступительная кампания длится до начала жовтня. 7 тысяч заявлений, и это, возможно, вероятное количество ваших студентов, правильно я понимаю? Нет. Дело в том, что мы живем действительно в свободной стране, у которой и законы отвечают демократическому подходу. В принципе, каждый абитуриент может подать заявление в 5 университетов. И поэтому каждый из этих, которые к нам подали, они еще в 4 других вуза подали свои документы. И вопрос стоит в том, что потом по окончании всей процедуры, какой университет они выберут. Если дети сразу к нам приходят с документами, с аттестатами и так далее, сдают, считая нас главным университетом, понятно, что они наши будущие студенты. А некоторые потом по окончанию принимают решение и, например, приходят к нам, помимо того, что они сделали нам заявление, оставили, они еще приносят документы и становятся студентами. То есть тут определенная лотерея вступительной кампании. Ну, вот для того, чтобы понимать в цифрах, сколько ваш вуз может принять студентов вот в этом году? В этом году мы были бы готовы принять где-то более 1000 студентов, потому что мы приблизились к определенному пику набора в плане мест в общежитиях. То, что нам выдано было 6 лет назад правительством Гройсмана, эти общежития, которые там были переданы в том числе. Кроме того, мы заключили соглашение с Национальной академией наук Украины. Мы с ними большие друзья, потому что их учредил Владимир Иванович Вернадский и был их президентом, и нас учредил Владимир Иванович Вернадский и был нашим ректором. Поэтому у нас очень хорошие, теплые отношения. Так вот сейчас мы, в принципе, выбрали почти полностью места у себя в университете, в наших общежитиях и в Академии наук. И в этом смысле, если, например, набор будет больше, чем мы ожидаем, у нас встанет немножко в повестку дня проблема, чтобы мы смогли поселить всех поступающих. А на какое количество крымчан из этой 1000 вы рассчитываете? Есть какая-то фиксированная цифра или хоть вся 1000 крымчан может быть? Вы знаете, для крымчан это может быть и вся 1000, и все 2000, и 3, и больше. Это я говорю совершенно ответственно и серьезно. Потому что для детей с оккупированных территорий существует как бы отдельная возможность получения бюджетных мест. И каждый год, все вот эти позади нас оставшиеся 6 лет, мы не выбираем эту сумму. И больше всех, как правило, Таврический университет берет, еще некоторые другие, есть университеты, которые там 10 человек, 12 человек и так далее. Мы не выбираем ту квоту, которая у нас есть. И поэтому вот когда заканчивается первый этап вступительной кампании и бюджетный набор уже как бы закрывается, всем крымчанам и донецким, которые к нам приходят, мы говорим: пишите сейчас заявление на контракт, одновременно мы вас зачисляем и сразу направляем письмо в министерство, что еще один ребенок поступил с оккупированной территории. Просим дать ему додатковое бюджетное месяце. И нам оно всегда выдается. А почему квота не выбирается? Потому что, я думаю, мы недостаточно по линии государства работаем над тем, чтобы детей с оккупированных территорий собрать как можно большем количестве. Во-первых, если стипендия составляет 1200, 1400, 1500 гривен в месяц, а проживание в общежитии требует заплатить 700 гривен, 750 гривен, 800 гривен, вы понимаете, путем несложных подсчетов, что остается ребенку на проживание, на питание
на то, чтобы там билеты в транспорте оплачивать. Ну и, например, девушку в кино пригласить, с которой он хочет гулять вечером. В этом смысле, ведь дети с оккупированных территорий, они не могут, как дети, которые проживают на свободной территории, на уикенд сесть, например, на Интерсити и поехать в Полтаву. Там мама его за 5 субботу-воскресенье подкормили, она ему там что-то еще там по бытовой линии поможет. И назад он поедет с 2 сумками, которые будут заполнены там всякими соленьями, вареньями, чем-то еще. Крымский и донецкий ребенок не может позволить себе поехать туда, к себе в Крым или на Донбасс, по той простой причине, что на обратном пути неизвестно, его пропустят или нет, какое настроение будет у пограничников. А во-вторых, его с сумками все равно не пропустят, потому что провоз там продуктов в каких-то количествах запрещен. В этом смысле уже он в неравном положении находится относительно других детей. Кроме того, я думаю, что мы должны были бы в большей мере учитывать, что у родителей там, на оккупированных территориях, возможность получения работы очень ограничена. И, наверное, должна была бы быть государственная программа, давать возможность детям с оккупированных территорий какого-то гарантированного трудоустройства на период учебы. Мы это делаем в университете. Все кафешки рядом с нашим университетом нас знают, и мы посылаем детей туда на неполный рабочий день. Целый ряд предприятий, которые вокруг нас, они хотят часть детей иметь на неполный рабочий день. Их это устраивает. Отучились до обеда, отдохнули, вечером пошли немножко подработали. Но я думаю, что это должно быть вынесено на какой-то более серьезный уровень, потому что эти дети, как пафосно звучит, это завтрашние нашей страны. Надо, чтобы страна чуть-чуть больше о них думала. Но это речь о поддержке уже здесь. А достаточно ли внятно, доступна кампания по привлечению абитуриентов из Крыма? Во-первых, мы ее проводим уже, слава богу, эту кампанию 7 лет. За это время все телеканалы, которые работают на Крым, включая ваш замечательный и уважаемый нами, постоянно об этом говорят накануне вступительной кампании. И даже когда она проходит в течение года, мы 2-3 раза к этому возвращаемся и говорим. Об этом говорят другие телеканалы, там и тот же «Дом», и «Крым Реалии» и так далее, и так далее. Об этом говорят FM-радиостанции, которые вещают туда, на оккупированную территорию. Можно, конечно, сказать о том, что можно было бы передачу сигнала со стороны Украины наладить более эффективно и основательно. Но по разным причинам не до конца эта проблема до сих пор решена. И, наконец, мы одно время направляли туда полиграфически изготовленные наши рекламные материалы, но оказалось, что это небезопасно. Некоторые дети, которые их раздавали, они потом испытали, мягко скажем, на себе определенное давление властей оккупационных. Я удивляюсь, например, что все наши попытки на всех, например, переходных пунктах поставить социальные бигборды с рекламой поступления по программе «Крым-Украина», а там, соответственно, Донбасс-Украина на Донбассе, в итоге ни к чему не привели. Причин было множество, например, на Херсонщине, в Херсонской области, местные вузы, так скажем, очень ревниво к этому отнеслись. Они сказали, здесь будет пропагандироваться деятельность только херсонских университетов. А вы как бы транзитом через нас проезжаете туда, в Киев, и мы с этим не согласны. Все попытки, в том числе Мининформа или Минтота, добиться, чтобы такие бигборды были нам выделены, как социальные бигборды, они ни к чему не привели. Ни к чему не привели. Я тоже не понимаю, неужели это такая большая проблема, чтобы социальная реклама, социальная информация для этих детей не была организована. В конце концов, сам переходный пункт мог бы иметь большие плакаты, где мы могли бы размещать изготовленные нами постеры. Но 7 лет прошло, ничего, к кому только не обращались. А жесткая сейчас межвузовская конкуренция в связи с тем, что расширился перечень до более чем 200 вузов, куда можно поступать? По этой линии именно это вряд ли является причиной, потому что только такие вузы, как мы, с оккупированных территорий, донбасские, и мы ведем вступительную кампанию, начиная с 9 июня, и практически ее ведем до 9 октября. То есть мы, представляете, держим вступительную кампанию наших преподавателей, все эти, июнь, июль, август, сентябрь, все, даже 4 с небольшим месяца. Другие вузы, они укладываются в рамки вступительной кампании, потом закрывают и расходятся.
И поэтому к нам может ребенок с оккупированной территории и значит, в августе приехать, и в сентябре приехать, и в начале октября приехать, и мы его примем, и его ждут, сидят люди. Другие, ну, они должны в отпуск отправить преподавателей, они как бы не соглашаются на такие условия работы. Но дело даже, наверное, и не только в этом. Дело в том, что сегодня, что немножко разъединяет все вузы, в целом уменьшается количество желающих поступать в вузы. Во-первых, большое количество уезжает за рубеж, они выпадают из этих программ. Значительное количество, находясь на Украине, могут поступать и учиться дистанционно в европейских университетах. Это разрешено, это широко распространено, и ты в результате получаешь европейский диплом, который не нуждается в нострификации, как в украинской ряде случаев. Но, кроме того, все равно количество поступающих уменьшается. Я думаю, что нам давным-давно нужно отменить систему ЗНО. Потому что когда вступительная кампания представляла бурно текущую реку, было 15 человек на место, 18 человек на место, 20 человек на место. Тогда, конечно же, так или иначе просыпалась коррупция, каждый хочет, чтобы его ребенок поступил, и включались всякие механизмы. Но сегодня это некогда полноводная река уже превратилась в такой скромно текущий ручей, потому что разбирают и европейские страны, и другие вузы разбирают, а некоторые, отчаявшись пару раз попробовав, махнули рукой, получают обыкновенную рабочую профессию и считают, что они обойдутся без высшего образования, а им еще и говорят, что не надо, чтобы все были с высшим образованием. Не надо, не надо, не надо. Это, так сказать, стране не поможет. Это абсолютно ложная мысль. В результате количество претендующих на высшее образование уменьшается, а это ведет к чему? Мы начинаем говорить о том, что у нас слишком много университетов, что тоже абсолютная неправда. И вот пример недавний, только недавний, Харькова, где 4 аграрных университета разного профиля, разного направления были слиты в один университет, к ним только приказом. Он говорит, как далеко заходит кризис. А я не очень понял, как отмена ЗНО может эту реку наполнить, сделать ее полноводной. Все наши абитуриенты поступают, например, в польские вузы не только без экзаменов. Поляки берут выпускников наших школ. Не только без экзаменов. Они берут их просто по собеседованию. Они очень удовлетворены украинскими, ну и крымскими в том числе, украинскими выпускниками. И они их просто-напросто на корню забирают, приезжай туда, и ты будешь зачислен. У наших выпускников хорошая репутация в европейских вузах. Но только для родной страны и оценки не удовлетворяют, и балл не удовлетворяет, и еще что-то. И в итоге мы, при всем при том, что у нас определенные недоборы, мы еще часть людей автоматически вычеркиваем из числа тех, которые могли бы претендовать на поступление. Они не сдали ЗНО. Ну, ведь все равно же нужно будет сдавать экзамены в ваш вуз. То есть все равно же подтверждать нужно будет свои знания. Во все вузы надо будет сдавать экзамены. Ради бога, их не сдают. Ну, так если там не сдали ЗНО, где гарантия, что они в ВУЗе сдадут? То есть это же зависит от мы несколько раз с моими коллегами вот по итогам ЗНО брали вот эти вот тесты и садились и заполняли каждый по профилю свой тест. Я хочу сказать, что у нас, так скажем, бывало до 50% участвующих тоже не могли заполнить эти тесты по ЗНО. Много материала есть в интернете, которые показывают совершенно нелепые вопросы, которые там, например, задаются. Например, иногда спрашивают, какой-то размещен храм церковный, и говорится, в каком городе размещен этот храм и как он называется. Мы не забыли, что приблизительно до 40% нашего населения — это атеисты. И они, в принципе, этой проблематикой могут не интересоваться. Так что, если он не узнает этот храм, автоматически его балл снизится. Но это же говорит о том, что нужно просто менять качество экзаменов на ЗНО. Не отменять ЗНО, потому что отмена ЗНО даже при неполноводной реке, как вы говорите, все равно приведет к коррупции в вузах. Почему? Если мы не добираем
Поэтому, знаете, как у нас шутят в нашей среде, это мы скорее готовы заплатить родителям и абитуриентам, чтобы они поступили именно к нам. Так вы можете инициировать такое нововведение, собственно. К вам пойдут больше. Если у нас недоборы, где почва для коррупции? Ну, хорошо, мы можем долго об этом спорить, про ЗНО, потому что, я не знаю, наверное, все-таки есть вузы с большим рейтингом, вернее, большим конкурсом на место, где все, Ну, как ни крути. Что касается рейтинга, я могу сказать, что последний рейтинг киевских вузов, Таврический университет стоит на 7-м месте. Вот я к Везде на этому, 43 или 44. я к этому и хочу подвести. Расскажите, собственно, зачем абитуриентам ехать к вам? Что вы можете им предложить? Ну, во-первых, если это касается детей с оккупированных территорий, потому что мы работаем по программам осветних центров Крым, Украина, Донбасс, Украина. И эти вот особые программы поступления для них, потому что в школах, в которых они учатся, им не преподают украинский язык, украинскую историю, украинознавство. Эта система специально для них разработана, и наши вузы по этой системе работают. Во-вторых, потому что они идут в университет, который их понимает, который сам из Крыма, и преподаватели из Крыма, и университет, в котором когда-то для этих абитуриентов у многих папы и мамы, бабушки и дедушки учились, он тоже создает как бы такое родное гнездо. Это два. Третье, потому что мы предлагаем им уже в нашем университете получить не один диплом, а 2 диплома и целый ряд сертификатов к этим дипломам. Раз. Мы предлагаем им в университете, обучаясь у нас, одновременно подумать, если ты хочешь, мы подберем тебе университет в Турции, и ты будешь параллельно с нашим вузом дистанционно или, например, семестр здесь, семестр там, будешь учиться еще в турецком вузе, получишь еще турецкий диплом. Или хочешь европейский, польский, болгарский, литовский, какой-нибудь другой. Хочешь западноевропейский, немецкий, французский там, и так далее. Хочешь на восток. У нас отношения с университетами Кавказа, ну, например, с Баку сейчас интенсивно работаем, ты получишь азербайджанский диплом. Хочешь, Назарбаев университет тебя ждет. Каждый год там стипендии они присылают, потому что они помнят, что они когда-то братьев крымских татар принимали после депортации, в основном Узбекистан, но в том числе Казахстан многих принял и спас от смерти. Хочешь, в Китай мы тебя направим. У Китая постоянные стипендии для тех, кто хочет обучаться в университетах Китая, стипендии шелкового пути и многое другое. То есть наш университет поможет тебе реализоваться в любом направлении, север, юг, восток, запад, и поможет тебе получить еще образовательные активы, которые помогут тебе найти свое место в этом мире. Ну и, наконец, потому что Украина — это свобода, она тоже сложный, иногда горький хлеб. Свобода позволяет, например, всякому человеку с улицы на тебя напасть, обвинять бог знает в чем. У него есть право свободы говорить неправду. Ты будешь защищаться. То есть это не какое-то существование, не требующее напрягаться от тебя. Ты будешь напрягаться, но ты будешь свободен. И со своим паспортом украинским, и как студент, ты можешь отправиться в эти 125-130 стран, в том числе будешь учиться в США и в Латинской Америке, и в Австралии, как хочешь. Я помню, у вас была инициатива расширить, скажем так, перечень ваших услуг и не ограничиваться одними гуманитарными, да, создать какой-то институт, где можно было бы получать медицинское образование, возможно, сельскохозяйственное, поправьте меня, если я где-то ошибаюсь. Да-да-да. Что с этими идеями? Полностью практически реализована идея создания внутри университета, чего у нас никогда не было, политехнического института. Он уже есть. И причем в 2 ступени. Это колледж міського господарства, где самые разные профессии можно получить. И в итоге туда можно поступить после 9 класса. И через 2 года твои сверстники закончат только школу в Крыму с получением аттестата с двуглавым орлом. А ты закончишь свою специальность в колледже, получишь украинский аттестат раз, получишь диплом младшего бакалавра или бакалавра 2, и можешь сразу идти на 2-й, на 3-й курс, в зависимости от специальности, в университет. Эти специальности политехнические все, инженерные, какие хочешь, ты их получишь. И IT, и автоматизация, и Крымэнерго, Киев водоканал, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло.
это сделано. Что касается медицины, часть специальностей мы восстановили. Это и физиотерапия, и значит, там связанные с психиатрией, связанные с детьми, у которых есть определенные ограничения. Мы занимаемся в том числе социализацией этих детей. Мы их принимаем на учебу, делаем все, чтобы они могли по окончанию университета стать членами общества, которым ничто не будет доставлять неудобств, так мягко выразить. Это два. Что касается аграрного направления, то оно как бы... У нас есть уже целый ряд природоведческих дисциплин, которые мы готовим, но тоже довольно большая работа, потому что иногда приходится испытывать противодействие, мы его преодолеем. Вот то, что мы достигли, мы сделаем мы и на этой почве тоже. Вот. И целый ряд других. Мы расширяем наши специальности. В этом году большой набор на испанский язык. Очень много подано заявлений. Мы впервые набираем с этого года. Раньше это был второй язык для студентов внутри университета. Это было очень популярно. Теперь вот это уже как специальность. Мы, и целый ряд других. Очень хорошо консерватория поднимается. Там много студентов. Мне даже приятно, что 3 студента перевелись в нашу консерваторию из Московской консерватории. Но они украинцы, которые стали возвращаться на родину. Они пошли не в консерваторию Чайковского, а в нашу консерваторию имени Прокофьева при Таврическом университете. Благодарю вас за исчерпывающие ответы. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета, был с нами на связи. Время в эфире мое подошло к концу, этот час заканчивается. Смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на наш Patreon и не пропускайте наши эфиры. Буквально через 5 минут в этой студии для вас будет работать Гульсум Халилова. Спасибо, что были с нами. Найсильніші курешисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвяченому Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команди з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Міжнародний турнір відбудеться 8 серпня о 13:00 у Палаці спорту «Венето Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11В. Вхід вільний. Трансляцію «Курєш» дивіться наживо на телеканалі АТР. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını aytып, yırlay bağlarda kuşlar, Sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, Gönlümnün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, Кырымларга истеклерини бир, йортунда devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekli, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden gayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Kırım ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Yaprakları ayak astında. Bu altın renkler sana yaraşa. Көзінің көзлері yağmurnen ağlay. Kirpiklerinden tuzlanıp damlay. Ne ağlaysın sen? Hayat aşıqa, көзде birazdan aylanır kışqa, bir şey biter. Kunun başka tekrarlanmayacak. Ömür gayırdan hiçbir katasız başlanalmayacak.
Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan бар күчімні. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dediler al almagan intikam ge uçumna. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmanlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdir bu dunyoda. Vatanlı baxtsizlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin için o'lerim, saq qalsam dunyoda. Ишетесіңізме? Мен ақта ұмыттыңызмы? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің Қырымым.
Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Это наш номер. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Нам важен ваш голос. Задавайте ваши вопросы по обсуждаемой нами теме. Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии Сергей Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень. Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Алейкум ассалам. Я нашу беседу предлагаю начать со следующих новостей. Госдеп США заявил, что Америка будет внимательно следить за расследованием смерти руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс на пресс-брифинге. Давайте послушаем вместе его цитату. Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну загибель пана Віталія Шишова. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причини його смерті. Председатель Европейской внешнеполитической службы Жозеф Боррель прокомментировал сообщение о смерти главы Белорусского дома в Украине. Как отметил Боррель, он шокирован новостью о том, что активиста нашли повешенным. Его цитируют наши журналисты. Шокований повідомленнями про те, що білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у Київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресії режиму Лукашенка. Вдячний українській владі за широке відкриття розслідування обставин його смерті, у тому числі його можливого вбивства. Потрібно здійснити правосуддя. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Олену Васильєву, засновницю Українського благодійного фонду «Білоруський Майдан». Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Олена, вітаємо вас. Селям алейкум. Да. Пани Олена, уже на протяжении второго дня мы обсуждаем убийство Виталия Шишова. Очень много версий звучало из уст наших гостей в этой студии. Ряд из них говорил о том, что это дело рук КГБ Беларуси. Другие говорили о том, что это дело рук ФСБ России. Очень мало говорили о том, что это, возможно, суицид. Какая ваша версия? Ну, безусловно, не суицид. И, безусловно, все, что я говорю, это, естественно, версия. Потому что все скажет расследование суд. Я могу только призывать логику, собственное понимание некоторых процессов, которые происходят в Беларуси, в России и так далее. КГБ — это самая очевидная версия. Но самая такая, скажем, сразу читаемая, потому что в Беларуси были прецеденты подобного рода. Первый из них был 12 августа. Белорусский. Вот, поэтому все сразу в силу деятельности Виталия все это читаемо именно так. Но, на мой взгляд, ситуация далеко не так проста, и в любой ситуации, которая происходит, всегда нужно искать выгодополучателя. При всей, простите за выражение, обезбашенности, мстительности и так далее Лукашенко на сегодняшний день я не вижу его как выгодополучателя данного процесса. Я могу это объяснить, а вот Кремль вижу как выгодополучатель. Так, а давайте попробуем объяснить, какая выгода от этого Кремлю и чем это может навредить Лукашенко. Смотрите, ну мы все прекрасно понимаем, это, я думаю, что зрители канала понимают, что Лукашенко сейчас находится в ситуации, где Кремль пытается дожать его на сдачу последних, скажем так, элементов суверенитета. Так? Мы прекрасно понимаем, что Лукашенко пытается найти лаг для того, чтобы сохранить собственную власть. Мы это не раз подчеркивали, не ради независимости, он боится потерять власть. Тем не менее, он ищет лаг для сохранения этой власти, соответственно, не сдачи окончательной суверенитета белорусского. И вот здесь происходит в последнее время, то есть Лукашенко сейчас делать второй, извините, самолет просто никак не выгодно.
в силу того, что буквально на днях, несколько дней назад, Евросоюз неожиданно, после всех событий, которые произошли, говорит о том, было заявление Евросоюза, это было обозначено компанией «Белсат», СМИ белорусским оппозиционным, который находится в Варшаве, о том, что Евросоюз готов рассмотреть смягчение санкций против Беларуси, если Лукашенко пойдет на них демократические шаги, он может это сделать. Мы понимаем, не на истинные демократические шаги, а, скажем, на некоторые показательные процессы. Плюс, если он отпустит политзаключенных. Прошу прощения. Вот. С другой стороны, именно в эти дни, с 26 по 29, в Беларуси было 3 делегации. 3 российских делегации. 2 из них были представители Аксенова крымского. И эти делегации не были приняты ни Лукашенко, ни администрацией президента. То есть не было официальной коммуникации. Что привело, было видно в соответствующей риторике, Кремль к недовольству. То есть сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда Лукашенко усиленно ищет лаг, пытается провести какие-то переговоры с Украиной, ему нужно хотя бы малейшее восстановление отношений для того, чтобы иметь этот лаг отхода от Кремля. И Кремль, который пытается его дожать. Еще раз повторяю, делать такой очевидный, при том, что весь протестный потенциал зачищен в Беларуси, при том, что никаких выходов и улиц нет, ему ничего не угрожает. Делать сейчас некие подобные шаги и делать второй самолет только еще страшнее, но не вижу я его выгодополучателем, не я. Вот. А что касается дожатия со стороны России, то это похоже на план. Ну, вот такие мысли возникают, глядя на все. Я поняла. Пане Сергею, а как вы смотрите на такую версию? На ваш взгляд, могла ли ФСБ инспирировать убийство Виталия Шишова, чтобы таким образом не дать абсолютно никакой возможности Александру Лукашенко маневрировать от России и полностью загнать его в зависимость от Кремля? Знаєте, от я повністю згоден з експертом. І вона висловила, мабуть, найбільш адекватну думку, яку я чув в інформаційному просторі України за останню добу. Я теж впевнений, що не треба шукати цьому слід саме КДБ Білорусі, хоча причетними до вбивства Шишова можуть бути люди, які одночасно є агентами спецслужб і Білорусі, і Росії. Але я впевнений на 99%, що до цього причетні спеціальні служби Російської Федерації, зокрема, Головне управління розвідки Генерального штабу Російської Федерації. Ці люди давно вже легалізовані в Україні, мають українські паспорти і мають посадові посвідчення Міністерства внутрішніх справ. Це, звичайно, моя версія, але все дуже очевидно складається, враховуючи почерки, за яким убивали Шишова, враховуючи дуже схожу ситуацію з Шереметом, тому що Шеремет був убитий коли? В день річниці першої інавгурації Олександра Лукашенка. Звичайно, всі подумали на Лукашенка. Тоді ще не було такої передреволюційної ситуації, не було такого невдоволення білорусами Лукашенка. Це був не 20-й рік, це був 16-й рік. І Лукашенко намагався маневрувати між Росією і Європою, і Російська Федерація таким чином, прибираючи Шеремета, робила все, щоб Лукашенко вставав руконепотискаємим на Заході. Тому що перша версія – замовник – це Лукашенко. Вбили його на замовлення, Шеремета вбили на замовлення спеціально під річницю у інавгурації, як подарунок. Тобто примітивні крики, що це КДБ Білорусі, це уявимо. Спеціально для того, щоб ліквідувати хай опозиційного і критика режиму Лукашенка, але, в принципі, політично не супервпливову фігуру, Білорусь надсилає через кордон з Україною диверсантів, вони відслідковують на території Києва, де проживає Шишов, непоміченими уходять, ліквідовують його і повертаються в Білорусь. Вам не здається, що трошки виглядає як якась нісенітниця? А одразу слишком просто.
Ну так це слишком нереально. Тому що зараз з Білорусі в Україну потрапити не те, що агентам, в принципі, достатньо складно громадянам потрапити в Україну. Кстати, сегодня, пани Олена, хотела у вас спросить. Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины не впустила на территорию нашей страны представителя белорусского роддома в Украине. Как бы вы прокомментировали эту новость? Смотрите, там, да, я читала об этом, там история достаточно сложная. Я бы обратила внимание, что я вчера только об этом узнала, что учредителем белорусского дома был Сергей Коротких, кажется, да? Да. Боцман. Позывной Вот. боцман. Абсолютно. То есть фигура неоднозначная в Украине, так? Я небольшой специалист, но наслышан, начитан. Вот, поэтому я думаю, что это весьма странное, как прям совсем странное обстоятельство. Мне оно кажется таким. Я думаю, что, возможно, связано что-то с этим. Кстати, прошу обратить внимание, я специально вчера зашла, посмотрела реакцию боцмана на события, и в каком-то издании, не помню в каком, но украинском издании появилась статья интервью с боцманом, где он говорит о том, что это, безусловно, КГБ, где он говорит о том, что Лукашенко хотел сделать все, как сделал с Протасевичем, но что-то пошло не так. Ну, Пани Олена, и последний вопрос, который я хотела вам задать. Вы являетесь активным противником режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. И, наверное, не побоюсь этого слова, вы являетесь белорусским оппозиционером сегодня. Вы не боитесь? очень боюсь. Учитывая, что я еще прежде всего являюсь русофобкой, и таких, как я, здесь не так уж много, боюсь особенно. Это правда. Я сегодня, ребята, если это можно сказать в эфире, начала свой день с того, мне надо было выехать, что я встала на коленки и залезла под машину. Что это можно назвать? Паранойя? Нет, не знаю. Так что боюсь. Що скажете, пане Сергій? Я можу сказати, що такі самі слова говорили люди, які пройшли війну. Вони тому що прекрасно розуміють, хто насправді стоїть за цими загадковими вбивствами білоруських громадян. І мені здається, що розмови там про те, що слідство відпрацьовує декілька версій, в мене одразу виникає питання, це які версії? Версії, що її вбили медик, волонтер і музикант? Це знову буде таку версію наші поліцейські висувати? Чи як? От, кстати, всі прекрасно розуміють, хто стоїть, і вже логіка цих загадкових вбивств вже підтверджує, що агентура знаходиться в Україні, що агентуру прикривають високопосадовці. Вот к нашим правоохранительным органам, к нашим спецслужбам мы еще вернемся. Пани Олена, дуже дякуємо вам. Спасибо большое, что вы нашли время и связались с нами. Держитесь, мы с вами. Спасибо вам большое. Олена Васильєва була з нами на прямому зв'язку, засновниця Українського благодійного фонду «Белорусский Майдан». Если мы говорим о спецслужбах Украины, куда они смотрели? Ну, мені здається, це питання... Есть ли здесь реальный провал спецслужб України? Не те, що провал, це якась злочинна бездіяльність, тому що, перепрошую, причому такі претензії можна висловити до спецслужби і часів, наприклад, Грицака, тому що не було вжито заходів з не те, що перевірки, ну якоїсь нейтралізації ймовірних агентів ГРУ РФ і ГРУ Республіки Білорусь. Громадянин, про якого ми говорили, тобто Коротких, а є громадянином Республіки Білорусь і Росії. Ну, я думаю, що двох держав він є. Громадянства він не позбувся, тому що з громадянства Росії вийти практично неможливо, якщо сама Росія не захоче позбавити людину громадянства. З громадянства Росії бюрократичним шляхом вийти дуже складно, ніхто просто не буде цим займатися. Чому не було нейтралізовано і не було здійснено відповідних контррозвідувальних дій, це мене питання бентежить. Хоча я відповідь насправді знаю, тому що був у нас такий Арсен Борисович, такий міністр у нас був, дуже довго сидів на посаді міністра внутрішніх справ,
і зрозуміло, що саме він покривав цих людей. І чому, наприклад, в патріотичному середовищі він став мегатоксичним? Тому що ми не можемо вибачити цій людині, коли він, покриваючи когось, хто може бути причетним там до вбивства Шеремета, я не знаю, яким чином, як співорганізатор, виконавець, розвідник чи просто поінформована особа, просто покриває, і невинні люди сидять, електронні браслети носять. Добре, сьогодні суд у Юлії Кузьменко зняв електронний браслет, і вона вдень буде вільна, ну вночі буде вдома знаходитися. Кстати, Боцман, о котором мы говорили, он же фигурировал и в деле Павла Шеремета. Он находился на пресс-конференции по делу Павла Шеремета. Про що і говорили? Була розмова про те, що людина була напередодні вбивства у нього в гостях. То чому не викликали суд? Його не викликано. В якості свідка це я знаю на 100%. Він не фігурує як свідок, слідство його не викликало. Тобто це треба було перевірити. Знову таки, чому забрали в СБУ? Це ж ви розумієте, що не функціонал МВС розслідувати теракт, і ще й теракт, де можуть бути замішані спецслужби іншої держави і ще до громадянина іншої держави. Тут, як мінімум, це не компетенція МВС, це СБУ, це теракт. Чому передали в МВС? Моїм даним, тому що вийшли на групу коротких. І оскільки там були певні підстави вважати причетними їх до ліквідації Шеремета, справу швидко передали МВС, тому що Аваков почав там бунтувати, що ні, що ви там розумієте, ви взагалі не вмієте розслідувати. Ну, це фігурально кажу, ну, передали в МВС ж не просто так. Ну, не можна з підслідністю СБУ справу передають в поліцію. Ну, яким чином? І, вибачте, зрозуміло, що насправді от з цією справою Шеремета і потім дискредитацію людей, які виявилися невинуватими, Андрій Антоненко, Яна Дугар, Юлія Кузьменко, це була теж сепарація спецслужби. Просто треба було зробити Авакова, ну, пов'язаним з реальними виконавцями. Тобто вони спеціально виставили таку версію, яку суспільство, очевидно, не готове було прийняти. Було видно, що невинуватель, музикант і дитячий кардіохірург не можуть закласти вибухівку і підірвати. Це суперпрофесіонали можуть. Андрій тоді навіть не служив в ССО. Тобто про що може бути мова? Спеціально виставили таких людей. Російська агентура в МВС, я зараз не про коротких, там є люди вивчені на посаді зам начальника Нацполіції, начальника головного слідчого управління поліції, пов'язані з Олегом Татаровим ці люди, який може бути за даними Інституту національної політики агентом ФСБ. Ну, це, звичайно, інформація така. На перевірку Татаров це був речник Захарченка. Де зараз Захарченко? В Москві. Хто був Захарченко? Міністр, який розстрілював Майдан. Перепрошую, ну дуже багато цікавих моментів. Пане Сергію, я предлагаю підключити к нашому ефіру Віктора Чумака, народного депутата України 7 та 8 скликань, заступника Генпрокурора у 2020 році. Пане Вікторе, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Пане Викторе, так или иначе, убийство Виталия Шишова, белорусского оппозиционера, произошло на территории Украины. На ваш взгляд, является ли это вызовом для наших спецслужб и, возможно, даже не ставит ли это под сомнением дееспособность спецслужб Украины в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и вынужденно перемещенных сюда лиц, эмигрировавших из различных стран, которые там попадали под давление тоталитарного режима? Ну, те, що це виклик, це абсолютно точно. Я з вами абсолютно погоджуюся. Щодо розслідування, я теж можу сказати, що в зв'язку з тим, що це є опозиціонер білоруський, в зв'язку з тим, що це можна розглядати не як вбивство, а як терористичний акт. Про те, що говорив ваші гості. І, в принципі, тут можна говорити про те, що якщо розглядати це просто як вбивство, то підслідність – це, без сумніву, поліцейська. І поліція повинна розслідувати злочин. Але от з точки зору, щоб говорити, що метою білоруського КГБ є не прибрати особу, яка не становить загрозу як опозиціонер, а метою є, або мотивом їхнім, є, в принципі, посіяти страх, і це підтвердила ваша гостя, пані Олена, яка казала, що вона боїться, то це може бути терористичний акт. Без сумніву, було б доцільно зараз там в прокуратурі, Генеральній прокуратурі створити спільну групу для розслідування. І це повинна була бути група і Служби безпеки, і МВС. МВС, відповідно до своєї підслідності, а діяльність СБУ могла би бути направлена на якраз такі контррозвідувальні, здобуття контррозвідувальних даних або можливість імплементації контррозвідувальних даних в кримінальне провадження.
От і все. А как вообще вот у нас в стране это происходит? Кто работает в направлении обеспечения безопасности тех, кто потенциально могут быть ликвидированы со стороны тоталитарного режима той или иной страны? Кто должен за этим следить? Це контррозвідувальна діяльність. Коли на території України працюють спецслужби інших держав, це значить, що проти них працюють контррозвідувальні підрозділи Служби безпеки України. Єдина спецслужба, яка займається у нас контррозвідувальною діяльністю, це СБУ. Угу. Вот из того, что известно с различных аналитических статей, там пишут о том, что работать на территории другой страны спецслужбам возможно только с негласного согласия спецслужб этой страны. В таком случае что мы можем получить? Либо мы реально не контролируем, наши спецслужбы не контролируют пространство и то, что здесь происходит, что в принципе ставит под сомнение нашу государственность и ее может развалить, либо действительно среди спецслужб есть те кроты, которые сливают и работают открыто на ФСБ России или КГБ Беларуси, сливают информацию, либо же просто есть те, которые преследуют свои коммерческие интересы и также сливают оперативную информацию. Что из этого наиболее вероятно и может быть присуще к нашим спецслужбам? Нічого з того, що ви сказали. Так. Просто я хотів би сказати, що коли ви кажете, що можна працювати з дозволу спецслужб іншої країни, це на дружніх країнах. Це в дружніх країнах можна працювати на території якраз тої країни, скажімо так, збирати певну інформацію або працювати по третім особам. Знання і не, скажімо так, знаєте, неформального дозволу спецслужб іншої країни. Але працювати на території інших країн під прикриттям, без всяких дозволів, реалізуючи цілі і завдання своєї держави, так працюють ці розвідки світу. І абсолютно люди, які там працюють, вони не розкриваються, вони не розшифровуються, вони працюють під прикриттям. Ви думаєте, що наші витягнули Цемаха з Донбасу з дозволу ФСБ чи ГРУ? Ні, абсолютно ні. Тому що наші працювали абсолютно тайно, секретно і так далі. Тому подібне. Точно так же працюють і білоруські служби, тому що вони не є нам на сьогоднішній день дружніми. Це є точно спецслужби, які контролюються і які куруються, або, скажімо так, координуються в своїй діяльності разом з ФСБ і російськими військовими розвідниками. Тому вони працюють абсолютно, ну, скажімо так, без контроля наших спецслужб. Но ведь, с другой стороны, сильная спецслужба страны разве не должна знать чужую резидентуру и ее контролировать? Резидентура, про яку ви говорите, резидентура та, яка може бути відкрита, це там люди, які працюють в посольствах, які в торгпредствах працюють, вони зрозуміло, що вони контролюються. Але є ще ті, які, в принципі, під прикриттям, вони невідомі, ну, як розвідники, як 17 миттєвостей весни, як Штірліц. Він так працює і ніхто не знає. Більше того, можуть їжджати тимчасові люди для тимчасових виконання завдань. Не можна ж сказати, що в нас взагалі відсутні сполучення з білорусами. А навпаки, в нас на сьогоднішній день є нормальне сполучення. Більше того, приїхало дуже багато людей, які є біженцями, ну, політичними біженцями. Нормальні спецслужби під видом політичних біженців засилають в інші країни і своїх агентів. В тому числі агентів, які можуть бути активно використовуватися саме для таких діянь, для терактів, для ліквідації людей, які можуть знаходитись на території цієї країни. Тому це стандартна практика діяльності. Пане Сергію, ви согласні з такою позицією? Я, в принципі, частково згоден. Звичайно, в мене є питання до пана Віктора, тому що він свого часу був заступником генпрокурора. Він
прекрасно знає, що таке справа Шеремета. Він, до речі, хотілося б спитати, чому, як досвідчений правоохоронець, бачачи, що справа шита білими нитками, не спробував відсмикнути генпрокурора, щоб він не виходив на цю прес-конференцію, щоб не було цього обвинувачення публічного невинуватим людям. Чому не було зроблено спроб звернути увагу на тих людей, які дійсно більш підпадали під опис на камерах і могли підпадати, зокрема, щодо мотивів під ймовірних організаторів вбивства. Але я глобально згоден з тим, що нам потрібно реформувати нашу Службу безпеки України, щоб вона займалася, не перепрошую, не боротьбою з корупцією, не економічними злочинами, які дуже обагащають деяких працівників спецслужби, а щоб займалися як на Заході: контртерор, контррозвідка, відповідний штат не такий роздутий, як у нас, демілітаризація, щоб цивільна особа, так само маючи відповідні компетенції, могла працювати, а не тільки військовослужбовці з званнями. Цей закон треба було приймати ще в 2019 році. Він був необхідний для імплементації Закону про національну безпеку України, але цього не було зроблено ні за попереднього президента. А за цього це просто був саботаж, поки не громадянське суспільство не почало перед самітом НАТО казати: ну ви ж нічого не зробили, хочете ПДЧ, не зробили. І тоді вони вже почали поправки розглядати, друге читання пройшли. Все одно він в залу не потрапив. Буде, можливо, з осені, скоріш за все, десь буде лежати, і там будуть ще якісь правки чи інші бюрократичні кроки робити, щоб його просто не прийняли, цей законопроект, який лежить. Він теж не ідеальний, але він все-таки крок вперед. Саботаж повний йде. Тому ми тепер питаємо, чому вбивають громадян інших країн, чому вбивають громадян України, чому російські спецслужби спокійно контролюють ситуацію в Києві, чому їхні агенти спокійно пересуваються по вулицях і служать в правоохоронних органах. От вам питання. Реформа, де вона була? Пане Викторе, относительно реформы службы безопасности Украины, относительно кадрового потенциала наших спецслужб и разведки, как вы их оцениваете? Это крах или все-таки ситуация более или менее? Ну що значить крах? Тут ситуація вже 20 років така. Я 20 років чую про всі ці розмови про реформу Служби безпеки України. Реформа полягає в одному пункті. Чесно кажучи, більше нічого не потрібно робити. Служба безпеки повинна бути позбавлена функції проведення досудового розслідування і стати контррозвідувальним органом. І тоді ніяких не буде проблем, ніхто не буде бігати, ловити чауса, ніхто не буде кошмарити бізнес. А Служба безпеки буде займатися тим, що вона повинна займатися контррозвідувальним забезпеченням, контррозвідувальними заходами і працювати якраз таки проти розвідок і проти спецслужб іноземних держав. От і все. Я це чую вже 20 років. Я 20 років чую всю цю історію. Я сподіваюся, що в цьому році це буде закінчено. Закон буде прийнято. Правда, там позбавлення функції досудового розслідування в цьому проєкті законі, який розглядається, по-моєму, з 24-го року в Служби безпеки. Ну от поки буде ще досудове розслідування, то буде і продовження і кошмарення бізнесу, розслідування корупції, просто під другим соусом і під другими формами розслідування злочинів. От вся історія. Тепер я хочу відповісти вашому колегі щодо справи Шеремета. Так, будь ласка. Що справа Шеремета, як ви розумієте, що кожен заступник генерального прокурора курував відповідні органи досудового розслідування. Я був військовим прокурором, тому, в принципі, займався військовими злочинами. На той час ще була там частина воєнних злочинів. А от курувати Національною поліцією або розслідування, які проводила Національна поліція, це робив Віталій Касько. Тому, якщо ви запитуєте в мене, як досвідчену людину, то я про цю прес-конференцію теж дізнався постфактум. Тобто вона вже пройшла, коли я про неї дізнався. І ситуація така, що ми говорили вже про те, що якщо б ми залишалися, наша команда, то в нас було зовсім інше бачення цього розслідування. Більше того, я підписав через 2 місяці після вчинення підозри пану Антоненку, я підписав постанову про продовження досудового розслідування саме за клопотанням адвокатів, в тому числі пана Антоненка, для того, щоб встановити як вину, так і невинуватість.
І Рябошенко, ви пам'ятаєте, виходив перед своїм звільненням і ще до звільнення говорив, що в разі не встановлення відповідних фактів, ми будемо приймати рішення щодо продовження цього досудового розслідування. Це була наша принципова позиція. Але, на жаль, в березні місяці зняли Рябошапку, ми всі пішли. Тому тут ситуація така. Далі, як вона продовжувалася, це вже інша історія. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чохсагулна, спасибо, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Віктор Чумак був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 7-8 скликань, заступник Генпрокурора України в 2020 році. Пане Сергею, я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, которая частично касается Беларуси и Минска. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не считает возможной организацию очной встречи в Минске до тех пор, пока действуют карантинные ограничения за COVID-19. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Я напомню, что несколько дней назад представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов выступил за очное заседание ТКГ в Минске. Он считает, что это поможет повысить результативность переговоров. Цитата Арестовича далее. Наразі карантинні обмеження через COVID-19 українська сторона сприймає всерйоз і не вважає можливою організацію очної зустрічі. Тим не менш, ми почули позицію російської сторони, ми її обговоримо на рівні глави делегації, на рівні МЗС і ухвалимо відповідне рішення до моменту наступного засідання тристоронньої контактної групи. Це 26 серпня, ще є цілий місяць. Ми своєчасно повідомимо наших партнерів. Разве проблема только в COVID-19? Мені взагалі здається, що розмови про зустріч в Мінську виглядають трошки дивними, враховуючи, що українська влада де юре не визнає, якби Лукашенка законно вибраним президентом. І ці останні події явно не сприяють для тому, щоб Мінськ був майданчиком для переговорів в принципі. Перепрошую, я повторю, що краще нашим чиновникам думати над тим, як переформувати взагалі ці переговорні майданчики. Відійти від цієї класичної нормандської четвірки, шукати ще інших партнерів, зокрема там США, Велика Британію чи навіть ЄС, для того, щоб залучати їх в переговорний процес. Ми розуміємо, це глухий кут і взагалі, тобто, перепрошую, там всі до нас дуже недружньо ставляться. Хтось реальними діями, як Росія, хтось на словах ніби дружній, але по факту запускає Північний потік-2. Ви маєте в виду учасників нормандського формату? Так а що там Германія і Франція? А наскільки воно до нас дружня Німеччина, ми вже це бачили. І, повторюю, їхній інтерес буде завжди. Я думаю, що це словоблудія пана Арестовича, який, до речі, нещодавно говорив про умови подачі води в Крим, а я вважаю, що такі розмови мають відбуватися тільки після деокупації Криму, а все інше це просто маніпуляція і лиття воду на російський млин. Мені здається, взагалі не може до такого допускати замість цих речей, які озвучують, і замість цих способів знайти якийсь компроміс, що давайте проведемо онлайн, бо ковід, а давайте так. Перепрошую, з Мінськом хороші сумки? Ні. Тобто сам майданчик вже не підходить. Ясно, що нормандський формат це зараз зводиться до того, що нам 3 країни впихують формулу Штайнмайєра. Причому дуже нахабно впихують. Україна піддасться, не піддасться. Я сумніваюся, що ми довго протримаємося, тому що дипломатичний тиск буде чинитись. Приймайте Штайнмайєра, а ми вам там дамо кучу грошей, якісь гарантії. Гарантії ніхто не буде дотримуватися, як ми знаємо. Как на нас могут давить, чтобы наш парламент принял формулу Штайнмайера? Мы ведь демократическое государство. Президент может даже вынести в парламент законов об имплементации формулы Штайнмайера, но Верховная Рада может и не проголосовать. А как они будут давить? Слухайте, насправді на Заході дуже хочеться позбутися української проблеми. Вони кажуть, будь ласка, зробіть самі перший крок, а далі ми вже там підключимось, приведемо вам спостерігачів, підключимо ОБСЄ, проконтролюємо вибори, проконтролюємо типу вивід російських військ. Але спочатку ви повинні прийняти законодавство. Що таке формула Штайнмайєра в розумінні
Росії. В Росії там взагалі там абсолютно окреме розуміння для того, що формулу Штайнмаєра вони там лобіюють. Як на Заході розуміється формула Штайнмаєра? Україна перша робить крок для фактичної легітимізації, легалізації окупаційних адміністрацій в українському законодавстві. Тобто неважливо, чи спочатку виведе Росія війська, чи спочатку проведемо вибори, а потім вона виведе. Коли в законодавстві є легітимізація ОРДЛО, а це і є формула Штайнмаєра, ми маємо легітимізувати ОРДЛО в Конституції України, в відповідних законах, легалізувати особливий статус Донбасу, фактично в тому, це є формула Штайнмаєра. Так у нас так є закон об особому порядку місцевого самоуправління. Він не є законом, який дає їм автономію. Він не є законом, який і легітимізує ОРДЛО. Ви пам'ятаємо, в 2015 році була спроба в Конституції закріпити. Це, фактично, це був теж такий крок до імплементації формули Штайнмаєра. Тоді це закінчилось загибелью 4 нацгвардійців під Верховною Радою. І влада побачила тоді, що така тема не пройде. І суспільство більше Штайнмаєра не викатувало. Під різними назвами можна викатувати Штайнмаєра, але суть незмінна. Україна, згідно цієї формули, перша повинна внести в Конституцію особливий статус Донбасу, легітимізувати окупаційні адміністрації і амністувати людей, які керують фактично, прислужуються Росії, виконують функції адміністрації, всі ці пушиліни, вони будуть в правовому полі України. Тобто Україна не може це зробити. Україна не повинна цього зробити. Але цього хочуть західні партнери деякі, не всі. А что будет, если мы откажемся, скажем, нет, мы не будем это делать, мы субъектно, мы демократическое государство, Далі буде той самий процес, який ми спостерігаємо сьогодні, тобто ці обміни якимись закидами, шантаж, якісь загальні фрази, що ми будемо шукати діалог. Це буде тривати, поки Путін не, перепрошую, склеїть ласти. Тобто це тоді... То есть вот нынешний статус-кво, он наиболее приемлем сейчас, получается? Ситуація від неможливої, тому що я не вірю, що влада Зеленського зможе грюкнути по столу кулаком і сказати, завтра ми мобілізацію проводимо, 100 тисяч в армію, йдемо звільняти Донбас. Цього вони не зроблять. По-перше, зрозуміло, що на даний момент Росія ще зможе чинити реальний опір військовий і побояться просто нести відповідальність за жертви. По-друге, повторюю, такий план не за нинішніх обставин. Росія ще недостатньо сильно постраждала від санкцій, і вона ще може зробити дуже багато небезпечних речей. Тому військовий шлях – це не шлях цього року. Тому краще, щоб от такий статус-кво, який є, без всяких імплементацій. Єдине, що це має бути питання обміну полоненими і іншими утриманими особами, в'язнями, бранцями Кремля з Криму. Але для того, щоб пришвидшити процес, тільки посилення санкцій. Тому що іншого аргументу Росія не розуміє. Але після запуску Північного потоку-2 Росія може взагалі знахабніти і вдатися до нових провокацій. Я повторюю, давайте залишимо в ТКГ так, як є. Закцентуємо на пошуку варіантів для обміну утриманими особами. І боремось з російською агентурою в лавах МВС, в інших спеціальних в силових структурах, в органах влади. Вони сидять в судах, вони сидять в поліції, вони нападають на журналістів. Поліція не відкриває справи російські громадяни, які легалізовані в нашому. Давайте боротися тут, в Україні, з ворогом, а потім будемо вирішувати питання повернення Донбасу, формули і так далі, коли ми будемо достатньо сильними і очищеними від російської агентури зсередини. Пане Сергію, я предлагаю підключити к нашому ефіру Константина Татаркіна, екс-директора департаменту з гуманітарної політики Міністерства ветеранів. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Константине, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня, витаю. Да, доброго дня. На ваш взгляд, есть ли сегодня альтернатива Минским соглашениям, альтернатива нормандскому формату, или же, как говорит наш гость студии Сергей Пархоменко, сохранение статуса-кво сейчас, на данном этапе, наиболее выгодно для України? Дивіться, найперше і найголовніше, альтернатива може бути. Це дійсно так. Якою вона буде, це дуже складна історія. Вона точно має проходити на умовах, які буде диктувати Україна. І тільки так. Не може Росія диктувати нам Мінськ, якісь інші формати, як вони хочуть, як їм зручно.
Так, Це а что мы неправильно. можем предложить? Какой формат? Ну, найперше і найголовніше, як сказав пан Сергій, дійсно це статус. І це найпростіший варіант. Ми дійсно будемо займатися своєю внутрішньою політикою і намагатися за допомогою наших західних партнерів вичавлювати російську агентуру, російські політичні партії, всіх інших чортів з нашого оточення. Ну, по сути, это замораживание конфликта, нет? Якщо ми говоримо тут, дивіться, якщо ми говоримо про військовий конфлікт, то він вже давно заморожений. У нас вже є лінія розмежування, на якій в нас вже стоять військові вже там 8 рік. Він буде і далі так бувати. Гляньте на Абхазію, та сама історія. Військові з двох сторін, конфлікт заморожений. Вже багато-багато років. Ми можемо пропонувати інші формати. Ми можемо говорити про нормандський формат, ми можемо говорити про будь-який формат, але на основі України. Ми можемо придумувати те, що нам потрібно, пропонувати це західним партнерам і вовлікати російською, впутувати в цю історію Росію, нав'язувати їй свою політику, вкручувати їй руки, ставити вимоги. У нас для цього є можливість. У нас для цього є чудові дипломати, які працюють на благо України по всьому світу. Є можливість. Потрібна політична воля, потрібне бажання, потрібні люди, якісні професіонали. До этого говорили о возможном привлечении Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату или даже созданию некого другого формата, лишь бы США к нему присоединились. Насколько это реально? Реально. Питання буде в тому, що ми запропонуємо. Від нас очікують реформи. Від всієї України очікують закінчення реформи судової та всіх інших. Від нас не очікують якихось, якоїсь такої історії, яка в нас зараз відбувається. Якщо ми не будемо йти на поступки перед нашими західними партнерами, зрозуміло, що ніхто не буде йти на поступки нам. Це діалог, який має бути і може бути. Я предлагаю нам вместе обсудить еще один не менее важный вопрос, не менее важную инициативу, а именно инаугурационный саммит Крымской платформы, который должен пройти уже 23 августа. Вот буквально несколько минут назад прошла следующая новость. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще одна страна присоединилась к участию Крымской платформы. Об этом он написал на своей странице Twitter. Цитирую: «Только что получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31 и пошло на 4-й десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма». Конец цитаты. Правда, какая именно страна присоединилась к Крымской платформе, Дмитрий Кулеба не сказал. 31 страна и международные организации, пане Сергею, это хорошее представительство? Это хороший уровень? Я думаю, що це нормальне представництво. Звичайно, буде грати роль, хто прийде на відкриття, на якому рівні будуть вести консультації. І саме головне, наскільки дієва вона буде потім. Тобто, які практичні рішення будуть прийматися і які будуть наслідки. Тобто, чи можна практично імплементувати те, що напрацює Кримська платформа. Я думаю, що можна. Тут потрібна воля дійсно наших партнерів. Кількість дійсно достатня для того, щоб продемонструвати силу, єдність і, в принципі, показати агресору, що у нас є інструмент, є коаліція і є країни, які готові не просто заявляти, але й готові щось робити, щоб змусити агресора повернути окупований півострів. Інше питання, повторюю, яку позицію займе українська влада. Звичайно, зараз один з ключових проблем – це припинення переслідувань громадян України в Криму за релігійною і етнічною приналежністю. Тобто кримські татари, представники інших корінних народів, кримів, кримчаків і властиво українці піддаються переслідуванню, власне,
за не просто там позицію, вони просто за те, що вони кримські татари, вони будуть витіснятися, залякуватися, переселятися з півострова тільки за те, що для них, для росіян, кримські татари – це нація колаборант, там, предателі, пособники нацистів. У них ще з радянських часів такий стереотип. Вони ненавидять. Ви розумієте, вони так само ненавидять нас, тому що ми бандеровці, фашисти, там, карателі. У них дуже стереотипне уявлення про наші народи. Тому питання припинення переслідування наших громадян – це номер один. І, звичайно, звільнення всіх незаконно засуджених, незаконно переслідуваних. 230, за даними Кримсько-татарського ресурсного центру, людей під репресіями, 185, здається, кримських татар, тобто дуже високий відсоток, що демонструє, що таку націю кримські татари росіяни взагалі не вважають за народ, і вони просто хочуть позбавити її права жити на своїй землі. В таких масштабах, тобто не допустити продовження тої політики, яку веде Росія в Криму. Оце має зробити міжнародна коаліція. І звільнення всіх людей, які зараз в тому чи іншому випадку обмежені у своїх правах. Припинення цієї інформаційної блокади, коли українські новини, українські і європейські джерела просто кримчани не можуть читати, блокуються. Досить складно технічно. Там хтось може через YouTube зайде, там ви ж розумієте, що таке Росія, якщо потрібно, у неї технічних засобів достатньо. Припинення цього екологічних злочинів, тому що вони перетворили півострів на базу, водні ресурси викачуються на користь російських окупаційних військ, руйнуються пам'ятки природи. Тобто відповідати Росія за це повинна. Що є відповіддю? Якою має бути відповідь? Ну, звичайно, крім судових інстанцій міжнародних, де колись, я сподіваюся, ми виграємо, уже зараз на Росії треба накладати додаткові санкції, а і не допускати таких випадків, як було з Сіменсом, коли обладнання потрапляло чомусь в Крим. Тобто такі Україна має поставити питання руба, що наші західні партнери повинні контролювати, щоб нічого в окупований Крим від них з яких країн не йшло, щоб не їздили всякі депутати, у яких є офіційний статус, навіть на цьому рівні, перепрошую, поїхав в Крим, складимо, як це з Словаччини їздили, з Угорщини. Я розумію, що там є різні рівні, є рівні парламентів. І тобто громадяни, які навіть перебуваючи не в правлячій коаліції, їздять в Крим, як це декілька словацьких було депутатів, це такий рівень парламенту, це дуже кричуще. Ну це зрозуміло, в Словаччині там було більше представництва. І Німеччина, звичайно, теж. Ну перепрошую, тоді Німеччина повинна зробити так, щоб ці люди понесли певне покарання, щоб не стали правові наслідки для цих депутатів Бундестагу чи будь-якого парламенту європейської країни. Тобто не можна допускати, щоб навіть якщо вони там підтримують окупацію Криму, щоб вони їздили. Тобто, ви поїхали на територію суверенної України, яка знаходиться під окупацією. Повернулися і далі собі в парламенті сидіти. Це що таке? Вибачте, досить подвійних стандартів. Західні партнери повинні карати своїх офіційних представників, навіть якщо це депутат якогось там регіонального ландтагу умовного в Німеччині, десь в Мюнхені чи ще десь. Карайте позбавленням, внесіть відповідні зміни в закон. От тут позиция Украины дуже потрібна, щоб це озвучити. Пане Константин, а как вы считаете, что должна содержать Крымская платформа? Что должно быть в содержании той декларации, которую примут по итогу саммита? Могут ли быть в этой декларации вышеупомянутые паном Сергеем проблемы Крыма проартикулированы и расписаны четкие механизмы разрешения, урегулирования тех проблем, на которые указывает Украина? Вот что это будет, или это будет просто такой декларативный рамочный документ? Ну, давайте так. Я, як людина, яка була дотична до кількох таких масштабних міжнародних заходів, до їх організації, завжди намагався, щоб ці заходи завершилися чимось практичним. Я на 120% впевнений, що Кримська платформа має завершитись практичним документом, під яким підпишуться всі учасники платформи, який ляже в основу. Алло.
Пропала, к сожалению, связь с паном Константином. Видимо, есть некие технические неполадки. Константин Татаркин, екс-директор департаменту з гуманітарної політики Міністерства ветеранів, був з нами на прямому зв'язку. Да, не смогли пока что мы наладить связь. Дуже дякуємо вам, пане Константине, что в наше время и связались с нами. Содержание Крымской декларации. Что может быть там? Может ли она предложить нашим западным партнерам четкую дорожную карту по возвращению Крыма? Ведь все же Министерство иностранных дел Украины, руководство Украины определяет цель Крымской платформы деоккупации Крыма. Відкрию трошки завісу, там буде така дорожня карта. Так. Але питання, чи вони приймуть. Так, я долучаюсь на певному рівні експертному. Я не знаю всіх деталей, я знаю точно, що вона буде. Питання, чи обговоряться на найвищому рівні і що з цього приймуть. Я точно знаю, що вона є. Я більш того, я бачив її. І я впевнений, що це дуже правильні ідеї. То есть четкая дорожная карта по возвращению Крыма. Там как это видит Украина? Достатньо серйозна дорожня карта. Можливо, там не прямо всі нюанси вказані, але ключовий напрямок руху там вказаний повністю. Всі ключові проблеми, як, що, всі ключові питання, шляхи вирішення. Тобто є така план дій, дорожня карта. Тут залежить від того, українська влада дає добро, те, що не працювали, та експерти, зокрема, представники корінного народу, тому що зараз, коли діє закон відповідний, треба обов'язково це питання узгодити з корінним народом, тому що є представницький орган Меджліс, є пропозиції, які в тому числі і Меджліс будуть напрацьовувати, і напрацював вже. Тобто там є правильні речі. І ми сподіваємося, що влада, відповідно до норм закону, відповідно декларації щодо корінних народів, врахує обов'язково позицію корінного народу. І тут я кажу, що якщо влада буде просувати цю дорожню карту, є шанс, що і наші закордонні партнери, які приєднаються до Кримської платформи, також її приймуть. Далі вже кажу про інше виконання. Чи буде виконання? Интересно, все ли страны поставят свою подпись под такой декларацией? Це питання компетенції нашого зовнішньополітичного відомства, яке повинно проводити щоденну роботу для того, щоб згода на більшу частину вимог там українського, кримськотатарського народу кримів, кримчаків були виконані. Працювати, щоб переконати, що тільки такий шлях дозволить вийти з ситуації і припинити оцю війну, яка розв'язана Росією на європейському континенті. Це ж війна проти фактично всього західного світу. Просто фізично вона ведеться проти України, убивають нас, убивають кримських татар, убивають українців іншої національності, які живуть в Україні, але які опираються російській агресії. Але спрямовано це глобально проти європейського демократичного світу. Деспотія російська у вигляді нової імперської парадигми «Руський мір» наступає на децивілізований Захід. І Україна – це ціль номер один. Знищить Україну Захід довго не протримається. Просто розпадеться через суперечки внутрішні. Хтось злякається Росії, хтось краще заради якихось економічних питань буде згоден з нею не конфліктувати, хтось буде опиратися, але не буде єдності. Україна – це та країна, яка демонструє, що Росію треба боротися щодня. Тому дипломатичне відомство має переконати, що те, що ми напрацювали на Кримській платформі, необхідно підтримати всім країнам, які дали згоду на участь в Кримській платформі. Тільки так, а не інакше, щоб пояснити їм, що такий план дій несе можливість Європі знову, так би мовити, стати мирною, що війна в Європі припиниться. Війна в Європі, не тільки ж України. Україна – це частина Європи. Це війна в Європі, війна проти Європи. Пане Сергію, а как вы считаете, зависит ли от представительства, от тех, кто именно с какой страны приедет на саммит Крымской платформы, эффективность Крымской платформы? Вот если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, до этого говорили и ждали, что приедет президент США Джозеф Байден, потом выражали в этом вопросе довольно скепсис, говорили, что приедет, возможно, Энтони Блинкен, Камала Харрис, но получилось так, что приедет министр транспорта США Пит Бутиджич. Это хорошее представительство, и такое представительство влияет на эффективность работы Крымской платформы. Не только, я говорю про США, а про различные другие страны. В випадку особистий склад буде впливати на результат і, саме головне, легітимність. Тому що все-таки держсекретар – це більша легітимність, ніж міністр.
І навіть це не міністр оборони, це міністр транспорту, тобто трошки занижує статус. Але давайте не будемо одразу впадати в паніку і в депресію. Ми можемо отримати послів, міністрів оборони, закордонних справ, президентів і прем'єр-міністрів від інших країн. Там це питання Америки може бути компенсоване і представництвом інших держав. І Америка тоді зрозуміє, що треба включатися на більш високому рівні. Тобто, повторюю, ми маємо тоді мати весь список, хто конкретно якою посадою прийде. Поки що прогнозів робити не буду, тому що я точно не знаю. І немає в мене жодних інсайдів, не здогадуюсь, якого рівня, від якої країни буде хто присутній. Я можу тільки вірити, сподіватись, якщо ми не вдасться зібрати впливовіших чиновників, давайте це можна буде зробити трошки пізніше на новий етап, там нове засідання Кримської платформи, ще вищий рівень. Все, що мене хвилює, це просто недостатньо правильне розуміння геополітичних реалій нашою владою. Тому що якби розуміли, не стали зближатись, наприклад, з Китаєм, посилювати якусь економічну співпрацю, тому що це дуже дратує Америку. Не було б цього, можливо, ми б отримали дійсно держсекретаря чи віце-президента на форумі. От такі дебільні, ви почали дурні речі, як оці інвестиційні якісь проекти з Китаєм, кредити там, вони просто можуть дуже серйозно нашкодити. Для іміджу це вже шкода страшна. А вы думаете, они там реально сидят в овальном кабинете и следят за тем, что говорит Давид Арахамия или там Арестович? Я вам скажу точно. Вони знають. Вони все це прекрасно знають. Можливо, не особисто Блінкен сидить і читає, але люди, які є його найближчими радниками, про Україну знають все. І те, що в публічний простір України виходить, вони доносять до держсекретаря, до президента, відповідно, звичайно, який рівень, але на найвищому рівні інформація збирається. Це все вони знають. І не треба, просто кажу, ваша влада або реально шкідники і агентура, або вони просто дійсно ще не зрозуміли, куди вони потрапили. У світі, особливо в Західному, дуже фіксуються найменш дрібні деталі щодо союзників. Україна була колись номер один на порядку денному для США, для Європи. Але коли ми бачимо, наприклад, бачимо, що от у нас там є купок скандалів по суддях, по корупції, по правоохоронній системі, наша влада думала, не побачить. Та все там бачать. І ми вже мали пересвідчити, що не можна від них зачаїтись, не можна приховати. Чауса ви не приховаєте. Суд над Антоненком, де все це бачать на Заході. Бачать, причому на рівні міністрів чи прокурорів. Тобто це дуже високі посади. Вони це все знають і тому кажуть, яке ПДЧ, давайте спочатку ви подолайте корупцію, реформуйте суди, тоді будемо про це говорити. Да все вони знають, і не треба розповідати, що це. Все Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского 30 августа. Об этом сообщил на своей странице Facebook глава украинского внешнеполитического ведомства. Вот его цитата. У президентів є низка великих тем, але якими б вони не були, не буде жодних підвищених тонів або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита запланированы встречи с американскими чиновниками. С кем именно? Далее в цитате. Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками. Станом на зараз президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Байдена. Військовий та політичний оглядач Олександр Коваленко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Александре, каковы ваши ожидания от визита президента Украины Зеленского в Вашингтон? На сегодняшний день рано говорить о том, какие будут результаты. Мы можем обговаривать, по крайней мере, лишь те темы, которые будут подниматься. Это, безусловно, и безопасность Украины, агрессия со стороны Российской Федерации. Будет обговариваться 100% Крымская платформа. И, пожалуй, ложкой дегтя, я бы назвал, в этой встрече будет, безусловно, тема Северного потока-2.
По результативности, ну что ж, очень верно было подмечено Дмитрием Кулебой, то, что в принципе будет разговор вестись в дружеских тонах, поскольку прекрасно известно, что в последние дни почему-то ряд официальных и официальных лиц позволяли себе достаточно жесткие высказывания в адрес Вашингтона, что, на мой взгляд, просто недопустимо в условиях нынешних двухсторонних отношений. Но и очень интересен тот факт, что Дмитрий Кулеба подчеркнул, что помимо Джейкоба Салливана и Энтони Блинкена намечены еще встречи с сенаторами и аналитиками. И здесь важно подчеркнуть, что если в окружении Джо Байдена, в администрации президента США Джо Байдена достаточно более-менее однозначная позиция относительно газопровода «Северный поток-2», то вот как раз сенаторы и конгрессмены поведением Белого дома, ну, мягко говоря, недовольны относительно позиции Вашингтона по «Северному потоку». А могло ли это стать причиной переноса визита Зеленского именно на конец августа, когда, в принципе, конгрессмены, о которых вы говорите, будут в отпуске? Под переносом данной встречи я бы все-таки подразумевал как минимум два момента. А именно под конец лета завершится полный цикл достаточно важных событий, которые должны были бы, по сути, такой встрече предшествовать. Ну, например, проведение той же самой Крымской платформы, а также 24 августа со всеми вытекающими. А второй момент – это уже исключительно американский элемент политической игры, а именно на данную дату фактически основной пул сенаторов и конгрессменов будет находиться в отпуске. И мало кто захочет его прерывать ради возвращения в Вашингтон. Но, тем не менее, мне кажется, все же подобного рода контакты они будут иметь место. Поэтому вот данная дата, на мой взгляд, имеет под собой такое основание. А на ваш взгляд, о каких договоренностях в сфере безопасности может идти речь, если, как вы действительно правильно сказали, ложка дегтя будет «Северный поток-2», а как раз «Северный поток-2», на ваш взгляд, не дает ли карт-бланш Путину на дальнейшие более агрессивные и провокационные действия? Ну что ж, по поводу «Северного потока» мы уже, Гульсум, с вами беседовали в эфире АТР, и я думаю, вы прекрасно знаете мою позицию относительно того, что будет он запущен, либо не будет, но транзита Украина через свою территорию российского газа не лишится. Это обусловлено теми мощностями, которые имеются в распоряжении Российской Федерации. Да, транзит он сократится, но сам фактор говорит уже о многом. Фактор зависимости Российской Федерации от украинской трубы. Отмечу, что можно было с начала лета заметить то, как Российская Федерация стала постепенно увеличивать бронирование наших мощностей, нашей ГТС, а именно увеличивать с 109-110 миллионов кубических метров газа прокачки ежесуточно до 124-126. Россия не способна в полной мере сейчас обеспечить потребности европейских заказчиков исключительно посредством своих мощностей. А с другой стороны, Российская Федерация всегда может использовать именно тему «Северного потока» исключительно для шантажа и запугивания как европейских партнеров Украины, так и украинскую политическую, скажем так, элиту, которая принимает те или иные решения. Именно жесткость позиции по «Северному потоку-2», а именно осознание того, что без украинского транзита в ближайшие десятилетия как минимум Россия не обойдется, может, даже не может, а является основанием для того, чтобы ставить свои условия. Например, о том, что в течение следующих 10 лет транзит не только сохранится, но и будет продолжать действовать по принципу «качай или плати». А именно вне зависимости от того, какой ежегодный объем транзита российского газа через нашу ГТС будет, он будет оплачиваться строго по определенному объему, будь то 50 миллиардов кубометров, 40 миллиардов кубометров.
То есть установлена четкая планка, ниже которой оплата этого транзита не будет опускаться. Если эта позиция будет достаточно жесткой и она получит поддержку наших партнеров, то я считаю, это будет определенной победой в этой газовой, скажем так, войне. Пане Сергею, а какая ваша позиция? Действительно, после 2024 года может, на ваш взгляд, сохраниться транзит газа через Украину? Какой-то объем? Я думаю, що 24-й рік на це питання відповіді дасть, тому що це рік виборів президента Росії, України і потім США. Тому робити прогноз, що збережеться транспортування, транзит не збережеться, це буде ясно за результатами і наслідками цього політичного року. Це буде вирішуватись не ринковим методом, це буде політичним шляхом вирішуватись. Це буде залежати від того, хто в Україні виграє вибори. Хоча в Україні може бути дострокові, а може бути і згідно законодавства у 2024 році. Хто буде в США? Чи буде такий більш жорсткий в демократичному плані, як Трамп, чи буде продовжуватись більш м'яка політика Байдена? Тобто прогнозувати зараз це дуже важко. Тут я не буду говорити з позиції ринку, з позиції там, як от запускаються такі транспортні інфраструктурні проекти, скільки треба часу на повністю там закачку, на там прогон, на перевірки, тестування і так далі. Я можу сказати, що це все питання буде вирішено після 2024 року. Україна однозначно повинна... Ну, нам же нужно уже сейчас принимать превентивные меры. Україні треба правильно дуже ставити перед світом питання, що замість цього. Тобто, що взамін отримує Україна за запуск Північного потоку. Так, оце і питання. Звичайно, питання поставки газу, якщо Росія не буде нічого прокачувати через Україну і ми не домовимося з Росією про купівлю її газу, ми газ будемо купляти в Європу. Інше питання, що знов-таки російський, який буде йти Північним потоком 2. Ну, ми будемо купляти газ у Європу. Тобто ми без газу не залишимось. Це раз. Тобто холодна зима і замерзнемо. Ми не замерзнемо, голодні батареї нас навряд чи чекають. Це точно. А щодо того, скільки це завдасть шкоди нацбезпеці, завдасть. Він вже завдає. Знаєте, що найгірше? Найгірше те, що Росія відчує безкарність. Справа не в тому, що вона там одразу запустить, буде прокачувати там великі потужності, Україна втратить на транзиті. Це не саме страшне. Саме страшне, що вона може зробити такий висновок, що Захід дав слабину, він дійсно дав слабину. І тепер можна всіх нагибати. Росія піде в останню атаку проти України. Коли вона буде, я прогнозую ближче 24 року, або якщо щось в Україні почне відбуватися, якась турбулентність, це може відбутися раніше. Росія спробує нас добити. Добити військовим шляхом, це я знаю на 100%. Хіба що Путін різко щось з ним станеться і вони переключаться на внутрішні проблеми. Таке теж може бути. Я повторю, що є політичний момент. За Північний потік-2 тільки одна може бути компенсація, точніше дві. Або ми отримуємо чітку гарантію вступу в НАТО там, в 2024 році, наприклад, краще от, перед виборами в Росії. Або ми отримуємо реально летальне озброєння і реальну фінансову допомогу, в тому числі на оборонний сектор. От це два варіанти. Тобто підтримка оборонного сектору, це може бути відповіддю на Північний потік. Тобто, окей, запустили росіяни, дозволили запустити Північний потік-2, нема питань. Ну тоді ми Україна. Джавеліни, Петріот, там якісь танки, Абрамси, там БТРи і так далі. Тобто це Росія має побачити, що просто так і цей потік не достався. А зараз виглядає, що просто так. І повірте, десь і наша влада дасть слабину. Якщо просто дасть слабину, така справа. Якщо, може, піддасться на шантаж і буде цю формулу імплементувати. Росія все одно шукає вигідний момент, щоб десь ударити і добити нас остаточно. Так, я зрозуміла. Пане Олександре, разделяете ли вы такие опасения относительно угроз нашей национальной безопасности? Ну, угроза нашей национальной безопасности фактически с момента объявления независимости Украины как таковой были. Вот, а 2014 год лишь их на порядок увеличил. Ну, как бы
В этом нет ничего удивительного. И единственное, что на сегодняшний день, говоря непосредственно о Северном потоке, тоже следует понимать, что для Российской Федерации на самом деле экспорт газа и экспорт нефти — это довольно те незначительные на сегодняшний день возможности, которые есть у нее в руках, которые позволяют держать ее военную машину и реализовывать свои реваншистские амбиции как у границ своих территорий, так и непосредственно в мире. То есть в данном случае я уже говорю не только о таких гибридных проектах, как Приднестровская Молдавская Республика, так называемая Южная Осетия, Абхазия, а также так называемые ДНР и ЛНР. Я говорю уже о непосредственном вмешательстве, начиная от Ближнего Востока, в Сирии, заканчивая африканским континентом, Мозамбик, Центральноафриканская Республика, Ливия и вплоть до Венесуэлы. То есть достаточно широкий диапазон, который необходимо оплачивать. И это еще все при всем, что на сегодняшний день мы можем наблюдать просто жесточайшую милитаризацию России как таковой, как в гражданском обществе, так и вне, так и в рамках силовых структур. Это рост военнослужащих, вкладывание колоссальных средств на модернизацию армии, модернизацию потенциала оставшегося после СССР. Вывод вплоть до того, что вывод из консервации танков Т-62, которые буквально еще 15 лет назад в России планировали полностью утилизировать. То есть на сегодняшний день это требует колоссальных средств, и ограничивать лишь только население невозможно. И по сути именно простой экспорта нефти или газа, а также падение цен на нефть или газ, а также с некоторых пор, а именно с 2020 года, еще речь идет и о драгметаллах, потому что именно в 2020 году Россия открыла свободную торговлю и экспорт золотом, добываемым в России, чего не было на протяжении всего времени существования такого образования, как Российская Федерация. Любой этот простой наносит колоссальный ущерб именно ее реваншистским амбициям. Не так давно я слышал заявление неких российских официальных лиц о том, что, возможно, в ближайшее время на украинской ГТС будут замечены достаточно частые аварии. То есть, скажем так, это был латентный намек на некую диверсионную деятельность, которая может заставить наших европейских партнеров открыть «Северный поток-2» на все 100%. Как известно, на сегодняшний день «Северный поток-2» попадает под энергетическую директиву Европейского Союза и ограничен по поставкам одним поставщиком на 50%. То есть Российская Федерация не сможет экспортировать по этому газопроводу 55 миллиардов кубометров газа в год заявлены, а лишь 50% от этого объема. А если будет диверсия на ГТС, таким образом мы не сможем транспортировать? Вот в том-то и вся соль, что посредством диверсии Российская Федерация может вынудить европейских партнеров Украины на 100% открыть поставки по Северному потоку-2. И этого в первую очередь следует опасаться. Активизации диверсионной деятельности на территории Украины накануне 2024 года, либо после 2024 года. Фактически, так они могут не только на нашей, они ж могут и на своей территории произвести эту диверсию, чтобы, в принципе, газ даже и на нашу не заходил через эту ГТС. Могут осуществить на входе на территорию Украины, могут реализовать некое ЧП, которое потребует долгосрочного ремонта, и, собственно, через украинскую ГТС не будет транспортироваться газ. Но в данном случае, мне кажется, учитывая вообще всю реваншистскую внешнюю политику Российской Федерации, я больше склонюсь к тому, что будет играть роль фактор запугивания, то, чем она так любит оперировать. Поэтому это вполне возможно диверсия именно на территории Украины. Пане Олександре, и последний вопрос относительно компенсации по Северному потоку, относительно компенсации в обмен Северному потоку. Что может предложить Украина нашим западным партнерам? К примеру, как сказал пан Сергей Пархоменко, могут ли нам предоставить ПДЧ для вступления в Североатлантический альянс? Ну или, как говорят многие, могут ли нас определить США как основного союзника вне
НАТО в обмен на Северный поток? Что это может быть? Какая компенсация? Ну, в первую очередь, насчет ПДЧ. Я бы не стал вообще даже проводить параллели между Северным потоком и ПДЧ, потому что ПДЧ — это в первую очередь реализация стандартов НАТО, и не только стандартов НАТО на бумаге, но и в железе, как я всегда говорю. На сегодняшний день Украина приблизилась к стандартам НАТО, грубо говоря, на 19%. Некоторые страны с меньшей реализацией, конечно же, вступали в альянс, но у Украины достаточно серьезная все-таки база, основанная на количественном факторе как вооруженных сил, так и сил и средств, техники в первую очередь. То есть у нас еще очень достаточно много непроделанной работы. А второй важный вариант — это, конечно же, важный фактор — это оккупированные территории. Хотя и имелись прецеденты, в частности, я неоднократно называл это прецедент, которая вступила в НАТО вопреки 5-й статье о коллективной безопасности. Тем не менее, это должно на политическом и дипломатическом уровне обсуждаться куда глубже. Поэтому ПДЧ я к этому делу бы не причислял, да, как некую компенсацию. А более тесные взаимоотношения, они должны быть подтверждены документально. И если уже говорить о более тесных взаимоотношениях, именно в вопросах военно-технического сотрудничества, например, с Соединенными Штатами, то как минимум должно быть заключено рамочное соглашение. Без него говорить о каком-либо углублении уже, я думаю, не стоит. После рамочного соглашения уже пойдет в ход, безусловно, оборонительного какого-либо образа соглашения типа. Увеличение, не исключаю, тех или иных финансовых инвестиций в Украину, как в вопросах энергетики. Я бы, конечно, был бы очень рад, если бы наши западные партнеры наконец-то уделили внимание такому довольно специфичному и редко звучащему вообще в средствах массовой информации вопросу, как разработки залежей сланцевого газа в Украине и так далее, который без высокотехнологичного оборудования, высокотехнологичных инвестиций в Украину на сегодняшний день реализовать невозможно. И, в принципе, безусловно, военно-техническое сотрудничество как таковое, не только в вопросах предоставления нам оборонительного вооружения, но и полная модернизация наших воздушных сил, усиление военно-морских сил, то есть на те именно направления, в которых мы нуждаемся в первую же очередь. Да. Дякую вам дуже, пане Олександре. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Коваленко, політичний та військовий оглядач. Пане Сергію, последний вопрос относительно визита. Каковы ваши ожидания по итогу? Что мы можем получить? Ми нічого реального не отримаємо. Те, що нам потрібно, тобто гарантії, там, отримання ПДЧ, збільшення військової допомоги, статус союзника по НАТО ми не отримаємо. Все інше, чи отримаємо ми якісь підтвердження, що Америка вступить до нормандського формату? А питання, наскільки серйозно Україна піднімала це питання перед Америкою? Навряд чи. Це єдине, що можна було ще якісь отримати гарантії того, що Америка включається реально в переговорний процес. Хоча б це. Все інше із основного, те, що я перелічив, цього не отримаємо. Багато причин. Немає реформ. В сфері державних оборонних закупівель існуючий закон містить ряд корупційних ризиків. Я про реформу СБУ мовчу, я вже пояснював, чому вона саботується, що вона буде, скоріше за все, саботуватися. І це, звичайно, з блокпост, це такий шлагбаум на шляху до НАТО, тому що без реформи СБУ в НАТО нас реально не візьмуть. Це рамкова реформа, одна з основних взагалі реформ, яку від нас вимагають всі. Це дуже важливо. Без неї не буде шляху до НАТО. Якісь компенсації за Північний потік, збільшення фінансування, надання фінансів для безповоротної допомоги на потреби оборони, де не буде такого прориву. Що у нас взагалі песимістичні такі прогнози? Будуть дуже дрібні домовленості для того, щоб Америка має продемонструвати, що ми союзник, але Америка, зрозуміти, глобально не піде
на якісь серйозні домовленості з Україною, вперше по ПДЧ Америка монопольної не дасть згоди. На яку вона може дати гарантію, тому що і 29 інших членів скажуть ні, скажуть, ну сорі, навіть один скаже з 30. Гарантію Америка дасть, бо НАТО не може. Мы же с вами понимаем, что США в этом вопросе... Да, але все одно вони не можуть. Ну і в принципі, з точки зору дипломатії буде дуже некоректно, що США сказало, що ми дамо гарантії і прогнемо всіх під себе. Ну цього не буде. Це в принципі так вирішувати можна тільки з усіма учасниками НАТО. І тоді, якщо кожна з країн щось там заявить, то можна казати, що є якась колективна гарантія, що у 2024 році щось ми може отримати або не отримати. А основне, про що говорити, це, повторюю, оборонна допомога або статус союзника. Ну, після цих зближень з Китаєм, а там, до речі, питання не тільки інфраструктурних проєктів, але й непідтримка резолюції по захисту прав уйгурського корінного народу, це ще теж прекрасно в Вашингтоні бачать. Тобто, ну, знову Китаю підіграли. І проти Ізраїлю ж була підтримка резолюції антиізраїльська в січні цього місяця МЗС, а в Америці теж пам'ятають. Тобто, ну, це диверсія. Тобто, проти Ізраїлю Росія та Іран резолюцію висунули, Україна її підтримала. Це що? Так, тобто, я не очікую прориву. Зеленському треба припинити скиглити і звинувачувати усьому Байдена, а конкретно почати реформи оборонного сектору нацбезпеки і припинення цих незрозумілих коливань там між Китаєм, Іраном і Західним світом. От тоді у нас буде все добре. Дякую дуже, пане Сергію. Чув Саглун, Сергій Пархоменко був гостем нашої студії, директор Центру зовнішньополітичних досліджень. Я с вами не прощаюсь, мы прерваемся буквально на 5 минут, далее вернемся в эту студию и продолжим эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь с АТР. Найсильніші курешисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвяченому Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команди з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Міжнародний турнір відбудеться 8 серпня о 13:00 у Палаці спорту «Венето Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11В. Вхід вільний. Трансляцію «Курєш» дивіться наживо на телеканалі АТР. Кырым-татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым-татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Кордың үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш эгмей, әршіге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Кырым-татар адым. Кырым-татарым, юрегім күнештір. Бұлы тортсе біле, севен қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам ве адетні. Айтырым, бұ бұйық бір ғұрурымдыр. Шүкір, Кырым-татардыр миллетім.
Sazın teli söylesin kendi derdini. İnlegen yüreğimin hasevetini. Keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini. Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesini, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım. Ağarmış efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer, Kerimlerle söylesin sazım. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Saygılı ATR телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам. Вейіні вбеттекі бөлігімізді Қырым татар тілінде алып бара жақмыз. Біз жанлы яйынымызда чалышқанымызды мен ерберемізге хатырлатам. Экранларыңызға решторларымыз телефон номерасына тақдим ете 067 63 46 130 біздерге бедава шекілде вайбер бастасымен телефон аша білесіңіз, яда скайп адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv бұйырыңыз біздерге телефон ашыңыз, сізін сесіңіз. Біздер үшін чоқ мұйым, бұл бағыны қопармамақта чоқ мұйым олғаны да бір кере қайдетем. Келіңіз, біздің яйынымызны әлбетте ке яқынлашқан Қырым платформасы хаберлерінден башлайық. Украина тыш ішлері назирының бірінші муавины Эмине ханым Джепарның айтқанына көре Украина әрсені бойлы күтлеви шекілде инаугурацион саммит кебі күтлеви шекілде тедбірні өткеріп оламай жех мали жеттен оның айтқанын діңлемеге теклиф етен бұрыңыз. Президент дуже хоче, щоб цей формат був щорічним. Ясно, що такого ресурсу, такого рівня і масштабу заходи робити щорічно не є можливим. Але ми будемо думати, як і куди паркувати Кримську платформу. Можливо, це буде високий сегмент в рамках ООН щовересня. Тому будемо думати над форматами. Бұне бері-бірлікте бүгін бойлы хабер пейда олды ке Украина тыш ішлері назирі Дмитрий Кулеба білдіргеніне көре да бір мемлекет Қырым платформасында іштірак етежегені білдіріп разылық берді. Әндіден Қырым платформасында шымдылық аңған мәліматларға көре 31 мемлекет ве чешіт халқара тешкілатлар іштірак етежек екенлер. Бұ ақта Қырым платформасы ақында тавсиятлы жебіз Рифатаға Чубаровнен мелемежіс рейсіміз ве Бұтын Дүния Қырым татарлар конгресінің президентінен лаф етмеге планлаштырдық. Обызы жанлы бағда. Рифат аға, мерабаны, селям алейкум. Қайырлы ақшамар. Жүмлемізге. Рифат аға, сіз Қырым платформасы азырлығының группасында болнас ве бұл азырлықта семерілі çalışқан инсан оларақ. 31 мемлекет ве чешіт халқара тешкілатлар сізін беклегеніңіз, неті жемі беклегеніңіз шекілде темсілжілік ма?
Biz evvelden de söylemiştik, beklediklerimiz işte Kırım platformasında bir 30'a yakın devletlerin resmi heyetleri katılabilir diye böyle bir planlaştırdık. İşte bugüne göre 30-31 delegasyon Kırım platformasına katılacağına endi haberimiz var. Bugünlerde benimce daha bugünlerde işte bu haftalarda bu 2-3 hafta arasında daha belki denişmeler olabilir. Yani daha koşulacak insanlar peyda olabilir. Yani memleketler. Koşulacak ülkeler olabilir, evet. Ya Rifat Ağa, bu demek 30 şimdilik 31 memleket ve halkara teşkilatlar iştirak edeceğini endi haber aldık. Aytkanızga göre daha da belki güzel haberlerini alabileceğiz bu 2-3 hafta içerisinde. Nasıl bekleysiniz Kırım inaugurasyon summitinin geçeceğini? Belki de sizin tavsiyetlacı malumatlarınız vardır onun nasıl geçeceği. Çünkü biz bilemiz ki böyle heyetler yolbaşçılarının ayrı toplaşıp olacak iken belki başka da malumatlar vardır. Şimdi bu bütün toplantılar bir yerde ötkerilecek, bir binada ve siz söylediğiniz gibi gerçekten de başında bu ülkelerin başlıkların toplantısı olacak, summit olacak ve o summitten sonra 3 ya 4 böyle ayrı oturumlar olacak. Panel diskusi ya da böyle işte panel tartışmaları ve bu tartışmaların birisi tek Kırım ve Kırım Tatar meselelerine bağlı olacak ve bu panel toplantısını Kırım Tatar Milli Meclisi'nin teşkili komiteye hazırlayın. Yani bu benim bilgenime göre Kırım etrafında çeşitli meseleler olacak. Hem militarizatsiya meselesi, insan hakları, Kırım Tatarlarının hakları tıklanılıyor, doğru mu? Gerçekten diyor aslında bütün meseleler, bütün konuşmalar ve oradaki ötkerilecek bu tartışmalar hepsi Kırım'la bağlı. Çünkü Kırım platforması ama ayrıca böyle meseleler bakılacak ve gerçekten de bu bakılacak meselelerin birisi Kırım Yarımada'nı Rusya Federasyonu böyle bir askeri bir bölgeye yarattırganını ve Karadeniz'e çok riskler olganını böyle bakacaklar. Diğer toplantılarda oradaki bütün Rusya Federasyonu tarafından yapılgan insanlara baskınlar ve insan hakları, ekoloji meseleleri bakılacak ve söylediğim gibi ayrıca Kırım Tatar milletinin kökenli halk olarak hakları tiklenmesi ve bu Kırım Tatar milletin hakları tiklenmesi Kırım'ın geleceği nasıl? İşte bu böyle ayrıca konuşmalarda olacak. Bilgenimizge göre asıl da Kırım platforması teşebbüsü seslendirilgeninden beri Rusya Federasyası bu tedbirini, bu teşebbüsünü böyle diskreditatsiya etmek için çok büyük faaliyetler alıp bara, çeşit türlü işte olmayacak teşvikatçı faaliyetler alıp bara ve Dışişleri Nazirligi de aytkanına göre çeşit memleketlerini korkuta ve böyle şantaj yapayken hakikaten de mi sizin gözlemlerinizge göre öyle Rifat Ağa, siz bunu bir yerde rast getirdiniz mi? Nasıl şekilde Rusya daha da çok Kırım platformasından evvel atakalar, şantajlar yapabilir? Böyle tehlike var mı bugün? Elbette var. Ben şimdi bazı ülkelerin ya da diplomatların adlarını böyle seslendirmeye olmam çünkü hakkım yok. Böyle razılık bana vermediler. Ama bazı yerlerde nasıl ülkelere karşı böyle şantaj yapıldı ve böyle nasıl fikirlerini nasıl anlattıklarını böyle biz biliyoruz. Misal için Rusya tarafından böyle konuşuyorlar diplomatlar. Diğer ülkelerin diplomatlarına böyle değiller. Biz Ukrayna'nın böyle bir toplantı ötkərmesine hakkı olganına karşı değiliz.
Ama Ukrayna bu toplantıda bizim Rusya'nın toprak bütünlüğüne karşı çıkacak. Çünkü Kırım Yarımada Rusya'nın bir bölgesi ve böyle Ukrayna böyle bir toplantı ötkerip de bizim toprağımıza böyle bir sorulu olganını biz kabul etmeyiz. Eğer siz ülke olarak varıp bu toplantıya katılsanız demek siz de Rusya'ya karşı çıkarsınız diye böyle şantaj yaparlar ve bazı ülkelere böyle şantaj çok zor geliyor, çok ağır geliyor. Çünkü dünyada Rusya'dan böyle bağlı olup da Rusya'ya ihtiyaç olan ülkeler az değiller. Ya da bazıları silah taraftan, bazıları para, finans taraftan, bazıları Rusya'ya kendi mallarını satarlar. İşte o sebepten bazı ülkeler böyle Kırım platformasından çekilmeseler böyle ama kendi iyiyetlerinin kıymetini azlaştırırlar. Mesela eğer başbakan bu iyiyetin başlığı olacak olsa o vakit başbakan gelmeyecek. Ya büyük elçi olacak ya bilmeyeyim bir bakan olabilir. Ya Amerika Birleşken Devletleri'nde nakliye bakanı, nakliye naziri kelmesi sizin fikrinizce kıymetli temsilcilik mi? Çünkü bu Amerika hükümetin azası. Benimce Amerika hükümetin azası böyle resmi iyetlerinin başlık olup kelgeni benimce böyle korumlu bir pozisyon. Ben burada hiçbir türlü panikte olmaz dedim. Çünkü Biden ya da bilmem Vice President onun yardımcısı gelmeyeceğini biz onu bir sene evvelsi bilirdik. Bir sene değil de saylavlardan sonra olganından bilirdik. Çünkü böyle toplumlara Amerika'nın Cumhurbaşkanı katılmaz. Ama devlet tarafından delegasyon gönderildiği bizim için çok böyle faydalı olur diye düşünüyorum. Hem de zaten mantıklı 10 gün içerisinde 2 defa görüşevler böyle meraklı olur idi. Çünkü zaten 30 Ağustos'ta Zelenski Birleşken Milletler'ini ziyaret edecek. Bu meseleye daha kaytırmaz. Kırım platformasına aytacak ekan de Rifataga siz de eshitdingiz Emine Hanım Japar'nın sitatasını demek ki ersene bu kabi sammitlerinin o'tkarilmesi mali jihetdan pek ihtimali olmaganını kaydetti ve bu mesele etrafında çok böyle sakıntılılar ve kaygılar da peyda oldu dep aytsam yalan olmaz. Çünkü da Kırım platforması o'tkarilmedi ama endi bu kabi tedbirlerinin ersene o'tkarilmedi şübeler bildirildi. Siz bu meseleye nasıl bakasınız? Bu kaygılatmay mı sizni? Şimdi bir taraftan bu yaxşı ki Kırım platforması böyle bir iki gün Kiev'de o'tkarilip de ondan sonra bitmeyecek. Çünkü Kırım platforması dediğimiz vakit bu böyle çalışmalar için bir meydan kurula ve şimdi elbette bu meydan her vakit böyle canlandırılmasına resurslar da ya da yatırımlar da gerek ve hem insan yatırımları hem maddi yatırımlar ve ondan da gerekliliği ülkeler, devletler bu meydandan ayrılmasına. Ama ben anlayayım ki her sene böyle toplantılar o'tkermesine Ukrayna için zor olabilir. Ama ben daha şimdi aşıkmaz dedim ki bu Kırım platforması nasıl böyle bir uluslararası bir cemiyet, bir teşkilatka bağlanmaya, Birleşmiş Milletler'e mi yoksa Avrupa Birliği'ne mi? Şimdi onu çalışmalar gösterir. Başlayın çalışmaya. Birinciden ben istemez dedim bu Kırım platforması senelerle sürsün. Çünkü bizler Kırım Tatarlar için, Kırım Tatar halkı için seneler dedikleri vakit bizler hepimiz buna karşı çıkıyoruz. Çünkü vatanımız tezce Rus işgalcilerden azat olganını hepimiz isteyiz ve hepimiz vatanımızda birleşmeyi isteyiz. Ve Kırım Tatar milletine kendi vatanında açık yollar olganını hepimiz ona çalışıyoruz ve ben hiç böyle şimdi söylemek istemem ki
10 senelerle ya da senelerle bu Kırım platforması devam edilecek. Anlaşıldı ki yarın bir gün oradan Rusya'nın gitmesine bugün de böyle sebepler yoktur ya da çareler yoktur. Ama inşallah yakın senelerde hepimizin çalışmalarımızdan çok böyle bir faydalı neticeler olur deyip ona umut edeyim. Şimdi bilingenine göre Kırım platformasının birinci inaugurasyon sammiti neticesinde böyle Kırım deklarasyası kabul edilecek eken benim malumatlarıma göre siz de bu deklarasyonun işlep çıkarılmasına dahilsiniz, o'zingizning tekliflerinizni anda qo'shabilirsiniz ve bu deklarasiya neden ibaret olganini biledirsiniz. Elbette sammitin evvel de gizli olsa da ama men anlamağa biraz isterdim aslında bu deklarasiya sadece böyle çağrılardan ibaret mi ya da mekanizmleri yazılabilir, aytalar da dорожная karta diye bu deklarasiyada olabilir mi Kırım Haydarlığı boyunca? Şimdi bu basamakta bu birinci toplantının neticelerinde böyle konkret olarak ya da böyle bir praktik adımlarga ya da plan gibi şeklinde böyle bir neticelerini beklemeye gereği yok. Elbette bu sene kabul edilecek Kırım platformanın imzalanacak işte bu dokumenti çağırıp şeklinde çok yerlerinde ama çalışmaya çağırıp ülkeler kendi aralarında Kırım'ı Rusya'dan azat etmesine çalışmaya gerek olduğunu bildirecekler ve çalışmalarını birleştirecekler. İşte bu birleştirilmiş çalışmalardan gelecekte böyle adımlar da gösterilir deyip o fikirde öyle fikirdeyiz bizler. Şimdi birinciden ülkeler çalışmak için ve nege çalışmak için Kırım'ı Rusya'dan azat etmesine. İşte birinci nokta böyle koyulacak. Yani Ukrayna siyasi diplomatik o'zining topraklarını qaytarıp için siyasi diplomatik yol seçkeninden bizim büyük beklentilerimiz elbette ki yaptırımlarga yani sanksiyalarga baka bundan ibaret zaten beklentiler bu yolda bu istikamette yani Kırım platforması gelecekte bunu çizebilir mi sanksiyalardan güçleştirilmesi? Şimdi orada böyle yapılacak da ya bu kadar daha çok zorlaşacak da böyle sözlerinden adımlar gösterilmemiş. Ama çalışmalar hem bu yapılgan yaptırımlar ve diğer baskınlar Rusya'ya karşı devam edileceğine orada bildirilir. Diyeceğim Rusya Federasyonu bu neticeden böyle hiç memnun olmayacak. Çünkü Kırım platformasına katılan ülkeler kendilerinin hareketlerini, yaptırımları devam devam edeceklerini bildirirler ve bu yaptırımları diğer ülkelerden de beraberlikte çalışacaklarını orada seslendirirler. Rifat Ağa, şunu soracak idim, siz takip etesiniz yüz bergen hadiselerini dünyada, Ukrayna'da dün işte biraz Rusyalı muhalefetçi Ukrayna'da ölü asılı tapıldı çok sular endi onu işte öldürgenlerini yazalar aytalar. Sonra Ukrayna'nın asıl da halkara bu arenada şimdiki vaziyetine nasıl kıymet kesesiniz? Zira sonki vaxtlara göredirsiniz. Herkes ayta işte bu şimali akım eki leyhası sebebinden sonra Almanya'nın çıkışları sebebinden sanki dersin Garp Ukrayna'ga böyle ihanet ete hançer saplayıp sırtına degen fikirler yürsetile çok şimdi Ukrayna'da. Bularga nasıl bakasınız? Şimdi dünyadaki bütün olğan denişmeler tek Ukrayna'ga ya da Ukrayna'nın etrafında olğanlarına bağlı değildir de çünkü dünya aslında karışık ve burada ben bir şeyler böyle insanlarımız bilmeyenlerini söylemedim ve her bir ya da çok ülkeler bu zorluklarda bu karışıkta kendi menfaatlerini çözmeye tırışarlar. Ve aynı zamanda Rusya'da bunu kullanmaya böyle davrana
ve her bir yerlerde Rusya böyle farklı mekanizmlerinin kendisinin pozisyonlarını kuvvetleştirmeye çalışıyor. Bir taraftan işte Avrupa ülkelerinden ayrıca konuşup onlara bu kendisinin gazını satmak için ve bu satılıştan kuvvetleşmek için yollarını buluna ve burada Almanya ve Fransa yapkanları elbette Ukrayna için çok yaxşı olmadı ve bundan biz memnun değiliz. İkinciden şimdi Rusya ve Amerika arasındaki olan bazı diyaloglar bir taraftan bizge böyle bizim eminliğimizi kuvvetleştiriyor. Çünkü biz korunuyor ki Amerika Rusya'nın isteklerine böyle kapılarga ya da isteklerini destek etmiyor Amerika. Ve Rusya'nın şimdi bütün bu alıp barkan oyunlarının sonunda işte dünya Kırım işgal edildiğini unutsun. Kırım Rusya'nın toprağı olganını dünya tanısın ve Ukrayna'yı Rusya'nın barışlanmaya mecbur etsin. İşte böyle oyunlar yapıla ve şu arada Ukrayna'ya devlet olarak ve Ukrayna'nın yol başçılarına çok dikkat olmaya gerek, çok mukayyet olmaya gerek. Şimdi bu ayın sonunda, Ağustos ayının sonunda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Washington'a ziyaret edecek ve oradaki görüşmelerden sonra daha bazı şeyler böyle açıklanır ve orada son bakarak nasıl yönelişler sağlam korunuyor. Ama böyle bir ayrıca bir panik yapmasına sebep yoktur. Dünyada bütün bu dünyanın hareketi her vakit böyle karışık gidiyordu. İşte böyle karışıklarda Ukrayna devleti biraz dikkat oluşu gerek de ve iç işlerinde bu toplum birleşmesi gerek. İşte burada problemler var. Ukrayna toplumu böyle bir dışarıdan gelgen korkuların olduğunda daha birleşmeye becermiyor istediğimiz kadar. Bu var. Bununla beraberlikte şimdi Rusya böyle ilk özünün devletler ara şikayetini Avrupa Şurası İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdi. Sonra bu demek ihanetçi Satxın Yefim Fix diye bugün kaydetkenine göre sanki Kiev'e karşı olar da şikayet verecekler bu su ablokası sebebinden. Ve ilahire bu meselelerde sizin fikrinizce Rusya'nın bir şansları var mı? Yok, Avrupa ya da uluslararası ya da halkara mahkemelerde Rusya'nın şansları yok. Bu Rusya ve Ukrayna tartışmaları etrafında ve söylediğimiz gibi bir ay evvelsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Rusya şikayet etti Ukrayna'yı ve orada işte bütün bu olgan kendisi kabayat olan bu meselelerini Ukrayna'nın kabayatlamaya tırışa. İşte bana dersin ki yaptırımlar var ve Ukrayna buna sebepçi. Ya toktanız siz savaştan Kırım toprağına geldiniz, askerlerimizi gidirdiniz. Ya da Ukrayna dersin ki Dnieper Ozen'deki su kanalının suyunu kapattı Kırım'a. Ya toktanız siz geldiniz Ukrayna'nın bir bölgesini zapt ettiniz ve neden siz şimdi Ukrayna'dan su isteysiniz? Ya da bizlerge orada karşılık var bu blokad meselesinde. Şimdi siz söylediğiniz gibi bu Facebook'un açıkladı. Şimdi onlar ayrıca 13 kişiye karşı bu mahkemeye vermeye hazırlanalar ve onların içinde Mustafa Ağamız var, Lenur İslamov var, ben varım. Dersin ki bizleri böyle halkara cinayetler olganımızı göstermeye çalışıyorlar ama dünya bundan aldanmayacak.
Çok sağ olunuz. Rifataға vaqt tapıp bizle bağlanğanız için, suallarımızga cevap bergeniz için. Teşekkürler. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi, Butun Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin prezidenti Rifat Çubarov bizle canlı bağda edi. Saygılar arkadaşlar, meni sizden sağlıklaşmayın. Biz şimdi teneffüske geçemiz. Sonra 3 dakikadan sonra Zaman informasyon programmasını Ukrayna tilinde seyretmege unutmanız. Biz bu studiyaga mutlaka Zaman informasyon programmasından sonra qaytacaqmız, yayınlarımızga devam edecekmiz. ATR ile olunuz, görüşkence. Найсильніші курешисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвяченому Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команди з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Міжнародний турнір відбудеться 8 серпня о 13:00 у Палаці спорту «Венето Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11В. Вхід вільний. Трансляцію «Курєш» дивіться наживо на телеканалі АТР. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama urar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanım olsun. Ишетесіңіз ма? Мені ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
Впродовж 4 засідань так званий таємний свідок дає геть різні свідчення. У Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону, розглядали справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. У підгрупі Османа Арифметова, Яшара Муєдзінова, Рустема Шейхалієва, Енвіра Аметова та Руслана Сулейманова продовжили допит свідка, який назвався Рамазановим. Він, за словами адвокатів, дає суперечливі свідчення, на викривальні питання не відповідає та не каже, звідки бере інформацію. Захист припускає, що так званий Рамазанов навіть не знає бранців, співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар, звинувачених у тероризмі. Кажуть, це латиш Костянтин Тумаревич, який живе у Бахчисараї. І хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язнів пізнали його за картавою вимовою. На те вопросы, которые бы изобличали его вот именно в сообщении суду и остальным участникам процесса ложную информацию, свидетель, как обычно, отвечая на эти вопросы ответами «не помню», «не знаю», «забыл» и тому подобное. То есть те вопросы, которые касаются объема предъявленного обвинения, именно конкретно тех действий, в которых вот, мы полагаем, что незаконно и необоснованно обвиняются наши подзащитные, у нас свидетель не смог дать аргументированные ответы. В том числе свидетель не может пояснить источник своей осведомленности. В камерах ростовського СІЗО, де тримають бранців, створені фактично умови катівні, повідомляє адвокат Олексій Ладін. При температурі до 37 градусів у приміщеннях тримається нестерпна задуха. Через це бранцям стає зле. Осман Арифметов пояснил мне, что у него постоянно скачет давление, то есть повышается давление от такой непереносимой атмосферы. Он, конечно, пользуется медицинскими препаратами, которые передали ему родственники. Тем не менее, никто из ребят духом не падает. Передают всем большой привет и слова благодарности всем тем, кто за них переживает и поддерживает их. Стан 64-річного Зікерії Муратова, ураженого пневмонією, оцінюють як середньої тяжкості. Про це розповіла адвокат Емінія Вамілєва. Окупанти затримали його влітку минулого року в Алушті і через причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі. Адвокат поспілкувалася з начальником медсанчастини Ростовської лікарні. Ковід в Муратова не діагностували. Він перебуває в палаті інтенсивної терапії з низькою сатурацією легень. Але динаміку лікування керівництво санчастини називає позитивною. Кажуть, бранець самостійно пересувається палатою та часами дихає через концентратор, а реанімації не потребує. За словами адвоката, окрім лікування пневмонії, триває профілактика інших захворювань. Они также диагностировали и выявили у него наличие гипертонического заболевания, это высокое давление артериальное. Также мы указали на то, что у него имеется ряд хронических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом, с опорно-двигательным аппаратом. И, естественно, при наличии высокого давления, будем говорить так, сопутствующее диагностирование и соответствующее лечение очень важно, поскольку при таком уровне сатурации и при таком диагнозе состояние здоровья вызывает большое опасение. Російські окупанти обстріляли позиції українських захисників біля 8 населених пунктів. Неподалік Широкиного, Водяного та Авдіївки били 82-ми мінометами, а в районі Світлодарська, Золотого 4 та Луганського ще й з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В українському війську без втрат. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає. Станом на 7 годину ранку 4 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. На постах спостереження біля межі з окупованим Кримом тренувалися українські десантники. Про це повідомляють у командуванні Об'єднаних сил. Зазначається, що під час навчань відпрацювали посилення позицій підрозділами резерву. Бійці за задумом, діставшись рубежів, знищують живу силу ворога за підтримки артилерії.
При цьому військовослужбовці долали складні перешкоди та займали оборону за різних умов місцевості. Досвід, який отримали військовослужбовці в ході антитерористичної операції та в ході операції Об'єднаних сил, показав, що особиста підготовка кожного військовослужбовця та навченість підрозділу в цілому є запорукою високого рівня бойової готовності та захисту життя побратимів. Нью-Йорк стане першим містом США, де в ресторани, спортзали та розважальні заклади пускатимуть тільки вакцинованих від ковід. Правило стосуватиметься і клієнтів, і працівників. Влада мегаполісу стверджує, що це допоможе стримати поширення дельта-штаму коронавірусу. Я оголошую новий підхід під назвою «Ключ до Нью-Йорка». Уявіть собі, вакциновані люди зможуть дозволити собі будь-які розваги, доступні в цьому місті. Згідно з правилом, людина повинна бути щеплена хоча б однією дозою вакцини. При цьому негативний ПЛР-тест не дасть права входу у ці заклади. Для мене це найпростіший шлях. Так ми будемо в безпеці і знову зможемо об'єднатися. З одного боку, мені це не подобається, але думаю, охорона здоров'я суспільства важливіша всього іншого. Якщо хтось хоче вакцинуватися, то у нього є таке право. Також має бути право не вакцинуватися. Людина повинна сама обирати. Я щепилася, але думаю, що не маю права вказувати іншим, вакцинуватися їм чи ні. Правило набуде чинності 16 серпня. За офіційними даними, приблизно 60% жителів Нью-Йорка зробили щеплення хоча б однією дозою вакцини. У цілому, за час пандемії у місті виявили понад 2 мільйони 200 тисяч випадків COVID-19. Померли 54 тисячі людей. Батьківщина небезпечна для життя. Ще троє білоруських спортсменів залишають країну. Тренер з гандболу Константин Яковлєв виїхав до України. Відомо, що він брав активну участь у протестах проти режиму Лукашенка та навіть відсидів 15 діб в ізоляторі за це. Легкоатлети Андрій Кравченко та Яна Максимова залишаться в Німеччині. Кравченка в Білорусі також затримували на одному з протестних маршів. Тоді його заарештували на 10 діб. А білоруська бігунка Христина Тімановська вилетіла з Японії до Австрії. Раніше вона планувала відправитися до Варшави. Уряд Польщі надав їй гуманітарну візу. Однак дипломати змінили її рейс з міркувань безпеки. Тімановська зможе отримати в Польщі політичний притулок. Її чоловік уже виїхав з Білорусі до України. Однак сама Тімановська в інтерв'ю німецькій газеті сказала, що рішення не пов'язане з політикою і в майбутньому хоче повернутися до Білорусі. На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике. Я лишь высказалась только о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуюсь с другими спортсменами. Скандал розгорівся після того, як Тімановська у соцмережах розкритикувала тренерів своєї збірної за те, що вони поставили її на естафету 4 по 400 метрів. До такої дистанції вона не готувалася і на Олімпіаді мала бігти 200 метрів. Згодом спортсменку намагалися силою відправити до Білорусі. Однак на литовищі Токіо вона звернулася за допомогою до поліції та представників Міжнародного олімпійського комітету. Її супроводжували до посольства Польщі. Міжнародний олімпійський комітет готує свій вердикт. Тімановська ж каже, що сподівається продовжити спортивну кар'єру і взяти участь щонайменше у 2 майбутніх олімпіадах. Однак яку країну вона на них представлятиме, поки невідомо. Хоч і повернувся без медалі, все одно чемпіон. З такими словами зустріли учасника Олімпійських ігор в Токіо Лінура Тімірова, його вболівальники та співвітчизники. Разом продовжують спостерігати за змаганнями, які тривають в Японії. Там борці Парвіз Насібов завоював срібло, а Жан Беленюк приніс перше золото в скарбничку збірної України.
Лінур Тіміров у першій сутичці переміг борця з Узбекистану, а у другій – вірменина. Але вже у третій сутичці поступився суперникові з Японії. У поєдинку за бронзу, попри рівний рахунок, судді віддали перемогу супернику з Китаю, оскільки кількома місяцями раніше запровадили нові правила. Ребята все говорят, мы считаем тебя чемпионом, эта медаль была твоя. Потому что, правила такие, мировой спорт, да, он постоянно любит делать разные там подножки спортсменам, можно так сказать. И буквально 3 месяца назад там были другие правила, по которым бы наша схватка оценилась бы в мою сторону. Ісмет Салієв Лінуру Тімірову як батько. Він його тренує 6 років. Так разом вони вже чверть століття. Ісмет Салієв виховав 3 майстрів спорту міжнародного класу. Каже, наразі результат Лінура Тімірова найкращий. Він у 2012 році брав участь у Лондонській олімпіаді, а цьогоріч гідно представив Україну на іграх у Токіо. Достойно вышел, показал, проявил характер, все. Да, он сделал свои коронные приемы, и не один он прием применил и выиграл титулованных там призеров Олимпийских игр. Там. Вот. На чемпионате мира он ему проигрывал за выход в финал, этому Тажмурату, да. Вот. А в этот раз он его 5-0 выиграл. Это первые встречи, это было для меня емоціонально для нього підйом. Дружина Лінура Лінара приїхала з Криму, щоб зустріти чоловіка. Вдома чекають 2 дітей. У Криму збиралися всією родиною і, затамувавши подих, дивилися кожний поєдинок Лінура. Смотрели все у нас в доме. Родные, близкие, тети, дяди, братья, сестры. Более 30 человек. Только у нас это в доме. А так в основном по всему Криму. Главное, что было здоровье. Для нас это чемпион. У сучасній історії кримсько-татарського народу після повернення з депортації результат Лінура Тімірова вважається найкращим. Алімдар Білялов Лінура знає з дитинства. З маличку Лінур тренувався у Судаку, а Алімдар у Старому Криму. Тому часто зустрічалися на змаганнях. Линур Тимиров на сегодняшний день очень высокий уровень показывает борьбы с технической точки зрения, с физики, да, которая у него есть, и профессионализма. Да. Олимпиада прошла. Для нас, для народа он всегда чемпион и будет им. Всю Олимпиаду, все схватки у него проходили в активной позиции, он никогда в пассив не уходил. За словами віце-президента Федерації спортивної боротьби Криму Імрана Усіїнова, участь Тімірова в Олімпіаді згуртувала народ та заохотила до спорту. Люди, которые никогда не интересовались борьбой, писали мне: «Имран, где можно посмотреть трансляцию?» Я удивлялся, мол, и ты будешь смотреть борьбу? Действительно, спорт объединяет. Как по мне, у крымских татар началась новая олимпийская эра. Такое яркое выступление на Олимпийских играх – это уже победа. Лінур Тіміров не засмучується і знову готується повернутися на олімпійський килим. У меня есть желание дальше участвовать на Олимпийских играх следующего цикла, тем более они скоро уже начнутся. Возраст мне еще позволяет, и я готов дальше сражаться. И побывав сейчас еще раз на Олимпийских играх в Токио, оно, как я уже говорил, как наркотик. Хочется вернуться и еще раз забрать эту медаль. Пока есть возможность, почему бы нет? Я смотрю по его настрою, он пока не добьется медали на Олимпийских играх, он, по-моему, уже настроен на следующие Олимпийские игры. Лінур каже, жити в Криму та готуватися до змагань на материковій частині України, відриваючись від родини, дуже проблемно. У меня нет крыши над головой элементарно. Я в Киев приезжаю, и здесь я нахожусь как абы там, друзья, там, тут тренировка, 2-3 дня пробыл, опять сборы, и здесь перекантовался. И, то есть у меня нет крыши над головой. Хотя у меня 2 ребенка, жена, у меня есть семья, которую я люблю и не хочу не расставаться надолго. И, во-первых, я готов даже перебраться сюда полностью, в Киев.
Лінур Тіміров разом з тренером повертається до Криму. Там на нього чекають родичі, діти та друзі. Каже, після перепочинку готовий почати підготовку до наступних Олімпійських ігор. Мріє привезти до Криму олімпійське золото, його не залишає. Найсильніші курешисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвяченому Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команди з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Міжнародний турнір відбудеться 8 серпня о 13:00 у Палаці спорту «Венето Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11В. Вхід вільний. Трансляцію «Курєш» дивіться наживо на телеканалі АТР. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Не забывайте подписываться на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать информационную войну на нашем фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Олександр Антонюк, политичный аналитик, политтехнолог. Витаю вас, пане Олександре. Витаю вас. Наш эфир я предлагаю начать со следующих новостей. Госдеп заявил, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за расследованием смерти руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс. Его цитируют наши корреспонденты. Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну загибель пана Віталія Шишова. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причини його смерті. Также председатель Европейской внешнеполитической службы Жозеф Боррель прокомментировал сообщение о смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Как отметил Боррель, он шокирован новостью о том, что активиста нашли повешенным. Шокований повідомленнями про те, що білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у Київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресії режиму Лукашенка. Вдячний українській владі за широке відкриття розслідування обставин його смерті, у тому числі його можливого вбивства. Потрібно здійснити правосуддя. С нами сейчас на прямой связи Франтишек Вечорка, радник з міжнародних відносин, лідера Демсил Білорусі Світлана Тихановської. Вітаємо вас, добрый вечер. Добрый вечер. В Киеве, в Украине 2 августа нашли повешенным главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Для начала я бы хотела, чтобы вы прокомментировали это событие. Считаете ли вы это убийством и со стороны кого? Ну, конечно, это было шоком для нас, читать эти новости. Последние дни происходят очень странные события. Они все связаны с Лукашенко, с его пособниками. И поэтому, конечно, смерть Шишова стоит рассматривать именно в контексте белорусского политического кризиса. Кто его убил, каким образом, было ли это инсценизация самоубийства. Мы надеемся на полное расследование украинскими следователями. Мы находимся в контакте с украинским МИДом. Я сам коммуницировал с помощниками министра Кулебы. И я надеюсь, что в ближайшее время мы будем иметь более деталей. Но самое главное — это обеспечить безопасность всем активистам и журналистам, которые находятся и в Украине, и в Польше, и в Литве, и в Латвии, и которые могут быть целью для лукашенковского КГБ.
А чем был известен Шишов в Беларуси? Насколько он известен в белорусском оппозиционном сообществе? И чем? На самом деле он представитель нового поколения активистов. Я лично его не знал и не встречался. Он выехал во время самой первой волны протестов, когда начались задержания, аресты. Организовал инициативу, которая помогала другим релокантам из Беларуси. Вы знаете, что уже больше за 100 тысяч человек перебрались из Беларуси в Украину. Но обычно они через Украину перебираются потом в страны Евросоюза. Но чтобы он был суперизвестным, не скажу. Но то, что делал он хорошие дела, и то, что Белорусский дом в Украине помогал белорусам, это факт. Франек, вот в нашей студии звучало очень много версий относительно того, кем, со стороны кого мог быть убит Шишов. Ряд аналитиков, политиков говорили о том, что это дело рук ФСБ России. Другие говорили о том, что это дело рук КГБ Беларуси. К какой версии больше склоняетесь вы? Я не хочу здесь спекулировать и не хочу давать оценки, пока не проведено полное расследование. Понятно, что заинтересован в том, чтобы нейтрализовать и запугивать активистов именно Лукашенко. Он этим занимается внутри Беларуси. Он организовал кампанию террора. За последние несколько недель были уничтожены более 50 НГО, более 10 правозащитных организаций, закрыто несколько десятков медиа, национальных и региональных. И тысячи людей каждый месяц выезжают из Беларуси, убегают от КГБ. Поэтому, конечно, смерть Шишова можно рассматривать в рамках кампании запугивания оппонентов Лукашенко. Совсем недавно лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джозефом Байденом. Можете ли вы поделиться итогами этой встречи, к чему пришли? И есть ли у вас информация относительно готовности Соединенных Штатов Америки вводить санкции против Беларуси, а именно против режима Александра Лукашенко? Да, вы правильно сказали про санкции против режима, не против Беларуси. Мы постоянно говорим, что санкционируйте режим, помогайте белорусам. Светлана Тихановская встретилась с секретарем Блинкеном, с президентом Джозефом Байденом, а вчера с Борисом Джонсоном в Лондоне, премьером Великобритании. И везде шел разговор о помощи гражданскому обществу, которое терпит преследование режима, особенно о помощи релокантам, помощи СМИ, чтобы они могли продолжать работу, и санкции против кошельков режима, госпредприятий, которые связаны с Лукашенко. Санкции — это, возможно, единственный, самый сильный инструмент, который демократические страны могут применить против Лукашенко, чтобы изменить его поведение. Но очень важно, чтобы санкции были всеобъемлющими, чтобы в них не было лазеек, и чтобы к ним присоединились 5 главных игроков. Это Евросоюз, Великобритания, США, Канада и Украина. Насколько, на ваш взгляд, сегодняшний западный мир готов вводить более серьезные санкции против режима Александра Лукашенко? Ведь тот пресловутый 4-й пакет санкций Европейского Союза оказался намного слабее обещанного, а Соединенные Штаты Америки до сих пор не ввели более жестких. Почему так происходит? Ну, я не знаю, кто ожидал, но секторальные санкции, которые ввел Европейский Союз, беспрецедентны. Это вторые по мощности санкции после санкций против России. И такие санкции в такой короткий срок Евросоюз никогда в истории не вводил. Практически все стратегические сектора, которые контролируются Лукашенко, его семьей и пособниками, они были затронуты. В них осталось пару лазеек. Именно в нефтесекторе и в калийных удобрениях, экспорте в Евросоюз. Но их легко закрыть. Их закроют США, их закроет Британия. Есть решительность. После попытки захвата спортсменки Тимановской в Токио, после вот этого кризиса с мигрантами на границе с Литвой, ну и в конце концов с этой ситуации с Шишовым, я думаю, что этой уверенности у западных стран станет намного больше. Скоро уже будет год со дня сфальсифицированных результатов выборов президента Беларуси. Вот прошел год. Беларусь находится в тяжелой ситуации, в тяжелом политическом кризисе, и в связи с санкциями мы видим, что и в экономическом. Куда Лукашенко ведет
Беларусь. Как вы видите дальнейшее развитие событий? Кризис беспрецедентный. Формат, масштаб репрессий Европа не видела последние полвека. И если это будет продолжаться, то Лукашенко загонит страну в бездну. И единственный выход из этого кризиса – это новые выборы. Да, он пробует каким-то образом выиграть для себя время, предлагает какие-то конституционные реформы, создает какие-то всебелорусские собрания, но это не решает кризиса. Пока не будет демонтирована диктатура, диктаторский режим Лукашенко, кризис не решится. Поэтому я думаю, что нам самое важное сейчас – это продолжать давление на режим, создавать множественные точки этого давления, чтобы заставить режим или пойти на уступки, или пойти на разговор, на диалог с теми группами внутри режима, которые готовы разговаривать. Мне нету наивных надежд, что Лукашенко пойдет за стол переговоров. Это человек, который не видит себя не у власти. Но есть много людей внутри режима, которые все больше и больше разочаровываются в Лукашенко и ищут для себя пути выхода. Дякую вам дуже. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Франок Вечорка был з нами на прямому зв'язку. Радник з міжнародних відносин лідера Демсіл Беларуси Светланы Тихановской. Пане Александр, действительно, самое логичное объяснение, наверняка понятное. Многие белорусские оппозиционеры, европейские парламентарии уже высказались относительно того, что это работа, а именно убийство Шишова, белорусских спецслужб. А могло ли, на ваш взгляд, его убийство инспирировать Федеральная служба безопасности РФ для того, чтобы загнать Александра Лукашенко в еще более серьезную зависимость от Кремля? Мы знаем, что в последнее время он хоть как-то, но пытался маневрировать от России, он не принял делегации во главе с коллаборанта Аксенова. Несмотря на давление со стороны Кремля, он отказался признать оккупацию Крыма и так далее. Или же ФСБ России, КГБ Беларуси, это в принципе одно и то же, и действия. Мне кажется, вы где-то уже правы как раз вот в третьей части своего вопроса, потому что действительно спецслужба КГБ, она так или иначе интегрирована под спецслужбы Российской Федерации, поэтому в данном случае я думаю, что большой разницы, по большому счету, уже нет. Это КГБ Беларуси или это сетка, которая здесь работает от Российской Федерации. Возможно, это какая-то совместная спецоперация, потому что в этом убийстве я вижу единственный мотив, и этот мотив именно как раз для того, чтобы запугать, первое, граждан Беларуси. Второй момент – политическую элиту, которая находится не только в Украине, а и в странах Европейского Союза. И мне кажется, у них пока что это уже как бы получается. То есть, потому что я боюсь, что это, наверное, может быть не последняя жертва. И даже вот по реакции друзей господина Шишова я в принципе вижу, что ребята где-то даже растеряны. Мне такое ощущение. Но тем не менее, такая судьба, придется бороться в этом случае. Мне кажется, а как дальше? Вот куда ведет Беларусь Александр Лукашенко и его режим? Как то, что я вижу, это тихая аннексия Беларуси именно как федеральный округ Российской Федерации. Вот выглядит именно сейчас это так. Блокирование государственных границ. Причем вы же видите, что Лукашенко сейчас блокирует выезды, въезды в свою страну, то есть со стран Балтии, со стран от нашей стороны. То есть, а это в ближайшей перспективе может свершиться аншлюс Беларуси или как? Смотрите, вот если конъюнктура политическая не поменяется, то достаточно будет 5 лет, чтобы этот процесс состоялся. А что вы имеете в виду под международной конъюнктурой? Это давление, санкции? Политическое, это не только санкции, это поведение и позиция России. Но дело в том, что Россия в этом заинтересована. Если бы не было бы у Лукашенко такой поддержки со стороны Путина и Кремля, в целом, поверьте, он уже давно бы не был бы президентом. И, скорее всего, бы тут бы два момента. Либо он ушел бы демократическим путем, вы правильно вспомнили, в том, что это самый такой проголошенный президент, да, то есть он нелегитимный с точки зрения как поддержки граждан, так и результатов выборов. Но тем не менее, либо демократическим путем, либо это был бы все-таки вот этот митинг, который, то есть вот эта акция протеста, которая была в прошлом году, она бы была бы более
активно, потому что даже вот эти правоохранительные органы, может быть, бы себя бы вели бы чуть по-другому, потому что, понимаете, когда вот работают санкции, все равно работает и дипломатия. Тогда вы ищете возможных союзников даже в правительственных кабинетах. Поверьте мне, люди, это мэры городов, это те же депутаты, не все под одну гребенку считают и готовы поддерживать до конца своей жизни Александра Лукашенко. Поэтому думаю, что можно было бы эту революцию реализовать. Но учитывая то, что российские войска все-таки на территории Беларуси находятся не первый десяток лет. Второй момент, вы опять же своим вопросом как бы подчеркнули в том, что КГБ, хоть это как бы и белорусская КГБ, там своя методика, своя агентура, но тем не менее она интегрирована под ФСБ России, поэтому я думаю, что проблема с Беларусью намного сложнее, чем мы даже можем себе ее сейчас представить. Потому что лично у меня... А какие это угрозы несет для нашей страны? Для нашей страны это, опять же, это возможность, опять же, это провокация на границах. Так. Вы же помните, да, несколько дней назад Лукашенко как бы сделал такое как бы заявление, что если будут какие-то там беспорядки или какие-то угрозы, он будет просить Путина, то есть как бы вводить войска. Вводить войска. Это уже по существу то, что я говорю, это уже по факту легитимизация процесса аншлюза. То есть это уже действительно, это мы уже являемся свидетелями. И естественно, для нас это вызов, это задача номер один, это укрепить наши границы, блокпосты и, естественно, каким-то образом уже пробовать, стену мы не построим, но какие-то точки для того, чтобы наши граждане даже не попали под провокацию, потому что они были и раньше, когда где-то на территории, возле своей границы, в том или другом поселке, или это Ровенская область, Волынская или Черниговская, очень часто были случаи, когда наши граждане попадали в руки пограничников белорусских или белорусских спецслужб, и потом нам приходилось как государство их вытягивать с тюрьмы. А как вы считаете, убийство Виталия Шишова на территории Украины – это провал спецслужб Украины? Знаете, я могу сказать, что это недоработка в любом случае, потому что люди такого характера или такой занятости, да, то есть он как бы приехал все равно как политический беженец, назовем так. Хотя политического убежища он в Украине, я понимаю, не просил. Он самодостаточный человек, зарабатывал в сфере, он работал в IT, насколько мне уже известно, да. Но тем не менее, когда он создал вот этот белорусский дом, то есть чтобы помогать своим согражданам, да, то есть в данном случае это политическая акция, я считаю, что наши спецслужбы должны были бы его где-то там мониторить. Дело в том, что он не просто помогал своим согражданам, он занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси в Украине. Поэтому я считаю, что люди такого характера должны быть на учете наших спецслужб и, более того, должны получить охрану. Этого не было. И то, что я вчера слышал со стороны полиции брифинг, что никто как-то к ним не обращался, это, честно говоря, не совсем аргумент. Понятно, как-то оно сгладится в данном случае, но мне кажется, даже это убийство сейчас, и СБУ, опять же, и полиция, они сейчас должны в ближайшие дни провести не только расследование, а как бы консультации с тех, кто занимается той же верификацией, кто входит в белорусский дом, для того, чтобы максимально обеспечить охрану этим людям. Это первый момент. Но опять же, я хочу напомнить, что мы говорим об успешной спецоперации чужой для нас спецслужбы. И для того, чтобы полностью не критиковать наши спецслужбы, я просто хочу напомнить, что в том же Лондоне были случаи, да, то есть когда... Березовский, Литвиненко. Литвиненко, то есть вы понимаете. То есть в данном случае там вроде бы все покруче, чем у нас, но тем не менее даже и у них есть такие провалы. К сожалению. Я предлагаю перейти к следующей теме, которая также частично касается Беларуси. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не считает
возможной организацию очной встречи в Минске до тех пор, пока действуют карантинные ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович. Наразі карантинні обмеження через COVID-19 українська сторона сприймає всерйоз і не вважає можливою організацію очної зустрічі. Тим не менш, ми почули позицію російської сторони, ми її обговоримо на рівні глави делегації, на рівні МЗС і ухвалимо відповідне рішення до моменту наступного засідання тристоронньої контактної групи. Це 26 серпня, ще є цілий місяць. Ми своєчасно повідомимо наших партнерів. Я напомню, что недавно представители российской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступил за очное заседание в ТКГ. По его словам, это помогло бы повысить результативность переговоров. Не думаю, что это именно тот аргумент. Вообще, насколько можно проводить очное заседание в Минске, в Беларуси, так вы понимаете, где что мы не признаем власть и режим Александра Лукашенко? Вот поэтому Россия и господин Грызлов делает на этом акцент. То есть это же, уловка. опять же, конечно, потому что если вы туда приедете, это, опять же, вы уже легитимизация Лукашенко, так к чему эти санкции и так далее. А если вы же не хотите, то мы же говорим, то есть, вот смотрите, наши встречи не результативны. Так они же не результативны только по одной причине, потому что России невыгодно заканчивать войну на востоке Украины. Ну, все очень просто. И да, господин Арестович, он дипломатически как-то увиливал, но мне кажется, что его прыть позволяет говорить все-таки вещи своими именами. Он все-таки должен называть вещи, как мы называем. Мы не поедем в Минск, да пока там не будет, опять же, избран президент. Куда ехать? С кем тут общаться? То есть кто нас будет принимать, условно, да? То есть это парламент Беларуси еще как-то можно, да, условно. Но если это президент, которого мы не признаем и не признают весь мир, кроме Российской Федерации, это не наше. А есть ли сегодня какая-то альтернатива минсковой площадке? Я не вижу проблем вообще в площадках. То есть потому что, как показывает практика, тот же Zoom-конференция, которая устраивает почти каждый второй день и так далее. То есть для того, чтобы решить тактические рабочие вопросы, этого достаточно вполне рабочей группы. А если мы говорим о процессе Она каком-то... решает тактические вопросы? Иногда. Очень редко, то есть по обмену, скорее всего, не более. Потому что, когда мы говорим о каких-то... Которого давно не было, кстати, обмена. Да, а так нет, потому что, опять же, есть геополитические интересы России, и понятно, что люди, которые там принимают со стороны России, опять же, там же постоянные провокации. То есть пробуют включить в рабочие группы тех, условно, кого Украина не признает. Так вы, господа в Кремле, определитесь, если это ваши граждане, тогда говорите, это наши представители, граждане Российской Федерации, они будут представлять, условно, вот эти ДНР, ЛНР, как мы их называем, террористические организации, или квазиреспублики. Но тогда мы понимаем, что это граждане России. Тут же совсем другая история. Хотя это реально уже, мне кажется, что это тоже граждане России, потому что паспортизация, которая проходит на оккупированных территориях Донецка и Луганска, она говорит о себе. Нормандский формат спасти можно? Не вижу смысла. Просто не вижу смысла, потому что давайте опять же исходить из конечного итога, что хочет добиться Россия. Во-первых, она хочет закрыть вопрос по Крыму. То есть для них это же ключевой вопрос, поэтому они развязали войну на Донбассе. Дальше, для того, чтобы Украина не смогла дальше педалировать вопрос по Крыму, они предлагают вот эту формулу, Штайнмайера, это некий алгоритм, но там суть в следующем. Дать особенный статус вот этим квазиреспубликам. Состояние на сегодня квазиреспублики, которые имеют условно свои парламенты, правительства, то есть и дальше, плюс какие-то там министерства внутренних дел, да, то есть милицию назовем так, те ребята, понятно, которые там стреляют. И это мы должны как-то легитимизировать. Но давайте на минуточку представим, что украинский парламент на это пошел. Что начнется в Украине на всей другой территории? Протесты. Да, не только протесты. Когда протесты ничем не закончатся, волна сепаратизма поднимется во Львове. Я вас уверяю, это будет.
в Закарпатье, потому что все другие начнут говорить, подождите, у них особливый статус, а почему у нас не должно быть? То есть на это рассчитывает Россия. И поверьте, найдутся силы политические и финансы, чтобы эту волну раскачать. Ну, я уже молчу. Так в Закарпатье они раскачивают уже эту тему. Да, ну, поверьте, вот для многих, опять же, Львов станет неожиданной неприятностью. Сам со Львова я чуть-чуть как бы ориентируюсь в тех же настроениях, которые там тоже имеют место быть на самом-то деле. И таким образом есть большой риск, что Украина может утонуть в неких гражданских противостояниях. Это уже реально может быть гражданская война. И чтобы из этой ситуации выйти, опять же, выйдет некий Медведчук, а может он сам лично говорит, ребята, я же вам сколько говорю о референдуме, давайте проведем референдум, и мы станем государством, проведем федерализацию. Понятно. Вот, это я вам рассказываю то, на что Россия уже давным-давно просчитала и почему они на этом и стоят. Но так или иначе мы понимаем, что никто имплементировать формулы Штайнмайера на данном этапе в украинское законодательство не будет. Ну, пока нет. Пока, слава богу, в парламенте нет количества, даже 226 голосов. Тогда к чему мы приходим? Вот сохранение статуса кво нынешнего, это наиболее сейчас выгодный вариант для Украины? Мы пока вот этот что, процесс, смотрите, который мы играем. давайте мы пока что оттягиваем, насколько можно оттянуть это время. В любом случае. Но для меня сейчас открытым вопрос, какая будет президента Украины после встречи с Байденом, учитывая, что наши западные партнеры такие демонстрируют нам некий цинизм экономический, там, политический. Я не стану отбрасывать, что встреча может пройти и не без сюрпризов и для нас. Например, что может произойти на встрече? Когда тот же Байден, как и Меркель, скажет, ну, вы должны подумать, как все-таки исполнить вот Минск, имплементировать формулы Штайнмайера. Вы должны как-то... А в чем здесь интерес США? У них Почему об этом говорит Германия, понятно, а зачем это США? А у них вопрос с Китаем. У них геополитика чуть другого уровня, и они, поскольку конкурируют с Китаем, то есть позиция России им очень интересна. И второй момент, после правления Трампа, то есть сейчас Байден должен идти на некие уступки своим западным европейским партнерам, точнее нашим западным европейским партнерам, для того, чтобы вернуть некое присутствие Америки в интересах Европейского Союза. То есть тут тоже тот момент, который мы должны учитывать. Поэтому, если помните, я в свое время, кстати, вот этот алгоритм, который я предложил, как нам имплементировать формулу Штайнмайера, скажем, присоединить тему, условно, проблему Донбасса и Крыма в одно юридическое целое, да, и таким образом говорить, что теперь, ребята, мы должны эти территории вернуть в одним пакетом. Я думаю, что этот вариант, который мы можем себе позволить, и я бы очень хотел, чтобы на крымской платформе хотя бы вице-премьер, хотя бы где-то между строк об этой идее как-то озвучил. Потому что, мне кажется, наша большая ошибка, то, что мы оккупированные территории, вот повелись на то, что нам бросила Россия, то есть вот эта война, а вот это наша территория. Нам, опять же, оккупация Крыма и оккупация Донбасса, вот этой части, вот этих районов, оно должно быть в одном приоритете на самом-то деле, потому что и там граждане, и там граждане. Там политический и геноцид идет, и там идет геноцид. Просто разница только одно, что с территории Донецка и Луганска еще стреляют. Вот тут как раз единственная так разница. В Крыму похищают, убивают, сажают. Да, сажают, убивают и так далее. Опять же, это наши граждане, и мы должны на этом вопросе артикулировать внимание. Крымская платформа, вы затронули эту тему. Да. Я предлагаю продолжить и обсудить, остановиться, обсудить несколько вопросов по этой теме. Украина не сможет ежегодно проводить мероприятия такого масштаба, как нынешний саммит Крымской платформы. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джипар. Вот ее цитата. Президент дуже хоче, щоб цей формат був щорічним. Ясно, що такого ресурсу, такого рівня і масштабу заходи робити щорічно не є можливим. Але ми будемо думати, як і куди паркувати Кримську платформу. Можливо, це буде високий сегмент в рамках ООН щовересня. Тому будемо думати над форматами.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице Twitter сообщил, что еще одна страна присоединилась к участию Крымской платформы. Цитирую: «Только что получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31 и пошло на 4-й десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма». Правда, какая именно страна присоединилась еще к Крымской платформе, глава украинского внешнеполитического ведомства не сообщил. 31 страна и международная организация – это хороший уровень? Неплохой для начала. Дальше, опять же, тот же вопрос, давайте мы эту платформу запустим, сверим часы, как называется, в политических позициях, а дальше начнем вырабатывать. Ну а как вы считаете, вот как бы должна была отыграть свою роль Крымская платформа? Что бы являлось успешным вариантом ее развития? Это политически информационная площадка. Сама по себе Крымская платформа напрямую никак не решит вопрос с Крымом. Это должны понимать все. Это А что напрямую решает вопрос Крыма? Есть два способа. Либо Россия уходит под давлением экономических, политических санкций, либо военный путь. Но разве Крымская платформа как раз не может отрегулировать вопрос ужесточения санкций против России? Я думаю, что это один из моментов, это должен быть один из моментов. Это то, что я называю сверить часы. В политическом понимании, если это будут страны Европейского Союза, это уже формируется повестка дня. Второй момент, я считаю, условно, что о Крыме должны говорить не только на Крымской платформе. Крымская платформа – это наработка именно коммуникаций, межправительственных связей дальше. Но и главная информационная часть. К примеру, вы ведущие канала АТР, да? Я считаю, что, к примеру, на уровне правительства должно быть предложение, чтобы вы могли ездить в тот же Америку, в тот же Евросоюз, выступать на местном телевидении, Германии, Канады, если мы говорим Нью-Йорка, и рассказывать о Крыме, о проблеме и так далее. Таким образом, быть частью информационной кампании, чтобы простые зрители тоже понимали, о чем идет вещь, а не только руководствовались словами своих политиков. И очень часто, когда информацию не получают искаженная даже от, скажем так, популярных европейских информационных агентств. Для этого созданы экспертные группы Крымской платформы и межфракционные группы, межпарламентские. Да. Но чем больше нас будет, опять же, чем больше будет принимать участие по освобождению Крыма даже из Украины, тем лучше для нас. То есть тут точно лишних людей не бывает. Это моя такая позиция. И Крымская платформа, она должна стать неким таким началом. Да? То есть это платформа, которая будет, конечно, держать на повестке дня, но тем не менее актуализировать вопрос о вопросе Крыма, я считаю, это должно быть это на каждый день. И смотрите, еще одно решение, которое я бы хотел, чтобы наши правители вышли. Смотрите, до аннексии Крыма работал все-таки Крымский парламент. Мне кажется, что нужно провести выборы хотя бы на уровне, на контролированной части Украины. Сейчас избрать парламент, да, это будет, как говорится, уряд в экзиле. Парламент или правительство? Сначала парламент, а потом правительство. И эти институции должны работать на контролируемой территории Украины. Здесь должны быть ваши представители, которые станут официальными представителями Автономной Республики Крым. Этот шаг мы должны сделать. И чем быстрее мы это сделаем, то есть и таким образом поставим вопрос, есть Крым согласно Конституции Украины. Потому что прокуратура Крыма работает же? Работает. В Херсонской области, насколько я не ошибаюсь. Так почему мы правительство и, опять же, Крымский парламент не можем сейчас возобновить ее работу, хотя бы даже, пускай она работает в Киеве или в Херсонской области, эта институция, и изберутся представители крымско-татарского народа. И будут легитимно представлять интересы оккупированных, да, но Автономной Республики Крым. А как это повлияет на деоккупацию Крыма? Политически это уже другой уровень. Представьте себе, вы депутат Автономной Республики Крым. Это статус, опять же, гарантированный Конституцией Украины. Это уже, когда вы условно приедете в Ассамблею ООН или даже ПАРЕ с парламентской
делегация, у вас же уже является, вы имеете свой официальный статус, с которым должны считаться. Это уже давление политическое. Ну, естественно, Россия это уже будет неприятно. Опять же, это смотрите, когда мы воюем, мы должны использовать все инструменты, которые у нас есть в руках. Я считаю, что пока что мы даже половину этих инструментов не используем. За все 7 лет. Возвращаясь к Крымской платформе, на ваш взгляд, участие каких стран наиболее эффективно повлияет на ее работу? Европейских, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки, Канада, Австралия, Китай. Китай? Китай, конечно, мог бы быть, но если будут Но американцы... наивно полагать, что Китай приедет на Крым. Конечно, что не приедет. Но вы же спросили, кто эффективно. Я считаю, что это будет один, потому что когда мы окружим Россию со всех сторон, это уже будет один из инструментов хорошего давления. Учитывая, что это будут 30 стран, опять же, Америка пока что дала представителя не совсем большого уровня. Министра, да. Давайте хоть, маем то, что маем, как говорил Леонид Макарович Кравчук. То есть будем пользоваться и этим. Турция важный участник? Конечно, однозначно. Я считаю, что Турция один из главных таких, скажем так, фаворитов, который может этот вопрос держать, скажем, на геополитическом уровне. В этом плане я думаю, что мы с Турцией должны быть однозначно партнерами. Более того, как показывает практика, защитить даже, скажем, крымчан, именно крымско-татарский народ, вот помните, да, когда был обмен. Чайгозумеров? Да, все-таки Турция в этом плане имела больше вес, чем Украина. Дякую вам дуже, пане Олександр. Дякую вам. Чохсаг, у нас Олександр Антонюк, політичний аналітик, політтехнолог, був гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наши эфиры. Коршкинч. Найсильніші курешисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвяченому Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команди з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Міжнародний турнір відбудеться 8 серпня о 13:00 у Палаці спорту «Венето Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11В. Вхід вільний. Трансляцію «Курєш» дивіться наживо на телеканалі АТР. Даян Кырымым. Біраз да сабыр еле. Ирадең бұйық. Қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Даққа якебе сусып тұрсаң біле. Даян. Тыш сылып. Юмруқларыны топла. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер жоқтыр. Кетежеклер. Теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң. Сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз. Доз душманың биян oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım,
Картал қалқын қанат яярмыз. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелакет? Асыл фелакет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз, эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз шықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз, эфенділер. Ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Впродовж 4 засідань так званий таємний свідок дає геть різні свідчення. У Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону, розглядали справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. У підгрупі Османа Арифметова, Яшара Муєдзінова, Рустема Шейхалієва, Енвіра Аметова та Руслана Сулейманова продовжили допит свідка, який назвався Рамазановим. Він, за словами адвокатів, дає суперечливі свідчення, на викривальні питання не відповідає та не каже, звідки бере інформацію. Захист припускає, що так званий Рамазанов навіть не знає бранців, співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар, звинувачених у тероризмі. Кажуть, це латиш Костянтин Тумаревич, який живе у Бахчисараї. І хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язнів пізнали його за картавою вимовою.
На те вопросы, которые бы изобличали его вот именно в сообщении суду и остальным участникам процесса ложную информацию, свидетель, как обычно, отвечая на эти вопросы ответами «не помню», «не знаю», «забыл» и тому подобное. То есть те вопросы, которые касаются объема предъявленного обвинения, именно конкретно тех действий, в которых вот, мы полагаем, что незаконно и необоснованно обвиняются наши подзащитные, у нас свидетель не смог дать аргументированные ответы. В том числе свидетель не может пояснить істочник своєї освідомленості. В камерах ростовського СІЗО, де тримають бранців, створені фактично умови катівні, повідомляє адвокат Олексій Ладін. При температурі до 37 градусів у приміщеннях тримається нестерпна задуха. Через це бранцям стає зле. Осман Арифметов пояснил мне, что у него постоянно скачет давление, ну то есть повышается давление от такой непереносимой атмосферы. Он, конечно, пользуется медицинскими препаратами, которые передали ему родственники. Тем не менее, никто из ребят духом не падает. Передают всем большой привет и слова благодарности всем тем, кто за них переживает и поддерживает их. Стан 64-річного Зікерії Муратова, ураженого пневмонією, оцінюють як середньої тяжкості. Про це розповіла адвокат Емінія Вамілєва. Окупанти затримали його влітку минулого року в Алушті і через причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі. Адвокат поспілкувалася з начальником медсанчастини Ростовської лікарні. Ковід в Муратова не діагностували. Він перебуває в палаті інтенсивної терапії з низькою сатурацією легень. Але динаміку лікування керівництво санчастини називає позитивною. Кажуть, бранець самостійно пересувається палатою та часами дихає через концентратор, а реанімації не потребує. За словами адвоката, окрім лікування пневмонії, триває профілактика інших захворювань. Они также диагностировали и выявили у него наличие гипертонического заболевания, это высокое давление артериальное. Также мы указали на то, что у него имеется ряд хронических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом, с опорно-двигательным аппаратом. И, естественно, при наличии высокого давления, будем говорить так, сопутствующее диагностирование и соответствующее лечение очень важно, поскольку при таком уровне сатурации и при таком диагнозе состояние здоровья вызывает большое опасение. Російські окупанти обстріляли позиції українських захисників біля 8 населених пунктів. Неподалік Широкиного, Водяного та Авдіївки били 82-ми мінометами, а в районі Світлодарська, Золотого 4 та Луганського ще й з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В українському війську без втрат. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає. Станом на 7 годину ранку 4 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. На постах спостереження біля межі з окупованим Кримом тренувалися українські десантники. Про це повідомляють у командуванні Об'єднаних сил. Зазначається, що під час навчань відпрацювали посилення позицій підрозділами резерву. Бійці за задумом, діставшись рубежів, знищують живу силу ворога за підтримки артилерії. При цьому військовослужбовці долали складні перешкоди та займали оборону за різних умов місцевості. Досвід, який отримали військовослужбовці в ході антитерористичної операції та в ході операції Об'єднаних сил, показав, що особиста підготовка кожного військовослужбовця та навченість підрозділу в цілому є запорукою високого рівня бойової готовності та захисту життя побратимів. Кучугури вище людського зросту, нестерпний сморід та рої мух. Жителі окупованої Керчі скаржаться на сміттєві завали на вулицях міста і навіть записали відеозвернення до окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова. Такі краєвиди фільмують керчани з різних районів міста. Непотребом, гілками та відходами з горою завалені сміттєві майданчики. Часами люди втрачають терпець через бездіяльність комунальників та підпалюють сміттєві завали. Кажуть, в занедбаному
забрудненості міста винна підрядна компанія з вивезення сміття «Крим Екоресурси». Та бідкаються, що окупанти перетворили прибережне місто на захаращене звалище. Також бояться розповсюдження небезпечних хвороб. Жужжание мух вы не представляете какое. Как же можно допустить было до этого? И как дальше с этим бороться? Нас никто не слышит, понимаете? Никто. Что нам делать? Ну так дальше нельзя. Мы боимся коронавируса. Ребята, да придет холера. Нам коронавирус сказкой покажется. Он для нас раем будет. А это что делается? Вы посмотрите. По дороге машины ездят и давят уже этот мусор. Его складировать некуда. Нью-Йорк стане першим містом США, де в ресторани, спортзали та розважальні заклади пускатимуть тільки вакцинованих від ковід. Правило стосуватиметься і клієнтів, і працівників. Влада мегаполісу стверджує, що це допоможе стримати поширення дельта-штаму коронавірусу. Я оголошую новий підхід під назвою «Ключ до Нью-Йорка». Уявіть собі, вакциновані люди зможуть дозволити собі будь-які розваги, доступні в цьому місті. Згідно з правилом, людина повинна бути щеплена хоча б однією дозою вакцини. При цьому негативний ПЛР-тест не дасть права входу у ці заклади. Для мене це найпростіший шлях. Так ми будемо в безпеці і знову зможемо об'єднатися. З одного боку, мені це не подобається, але думаю, охорона здоров'я суспільства важливіша всього іншого. Якщо хтось хоче вакцинуватися, то у нього є таке право. Також має бути право не вакцинуватися. Людина повинна сама обирати. Я щепилася, але думаю, що не маю права вказувати іншим, вакцинуватися їм чи ні. Правило набуде чинності 16 серпня. За офіційними даними, приблизно 60% жителів Нью-Йорка зробили щеплення хоча б однією дозою вакцини. У цілому, за час пандемії у місті виявили понад 2 мільйони 200 тисяч випадків COVID-19. Померли 54 тисячі людей. Батьківщина небезпечна для життя. Ще троє білоруських спортсменів залишають країну. Тренер з гандболу Константин Яковлєв виїхав до України. Відомо, що він брав активну участь у протестах проти режиму Лукашенка та навіть відсидів 15 діб в ізоляторі за це. Легкоатлети Андрій Кравченко та Яна Максимова залишаться в Німеччині. Кравченка в Білорусі також затримували на одному з протестних маршів. Тоді його заарештували на 10 діб. А білоруська бігунка Христина Тімановська вилетіла з Японії до Австрії. Раніше вона планувала відправитися до Варшави. Уряд Польщі надав їй гуманітарну візу. Однак дипломати змінили її рейс з міркувань безпеки. Тімановська зможе отримати в Польщі політичний притулок. Її чоловік уже виїхав з Білорусі до України. Однак сама Тімановська в інтерв'ю німецькій газеті сказала, що рішення не пов'язане з політикою і в майбутньому хоче повернутися до Білорусі. На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике. Я лишь высказалась только о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Скандал розгорівся після того, як Тімановська у соцмережах розкритикувала тренерів своєї збірної за те, що вони поставили її на естафету 4 по 400 метрів. До такої дистанції вона не готувалася і на Олімпіаді мала бігти 200 метрів. Згодом спортсменку намагалися силою відправити до Білорусі. Однак на литовищі Токіо вона звернулася за допомогою до поліції та представників Міжнародного олімпійського комітету. Її супроводжували до посольства Польщі. Міжнародний олімпійський комітет готує свій вердикт. Тімановська ж каже, що сподівається продовжити спортивну кар'єру і взяти участь щонайменше у 2 майбутніх олімпіадах. Однак яку країну вона на них представлятиме, поки невідомо. Хоч і повернувся без медалі, все одно чемпіон. З такими словами зустріли учасника Олімпійських ігор в Токіо Лінура Тємірова, його вболівальники та співвітчизники. Разом продовжують спостерігати за змаганнями, які тривають в Японії. Там борці Парвіз Насібов завоював срібло, а Жан Беленюк приніс перше золото в скарбничку збірної України. Не дати!
Лінур Тіміров у першій сутичці переміг борця з Узбекистану, а у другій – вірменина. Але вже у третій сутичці поступився суперникові з Японії. У поєдинку за бронзу, попри рівний рахунок, судді віддали перемогу супернику з Китаю, оскільки кількома місяцями раніше запровадили нові правила. Ребята все говорят, мы считаем тебя чемпионом, эта медаль была твоя. Потому что, правила такие, мировой спорт, да, он постоянно любит делать разные там подножки спортсменам, можно так сказать. И буквально 3 месяца назад там были другие правила, по которым бы наша схватка оценилась бы в мою сторону. Ісмет Салієв Лінуру Тімірову як батько. Він його тренує 6 років. Так разом вони вже чверть століття. Ісмет Салієв виховав 3 майстрів спорту міжнародного класу. Каже, наразі результат Лінура Тімірова найкращий. Він у 2012 році брав участь у Лондонській олімпіаді, а цьогоріч гідно представив Україну на іграх у Токіо. Достойно вышел, показал, проявил характер, все. Да, он сделал свои коронные приемы, и не один он прием применил и выиграл титулованных там призеров Олимпийских игр там. Вот. На чемпионате мира он ему проигрывал за выход в финал этому Тажмурату, да. Вот. А в этот раз он его 5-0 выиграл. Это первая встреча. Это было для меня емоціонально для нього підйом. Дружина Лінура Лінара приїхала з Криму, щоб зустріти чоловіка. Вдома чекають 2 дітей. У Криму збиралися всією родиною і, затамувавши подих, дивилися кожний поєдинок Лінура. Смотрели все у нас в доме. Родные, близкие, тети, дяди, братья, сестры. Более 30 человек. Только у нас это в доме. А так в основном по всему Криму. Главное, что было здоровье. Для нас это чемпіон. У сучасній історії кримсько-татарського народу після повернення з депортації результат Лінура Тімірова вважається найкращим. Алімдар Білялов Лінура знає з дитинства. З маличку Лінур тренувався у Судаку, а Алімдар у Старому Криму. Тому часто зустрічалися на змаганнях. Линур Тимиров на сегодняшний день очень высокий уровень показывает борьбы с технической точки зрения, с физики, да, которая у него есть, и профессионализма. Да. Олимпиада прошла. Для нас, для народа он всегда чемпион и будет им. Всю Олимпиаду, все схватки у него проходили в активной позиции, он никогда в пассив не уходил. За словами віце-президента Федерації спортивної боротьби Криму Імрана Усіїнова, участь Тімірова в Олімпіаді згуртувала народ та заохотила до спорту. Люди, которые никогда не интересовались борьбой, писали мне: «Имран, где можно посмотреть трансляцию?» Я удивлялся, мол, и ты будешь смотреть борьбу? Действительно, спорт объединяет. Как по мне, у крымских татар началась новая олимпийская эра. Такое яркое выступление на Олимпийских играх – это уже победа. Лінур Тіміров не засмучується і знову готується повернутися на олімпійський килим. У меня есть желание дальше участвовать на Олимпийских играх следующего цикла, тем более они скоро уже начнутся. Возраст мне как бы еще позволяет, и я готов дальше сражаться. И побывать сейчас еще раз на Олимпийских играх в Токио, оно, как я уже говорил, как наркотик. Хочется вернуться и еще раз забрать эту медаль. Пока есть возможность, почему бы нет? Я смотрю по его настрою, он пока не добьется медали на Олимпийских играх, он, по-моему, уже настроен на следующие Олимпийские игры. Лінур каже, жити в Криму та готуватися до змагань на материковій частині України, відриваючись від родини, дуже проблемно. У меня нет крыши над головой элементарно. Я в Киев приезжаю, и здесь я нахожусь как абы там, друзья, там, тут тренировка, 2-3 дня пробыл, опять сборы, и здесь перекантовался. И, то есть у меня нет крыши над головой. Хотя у меня 2 ребенка, жена, у меня есть семья, которую я люблю и не хочу не расставаться надолго. И, во-первых, я готов даже перебраться сюда полностью, в Киев.
Лінур Тіміров разом з тренером повертається до Криму. Там на нього чекають родичі, діти та друзі. Каже, після перепочинку готовий почати підготовку до наступних Олімпійських ігор. Мріє привезти до Криму олімпійське золото його не залишає. Найсильніші курешисти зберуться в Києві на турнірі з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш», присвяченому Міжнародному дню корінних народів. Борці з різних міст України, велика команда з окупованого Криму, команди з Румунії, Туреччини та Туркменістану поборються на київському килимі. Міжнародний турнір відбудеться 8 серпня о 13:00 у Палаці спорту «Венето Спорт» за адресою Героїв Севастополя, 11В. Вхід вільний. Трансляцію «Курєш» дивіться наживо на телеканалі АТР. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы по теме «Нам важен ваш голос». Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И подписывайтесь на наш Patreon. Таким образом, ваша поддержка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. А этот блок я хочу начать со следующих новостей. Госдеп заявил, что Соединенные Штаты Америки будут внимательно следить за расследованием смерти руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс. Давайте его послушаем. Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну загибель пана Віталія Шишова. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причини його смерті. Председатель Европейской внешнеполитической службы Жозеф Боррель прокомментировал сообщение о смерти Виталия Шишова. Как отметил Боррель, он шокирован новостью о том, что активиста нашли повешенным. Шокований повідомленнями про те, що білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у Київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресії режиму Лукашенка. Вдячний українській владі за широке відкриття розслідування обставин його смерті, у тому числі його можливого вбивства. Потрібно здійснити правосуддя. Беллингкет срочно займется расследованием обстоятельств гибели Виталия Шишова. Они уже несколько дней расследовали еще до убийства информацию о том, что агенты российского ФСБ проникли и интегрировались среди киевских и белорусских иммигрантов. Співробітники ФСБ Росії інтегрувалися якось серед опозиційних груп Білорусі в Києві. І ми вже кілька днів розслідуємо це. І сьогодні ми чуємо таку новину. Звичайно, ми всі сили кинемо зараз на розслідування там цього вбивства. Ну, а свою позицию также выразило авторитетное американское издание «Вашингтон-Пост», которое назвало Киев популярным местом для политэмигрантов России и Беларуси. Хоча в останні роки Україна була популярним притулком для багатьох білоруських і російських дисидентів, інші задаються питанням, чи безпечна вона через агентів державної безпеки, які всі колись перебували під єдиним радянським керівництвом. За останні 5 років у Києві були вбиті 2 росіян, які критикували Кремль. Колишній депутат Денис Вороненко в 2017 році і журналіст-розслідувач Павло Шеремет у 2016 році. В обох випадках уряд України назвав однією з версій події причетність Росії. Я рада представить гостя нашей студии Григория Амельченко, народный депутат Украины 2-4 созывов, кандидат юридических наук, доцент, генерал-лейтенант СБУ. Вітаю вас, пане Григорію. Доброго здоров'я всім, і хай лихо і горе обходить кожну годину. Пане Григорию, давайте обсудим ситуацию с Виталием Шишовым, возможную причастность
к его смерти спецслужб КГБ Беларуси, спецслужб ФСБ России. Мы ведь понимаем, что это не суицид? Ну, перш за все, я хочу від імені спілки офіцерів України, почесним головою якого я є, висловити щирі співчуття рідним і близьким загиблого Віталія Шишова. Тим більше, що я його бачив 27 липня біля пам'ятника Шевченка, де разом з білоруськими нашими друзями, члени спілки офіцерів України, інші представники Національно-демократичних сил України відзначали 30-річчя незалежності Білорусі, свято, яке вкрав диктатор, кривавий диктатор Олександр Лукашенко, національний зрадник білоруського народу. Тепер відповідно до вашого запитання. І от що поставити на перше місце? Мене як слідчого і начальника відділу військової контррозвідки, чи політика, який був народним депутатом 5 скликань, членом парламентської асамблеї Ради Європи, і який володіє великим обсягом інформації, проведення різноманітних, не лише інформаційних, а й терористичних актів спецслужбами Російської Федерації за вказівкою Путіна, вбивство неугодних путінському режиму колишніх громадян Російської Федерації. І тим обсягом інформації я володію. Я на перше місце поставлю себе, звичайно, як не політика, а слідчого і начальника відділу військової контррозвідки. Так. І перше, дуже серйозне і критичне зауваження до моїх колег Національної поліції, які провели прес-конференцію, і те, що вони там зробили. А что они сделали? Ну, щойно порушене кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Лише призначені експертизи, всі необхідні для встановлення об'єктивної істини. І в прямому ефірі показують речові докази, які знайдені на місці загибелі Віталія. Я не знаю, кому це прийшло в голову на весь світ показувати речові докази. Не мають права, згідно Кримінально-процесуальним кодексом, якщо порушено кримінальне провадження, ні міністр внутрішніх справ, ні голова Служби безпеки, ні начальник поліції, ні начальник карного розшуку давати дані, встановлені під час досудового слідства. Відповідає за хід розслідування, збереження таємниці слідства виключно одна особа. Знаєте хто? Слідчий, в провадженні якого знаходиться справа. І прокурор, який здійснює процесуальний нагляд. Що, з моєї точки, як професіонала слідчого, як вже зібрались на прес-конференцію, треба було сказати сухо. Порушено кримінальна справа, призначені необхідні експертизи, дані доручення для проведення оперативно-розшукових заходів. В цю групу включені оперативні працівники не лише карного року, а й і на цьому, панове журналісти, наберіться терпіння і більше я вам не дам ніяких відповідей на ваші запитання. Доба не пройшла, як тільки почалось розслідування, і показувати речові докази. Ви розумієте, що, пані Гульсум, таке враження, як то кажуть, як пороблено в Україні. У нас правоохоронні органи стали інформаційними виданнями. Ми вже попроводили прес-конференції по справі Павла Шеремета за участю міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і безпосередньо самого президента. І по іншим справам. І які маємо результати. От я почув... Это все плохо отражается на следствии? Та ви навіть не уявляєте. Ну, приведу приклад. Ви зовсім були маленькими. Мій земляк, мій друг, народний депутат України Вадим Бойко із міста Кременчуга. Я з ним
допомагав йому в розслідуванні зникнення золота партії, партійних грошей КПРС. І він готовий матеріали. І от відбувається подія. В його кімнаті, де він жив, вибухає телевізор, вибухає каністра з бензином, пожар, і він гине. Да. Слідчі не закінчили огляд місця події, а президент України Леонід Кравчук на весь світ заявляє, що Вадим Бойко загинув від вибуху телевізора, пожежі і так далі. Тепер уявіть на хвильку, слідчого, під яким психологічним тиском, пресом, знаходиться, коли президент вже заявив, що він провів розслідування і нещасний випадок. У нас другий приклад. Я вважаю, бо займаємося розслідуванням вбивства В'ячеслава Чорновіла перед президентськими виборами. Ще не проведені експертизи. Щойно закінчили огляд місця події. Міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко заявляє, що Тарас Чорновіл загинув трагічно в автомобільній катастрофі. Як можна робити такі заяви, коли ти міністр внутрішніх справ, ти не маєш ніякого, підкреслюю, відношення до кримінальної справи. І результати. Так от, шановні мої колеги, і в СБУ, і в прокуратурі, і в міліції, і в ДБР, і в НАБУ, які розслідують кримінальні справи. Перестаньте бути інформаційними агенціями. Врешті-решт станьте професіоналами і займайтесь розслідуванням кримінальних справ, які на вас знаходяться в провадженні. Тепер з приводу заяв і Держдепу, і інших відповідальних світових європейських. Чергова стурбованість, чергове заваження. Я б, наприклад, ви знаєте що? Попросив своїх друзів і колег з Сполучених Штатів Америки, а вони ці дані мають, надати українській стороні всі телефонні розмови, які, можливо, велися на території України, у Москві, в Білорусі, за тиждень до загибелі Віталія, так, і після його загибелі. Електронна розвідка дуже легко це все встановлює. І ось оцим можливо допомогти в оперативному плані. А я вот что хотела спросить относительно наших спецслужб. Как работают наши спецслужбы в вопросе обеспечения безопасности тех политических иммигрантов, которые здесь находятся на территории Украины, которые бежали от давления со стороны тоталитарного режима, находятся здесь и которые потенциально могут быть ликвидированы. Кто должен регулировать и организовывать безопасность этих людей? І закінчив попереднє. Да. Якраз рік тому назад, у серпні місяці, коли Лукашенко шляхом фальсифікації проголосив себе знову обраним президентом країни, я написав йому жорсткого, відкритого листа. Він опублікований був спочатку на сайті «Український репортер». Час «Український репортер» повторив цей лист, бо ще за рік я попереджав білоруську опозицію, що буде творити Лукашенко, якщо вони впродовж місяця, це в серпні попереджав, не зроблять такі кроки. До мене за порадою звернулися після відкритого листа до Лукашенка. В відкритому листі я добре його гарно знаю. Зустрічався з ним в 93-му, 94-му, 96-му році. Знав, коли він був депутатом, кандидатом президента, і коли вже був президентом. Він молодший за мене за віком, і в мене були з ним, такі, знаєте, чоловічі розмови, коли я у 93-му році, будучи начальником відділу військової контррозвідки, консультантом Комітету Верховної Ради з питань оборони і державної безпеки, був в службовому відрядженні по роботі, так, за дорученням голови комітету Василя Васильовича Дурниця, і вперше з ним познайомився. І от я у нього в кабінеті, а вже був прийнятий закон білоруським парламентом, що національним державним прапором являється національний прапор білий, червоний, білий, що гербом являється герб погоня. І заходжу в кабінет до Олександра Лукашенка, знайомимося, а в нього на стіні висить старий радянський герб, Білоруської, Української, Білоруської Радянської Республіки, а на флажці в кутку стоїть теж старий прапор Білоруської Радянської Республіки. Я так подивився, в листі це написано. Да. От, я говорю: Саша, ти що?
чому там висить комуністична символіка і так далі. Його фраза. Полковник, я за этот националистический бурьян не голосував. Коли приїхав у 1994 році, в травень місяць, я вже був народним депутатом, головою комітету Верховної Ради, членом президії, теж по роботі приїхав. Він був кандидатом у президента. Вже знайомий, так? Заходжу, продовжую висіти та символика. Я говорю, Саша, ну, ти ж кандидат у президенти, а в тебе висить, ну, старе, ну, слово таке сказав, тряп'ю. Фраза, полковник, запомни мої слова. Я стану президентом, я этот националистический бурьян вирву з корнем і виброшу його на мусорник. Це я написав йому у відкритому листі, прочитайте. В 96-му році з делегацією, якраз була 10-та річниця Чорнобильської катастрофи, я член ліквідації Чорнобильської аварії, і ми з делегацією від України, уряду, парламенту і адміністрації президента поїхали в Білорусь на запрошення. І от зайшли до нього в кабінет, чоловік 12 було, ну, вистріли, так, здороваємося, так. Він інших не знав, мене вже знав. Підходить до мене і при всіх, делегація, яка була, говорить, полковник, ну я же тебе говорив, що этот націоналістський бур'ян я вирву з корнем, виброшу на мусорник. І він відмінив цю символіку і ввів стару, трошки змінивши вигляд її, ти розумієш? І мої колеги стоять здивовані про таку от нашу розмову. Ну я тоді вже він президент, я не назвав його Сашу, я сказав, Олександр, запам'ятай одну річ. Національне українське коріння і білоруське не під силу вирвати нікому. Ще при твоєму житті воно буде відновлено. Це треба знати. А ще він тоді сказав, що я возобновлю Совєтський Союз. Оце в нього витрапила ідея фікс. Ну а потім він з Борисом Єльциним підписав угоду про створення союзної держави. Так от, повертаючи в контексті того, треба розуміти психологію Саші Лукашенка. Період президентських виборів, коли він був на піку популярності як борець з корупцією, ну, популізмом, більше нічого не було в тих питаннях боротьби з корупцією, вибачте, розбирався як одна тварина у квантовій фізиці. Але популізм, лозунги і так далі, я керівників білоруського руху попередив, будьте обережними з Олександром Лукашенком. Мені було відомо, я це сказав ще тоді, що, будучи студентом на педагогічному інституті на кафедрі історії, він на другому курсі був завербований КДБ СССР. Потім закінчив військову кафедру одночасно, отримав офіцерське звання і служив у військах Комітету державної безпеки України. Тобто він був просто пронизаним тим старим кегебістським духом. Цікава історія виходить. І свої перші ознаки авторитаризму він почав коли? Білоруську державну мову зробив державною, знищив національну символіку, закріпивши свою. І після, коли він це зробив, я йому публічно в очі написав, і це написано, можете почитати, що він для мене став національним зрадником білоруського народу. Все можна вибачити порушення Конституції, але не пов'язано з життям людей, так. Але коли ти зраджуєш свою націю, розумієте, що більшої зради просто не може бути. І та серія вбивств, які були зроблені, коли він став президентом, на його замовлення, це вже є все офіційно підтверджено Гульцовим, так. Ось чому було моє попередження білоруським опозиціонерам, коли звернулися вони в минулому році після мого відкритого листа, що порадити робити. Я їм сказав, якщо впродовж місяця у вас не відбудеться загально білоруський страйк, і ви не усунете диктатора, у якого саме він вас сотнями кине по тюрмам, будете політичними біженцями, будуть вбивці, будуть люди знаходитися повішеними. Так написав у тюрмах, і так це виходить. Уже поздно? У моєму відкритому листі до нього особисто написані такі рядки. Олександре, ти є останній диктатор Європи. У тебе і у Путіна руки по лікоть крові. Білоруський народ має право діяти проти тебе відповідно до загальної декларації про людини, як останній засіб боротьби з авторитаризмом, узурпації влади, повстання.
Причому кожна людина має на це право. Кожен білорус і білоруська опозиція має право діяти відносно тебе в стані крайньої необхідності або крайньої оборони. І я йому прямо написав: Олександре, знайдеться білоруський офіцер, який тебе зупинить. Але чи Господь Бог призове його до себе сьогодні вночі, чи знайдеться білоруський офіцер і виконає свій священний обов'язок перед білоруським народом, справа вже не в Лукашенко. Якщо білоруський народ і опозиція не зрозуміють, що головний ворог в них не Лукашенко і його КДБ і ОМОН, а головний ворог навіть не Путін, а верхівка Російської імперії, сама Російська імперія, і що Білорусія сьогодні практично перетворена в губернію, навіть не союзну республіку, а в губернію Російської імперії, по великому рахунку, ні в гуманітарному, ні в політичному, ні в військовому, ні в економічному, енергетичному плані в Білорусі нема свого національного. Знищена білоруська мова, знищена. Ви знаєте що? Викладання у вищих учбових закладах Білорусі, де 70% ведеться російською мовою. Я коли зустрічаюся з білоруськими друзями і колегами, я кажу: розмовляйте білоруською, бо російською будете розмовляти, я не буду з вами розмовляти. Друге, інформаційний простір руського міра. Військова база в Росії, у Білорусі. КДБ Білорусі – це філія ФСБ Російської Федерації. Ташкентський договір про спільну оборонну доктрину, повна енергетична залежність, економічна залежність. Тобто ви розумієте, що навіть національне знищене білоруське. Пане Григорию, я все-таки не так, к сожалению, много у нас времени, но я хочу вернуться к убийству Шишова. Если предположить, что за убийством Виталия Шишова стоит Лукашенко, КГБ Беларуси, могли ли они действовать без ведома ФСБ России? Ми 24 липня проводили з'їзд спілки офіцерів України, 30-та річниця створення нашої організації, з часів Радянського Союзу. І в нас на з'їзді був керівник білоруського руху. Він виступав на з'їзді, після цього я з ним розмовляв, потім зустрічався ще з другим керівником, разом пили. І ви знаєте, що я попереджав їх, що, як професіонал, найбільш сприятливі ситуації внедрити, корпорувати ФСБшну і КДБшну агентуру таємну білоруської опозиції. Кращого варіанту нема, коли тисячі білорусів приїхали отримати політичний притулок в Україні, чи в Польщу, чи в Литву. Кращого не придумають. Приїжджають сотні, приїжджають тисячі людей. Достатньо під час мітингу взяти участь цим агентам, будь тобі на мітингах, зробити відео, зробити фотку, щоб фасатись, показувати, що я теж брав участь у мітингах. І сюди приїхати і вести агентурну оперативну роботу, відстеження за лідерами опозиції. Кращого варіанту. Я попереджав про це лідерів білоруської опозиції сучасної. І 27 липня, я говорю, що ми були на цьому великому святові, День Незалежної Білорусі, і знову спілкувалися на цю тему. Так? Тому що прохідний двір. Тепер відносно роботи Служби безпеки України. Розумієте, Служба безпеки України не може бути нянькою кожного, який приїхав під різним видом в Україну. Безусловно, но резидентуру-то вичислять СБУ должно. Гульсум, дорога моя, шановна, на цю тему треба говорити професійно. Якщо в Службу безпеки поступає інформація, оперативна, агентурна, любого характеру, і хто б не звернувся, повинна бути відповідна реакція. І якщо це торкається дійсно опозиційного лідера, чи активного опозиціонера, чи активіста, скажімо, виступаючого проти Путіна, проти Лукашенка, чи навіть наші, які виступаючи про нашої влади і все. Але одна річ, де ж взяти того професіоналізму, коли Службу безпеки України
До його як людини я не маю ніякого відношення, ніяких там негативу чи що. Да, я понимаю. Абсолютний непрофесіонал, який дня від дня в армії не служив, якого, щоб призначити головою Служби безпеки і допустити до державної таємниці, присвоюють військове звання лейтенант, друг з одного двору президента Зеленського Іван Баканов, який же підбирає і інших керівників різного рівня, районного, обласного, а в апараті, яке по принципу подібне притягує подібне, щоб тільки було політичне служіння одному самому. Ми втратили і в поліції, ми втратили в Службі безпеки України професіональне ядро. Ви знаєте що? Коли в апараті Служби безпеки працюють слідчі або на оперативній роботі, люди, які мають стаж не більше 5 років, мені становиться страшно. Щоб виховати і став професіоналом, оперативний працівник, я кажу, не того, який займається, скажімо, агентурною роботою, а просто оперативного працівника. Це мінімум треба 7-10 років. Для агентуриста це років 10-15. Для професіонала слідчого, не менше 5 років. У нас це все вимито. І в першу чергу, із-за недолугої політики всіх до єдиного президентів, які були в Україні, які не розуміли значення, що таке спецслужба, і що це, який це повинен бути орган. Ви знаєте що? Якщо ми хочемо бачити і чути, якщо не хочемо бути сліпими кротами, якщо не хочемо бути сліпими кошенятами, у нас повинна бути професійна контррозвідка. Я довго з офіцерами Служби безпеки, коли ми стали народними депутатами України, боровся за те, щоб із Служби безпеки забрати службу зовнішньої розвідки. Врешті-решт, десь через 10 років, удалося це зробити. Через 8 днів. Але зараз в Службі безпеки залишається управління по боротьбі з корупцією. Це рукав, через який йде корумповані Служби безпеки України, бо займається економічними, бізнесовими питаннями. І слідство управління Служба безпеки повинна бути чисто контррозвідувальним органом. Боротьба з іноземною агентурою, боротьба з іноземними спецслужбами і боротьба із проявами тероризму і сепаратизму. Все решту віддати в НАБУ, віддати в ДБР і так далі. А що робити з зрадниками в спецслужбах Украины? Мы же понимаем, что сотрудники нашего СБУ, например, особо более старшего возраста, это одна школа КГБ России и Беларуси. И понятие государственности для них есть условное. Ви знаєте, що я в Службу безпеки прийшов у 92-му році, до цього був на викладацькій роботі Національної академії внутрішніх справ. Так. А до цього була робота слідчим в Міністерстві внутрішніх справ, потім викладацька робота, а взагалі набагато молодші роки виконував інтернаціональні обов'язки за кордоном. Така то вже історія. Вчив майбутніх слідчих, оперативних працівників, в тому числі спецслужб іноземних держав, яких приходилося готувати при виконанні інтернаціонального обов'язку, службових обов'язків. Так. Заднім числом говорити. Мені сподобалося, як була демонтована система КДБ, яка була у Німеччині, Демократична Республіка Німеччина, Штазі, це був філіал КДБ, яка була в Польщі, в Болгарії, яка була у країнах Балтії і так далі, все. Так. Там всі до єдиного. Наприклад, взяти країни Балтії. Всі до єдиного. І вчив у німецькій демократичній у Штазі. Всі до єдиного працівники спецслужб, в смислі філії КДБ СССР, вони були звільнені і були набрані. Чи то юристи, чи адвокати, чи працівники з карного розшуку оперативні, так? Які мали розуміння в оперативній роботі. І тих, хто з оперативних працівників КДБ, які були всі звільнені, так, виведені за стаж, якщо потрібно було, використовувалися як консультанти, як радники, розумієш, але вони не брали ніяких заходів оперативних. І врешті-решт пройшло 30 років, да? За цей час виросло покоління, виросло нове національно-патріотичне
ну скажімо, цілий пласт, ціле покоління працівників спецслужб цих країн. Все одно є проникнення, але не в такому плані. У нас, на жаль, цього не відбулося. І знаєте що? Коли ми вже виявляємо таку річ, що цілі генерали Служби безпеки України являються агентами ФСБ, замовляють чи не замовляють вбивства і так далі, все, потім тікають. Коли десь місяць, чи трохи менше, виявляють діючих офіцерів агентами ФСБ, і до цього часу це все не вирвано з корінням і так далі. По великому рахунку Україну перетворили в прохідний двір для спецслужб всіх країн світу, які мають інтереси тут. Ролі не грає. Це ж підриває государственність. Та не те, що підриває державність. Це являється одним із факторів загрози збереження незалежності української державності. Я вам відповів одну річ, це згадаю. Голова Служби безпеки Деркач, президент України Кучма, одна із нарад у Кучмі, 97 чи 98 рік, і ті події, які творилися і в конторі, як ми називаємо, в Службі безпеки України, виступає президент і говорить Деркачу: та в нас же не Служба безпеки, в нас же Служба небезпеки. Ну там по провалам і так далі було. Так от, звичайно, якби у нас був державник, професіонал, управлінець, патріот, президент, такий склад уряду, такі керівники, в першу чергу, спецслужб, то, можливо, вдалося і уникнути цього. От якщо сказати, скажімо, з точки зору, вже відійду як сам як слідчого, Так. а як... Політик. Та ні, не політика, а начальника відділу військової контррозвідки, то на перше місце робочу версію я поставив би навмисне вбивство спільної операції КДБ і ФСБ, тобто КДБ Білорусі і ФСБ Російської Федерації, під виглядом суїциду, тобто повішення. І для цього я маю свій досвід, ті бесіди, розмови із друзями із білоруської опозиції, той кривавий досвід Лукашенка, який він використовував КДБ, знищуючи журналістів, своїх опозиціонерів, політичних, ну, згадайте, міністра внутрішніх справ, голову Центральної виборчої комісії, журналістів і так далі. Ну, а вже за Путіна я мовчу, я це в розслідуваннях своїх написав, що тільки одних генералів, 43 генерала, російських генерала, які були співучасниками злочинів, вчинених Путіним, або свідками, вони знищені. Інсульти, інфаркти, повісилися, загинули на полюванні, застрелилися, попали під поїзд, упали з моста у ліфтову шахту і так далі. Все. Це говорить про почту. Так от, якщо говорити не як слідчим, бо тут треба все провести, процесуально, а як ти мав цього інформацію оперативного характеру, я б на перше місце робочу версію поставив. Спецоперація двох спецслужб, а по суті однієї КДБ Білорусі і ФСБ Російської Федерації, те, що це робилося з благословіння Лукашенка і Путіна, я на основі цього можу зробити як політичний висновок, робилося виключно з благословіння чи за завданням цих двох осіб і маючи перед собою у Путіна і геополітичні наслідки і так далі. Ну послухайте, що Саша Лукашенко, ну це ж теж треба мати мозги, публічно погрожуючи опозиції. Ви розумієте? Ну це вже, вибачте сказати, те, що повинно характеризувати психіатр. А до речі, Саші Лукашенку була зроблена офіційна психіатрична експертиза психіатрами Білорусі. Так, і що? Психопатик. І має ознаки параноїдальності і шизофренії, ті, що є похожі і Володимира Путіна. І це характерно для всіх диктаторів світу. Такі характеристики. І знаєте, що впирається? Одинаково в дитинство Володі Путіна і в дитинство Саші Лукашенко. Я йому написав у відкритому листі: Саша, я тепер знаю, що ти так холодно відносишся до українців, бо це пов'язано зі своїм дитинством. Я це написав у відкритому листі, але скажу, Гульсун, ти розумієш? Коли в селі, а я сам із села, і от, скажімо так, жінка народила дитину,
а чоловіка нема, батька нема. Як дразнили цих дітей? І Білорусі його дразнили в селі. Байстрюк. А в нього по лінії діда українське коріння. І в нього було дуже тяжке дитинство, як і у Володі Путіна, і це сказалось на психіці. І оце виражалося те, що треба якось було себе реалізувати лише через владу. До речі, ви знаєте що? В певній мірі Саша Лукашенко був учителем у авторитарному режимі у Володимира Путіна. Тому що Володимир Путін став президентом-демократом у 2000 році. А Саша Лукашенко уже 6 років витворяв у Білорусі ті речі, про які я вам розказав. Так що Путін дещо підучився у нього у цих питаннях, а потім з урахуванням свого КГБ-ського фаху, так, гори за розпадом Радянським Союзом, так сказати, перевершив свого вчителя. Григорий Емельянович, у нас вот буквально 4 минуты до завершения нашего эфира. Тема, которая обсуждается во всех средствах массовой информации Украины и не только, это тема судьи Чауса. Вот ваша реплика, что произошло? Я наслухався після його ось цього детективу. Ви пам'ятаєте, є фільм 95-го кварталу «Поручик Ржевський проти Наполеона», де одну з головних ролей грає Наполеон Зеленський. Так от тут можна сказати так, трилогія, драма, комедія, але завершиться трагедією. Називається «Чаус проти», а там поставте 3 крапки. Так от, те, що відбулося, скажу вам висновок, який наша команда зробила. Але обіцяю більш детально, бо сказав вам, ви запитали, да? Так? Щоб ексклюзив був у вас. Була проведена успішна операція за завданням Путіна під чужим прапором у цій операції. І Путін досяг геополітичної цілі. Посварив Україну і Молдову саме. Друге, устроїв тут скандал. А щоб ви зрозуміли, бо розкажу в деталях, як проводилася ця операція, давайте просто позовемо такі цвяшки. На президентських виборах перемагає красива, гарна жінка, освічена Санду Майя. Так. Яка в порівнянні з нашим, не порівнювати не можна, не знаю, що чоловік і жінка. Вона була радником Світового банку в Вашингтоні, міністром освіти, прем'єр-міністром і лідером партії. Рівень знань, освіченості і так далі. І, ставши президентом, перша поїздка в Україну, зустріч з президентом Зеленським. І що заявляє Санду? Негайне виведення російських військ із Придністров'я, і Крим – це Україна. Крим повинен бути залишитися українським. І становиться ворогом Володимира Путіна. Ідемо далі. Санду призначає дострокові парламентські вибори. І Путіну треба зробити все, щоб не перемогла її партія. І запускається ця операція. Операція була запущена. Це висновок, який ми зробили. Хай це буде, я скажу, в вигляді робочої версії, а вона повністю доказує. Через Єрмака, глави Офісу, яким доповів президенту, що Чаус володіє супервбивчою інформацією проти президента Порошенка, його оточення, і якщо його забрати, то він це розкаже. Путін переслідував питання посварити. І щоб не доводи Господи, ідуть парламентські вибори, лідірує партія Санду, так, щоб не допустити, бо Додон вже не знав, що робити. Слухайте далі. Про Чауса всі забули, що в серпні 16-го року за банки $150 тисяч, це все дрібниці і так далі. Затримали, арештувати не можна, тому що треба згода Верховної Ради, Рада на канікулах. Це було, по-моєму, 9 серпня 16-го року. Через день він зникає. І ще раз, то все, яке тягне, тому подібне. І раптом ідуть події чисто, знаєте, формальні, тягучка і так далі. Україна звертається до НАБУ, звертається в Молдову, екстрадицію, починається процедура слухання в суді, суд відмовляє в наданні політичного притулку, все розірвано, залишається 3 чи 5 днів, щоб Вищий Верховний суд Молдови визнав рішення суду нижчої інстанції про законність екстрадиції і Чауса проводять. Але вклали в вуха
через Єрмака, і він переконав у цьому Зеленському, що якщо їх заберуть екстрадицію, то він його забере НАБУ, а НАБУ політично не підконтрольно ні президенту, ні уряду, ні Верховній Раді, а підконтрольно вже Департаменту Сполучених Штатів Америки. І ми не отримаємо тоді Чауса все. Ну, вибачте, якби вони були професіонали, так, і не випалися на ту ловушку, вони б зрозуміли, Чаус буде арештований, він буде знаходитися в слідчому залі. І ніщо б не заважало з ним там працювати, офіцерам, оперативникам Служби безпеки України, допитувати і так далі. І про це б не знав би навіть Ситник, голова НАБУ. І от приходить в голову ідея, ну, маразматична. За декілька днів до того, як суд прийме рішення про його екстрадицію, нормальний спосіб так далі, зробити це от викрадення. В спецслужбах є одне правило. Якщо після початку операції щось пішло не так або вийшло з-під контролю, тут же все звертається, все кидається і всі зникають. Це роблять професіонали. Так. От, розумієте? А тут же ж, ну, так себе засвітити, мама мія, ну, як, мабуть, вибачте, ворог не захотів те підказати, ви розумієте? І з машиною, з GPS і так далі. Але от для мене засвідчені оперативні працівники спецслужби. Вкладені великі гроші, мають великий стаж. Ну, вибачте, якщо вони такі ідіоти на це пішли, так, то це інша справа, так, то яка то воздалось кожному за діла його, так, але втратила держава. Вони тепер не можуть ніде працювати за кордоном. Бо вони ідентифіковані, вони засвідчені, от і все. Ну, а потім оця кінокомедія, переховування, викрадення, так далі, все це не для мене, то для інших експертів, так далі. Я скажу ось одну в цій ситуації. Ой, Господи ж, Господи, Господи. Чи проводяться подібні операції іншими спецслужбами за кордоном? Проводяться. І виключно за доручення або санкції президента України. Приклад, ви це, мабуть, не пам'ятаєте. Був президент Панами Нор'єга, наркоділець і так далі, все, диктатор. Уже так американців достав, США, з наркотиками і тому подібне, що була проведена просто бойова операція, його забрали. І засудили. От, по-моєму, в 17-му році помер. Операція «Спис Нептуна» санкціонована президентом Обамою. Викрадення терориста номер 1 Усами Бен Ладена почала виходити ситуація з контролю, його просто знищують, забирають труп, ідентифікують і так далі. Так, тобто це проводиться. І тому в операція по викраденню Чауса не могла бути проведена нашими спецслужбами, так, без відома, без вказівки чи без санкцій президента країни. Вибачте, ставте мене під стінкою, розстрілюйте. Це просто неможливо. А сам хід операції керував, контролював, якщо можна сказати, керівник Офісу президента Єрмак, батько якого являється кадровим офіцером ГРУ, військова розвідка Російської Федерації, був в Афганістані. От, і контакти, які він мав із цим козаком, так і от, я говорю, була проведена операція під чужим прапором, коли через Єрмака у вуха президента вдули, переконали, що Чаус володіє супертаємною інформацією, вбивши проти президента і його оточення, і викравши його, що не попав у руки НАБУ, можна все це викрасти. І на завершення. А нашому, а на завершення, нашому ж хлопчику, який займає посаду президента, хлібом не корми, а дай якусь інформацію, на підставі якого можна перейти. Соңки дёрт топлашууда сөзде гізлішат фарқлы таныклық бермекте. Русияның Женеберби махкемесінде Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тылуында қабатланған 25 қырым татарының давасы бақылмасы девам етті. Осман Арифмеметов, Яшар Муэдинов, Рустем Шейхалиев, Энвер Аметов и Руслан Сулеймановның давасы черчевесінде Озана Рамазанов қыбытанытқан гізлішатны сұрғудан кечіргенлер. Адвокатларының сөздеріне көре, о бірі-біріне
зыт келген танықлық бере малюмат. Мен басына ачықламай, имайджілердейки шаат мабуслерін асла білмейтек ФСБ ile işbirlik yapıp, Qırım татарларға қаршы ялан шаатлық бере. Мабуслер бұл шаатта Бақшсарайда яшаған латыш Константин Тумаревичны таныды. Оны көріп оламасалар да, сесі деңіштірілген олса да, оның телефузы ile танығанлар. На те вопросы, которые бы изобличали его вот именно в сообщении суду и остальным участникам процесса ложную информацию, свидетель, как обычно, отвечая на эти вопросы ответами «не помню», «не знаю», «забыл» и тому подобное. То есть те вопросы, которые касаются объема предъявленного обвинения, именно конкретно тех действий, в которых вот, мы полагаем, что незаконно и необоснованно обвиняются наши подзащитные, у нас свидетель не смог дать аргументированные ответы. В том числе свидетель не может пояснить источник своей осведомленности. Мабуслер тұтылған Ростов СИЗОсында запларға чек тұру шарайетлер дей адвокат Алексей Ладин. Одаларда 37 дәрежесі жақ. Мабуслер бұңая. Осман Арифметов пояснил мне, что у него постоянно скачет давление, то есть повышается давление от такой непереносимой атмосферы. Он, конечно, пользуется медицинскими препаратами, которые передали ему родственники. Тем не менее, никто из ребят духом не падает, передают всем большой привет и слова благодарности всем тем, кто за них переживает и поддерживает их. Пневмонияға ұғырған 64 яшында сияси мабуз Зекирия Муратов мушкул алды. Бұны адвокат Эмине Авамилова хабар етті. Ишгалжілер Муратовны кечкен сене язды. Ал уштада тұтып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмен тұлыбында қабатлай. Адвокат сезонын тибби бөлік ел башысынен лаф етіп болған. Мабузте коронавирус хасталығы таздықланмаған, у интенсив терапия палатасында болуна қанына аз оксиген бара екен. Ләкин тибби бөлік ел башысы Тидавиленов динамикасыны позитив кабакуре. Мабуз палатада озы Юроп концентратор вастасынен нефес алайкен. Реанимацияда Мухтач Дегил адвокаттан сөздеріне көре пневмониядан Тидавиленовден ғайры дигер хасталықларда ғырлашқан. Они также диагностировали и выявили у него наличие гипертонического заболевания, это высокое давление артериальное. Также мы указали на то, что у него имеется ряд хронических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом, с опорно-двигательным аппаратом. И, естественно, при наличии высокого давления, будем говорить так, сопутствующее диагностирование и соответствующее лечение очень важно, поскольку при таком уровне сатурации и при таком диагнозе состояние здоровья вызывает большое опасение. Рус ишгалжілері 8 мескун ер янындаки Украина арбелері позицияларына ұжым еткен. Широкина, Водяноеве, Авдеевка жыбарында 82 калибрлы майынларнен, Светлодарск, Золотое Дёртве, Луганска янында чешит гранат атыжы системалары, бұйы калибрлы құршун атыжы тертібатлары ве құршун атқан селянен атеш açılған. Украина аскерлері арасында инсан ғайыплары жоқ. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає. Станом на 7 годину ранку 4 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. Нью-Йорктаки ресторан, спорт-салонлары ве eglenje мерkezlerine тек ковидке қаршы ашыланған инсанлар кечірілежек. Бұ қайды әм муштарилер, әмді хадимлерге тарқала. Мегаполистан акимиеті бұ қайды коронавирустан дельта штамы тарқалмасыны тоқтата біледі. Я оголошую новий підхід під назвою «Ключ до Нью-Йорка». Уявіть собі, вакциновані люди зможуть дозволити собі будь-які розваги, доступні в цьому місті. Қайдеге көре инсан ич олмағанда вакцинанын бір дозасын алмалы. Ковидны белі ете білген Менфи-тест бұл мөйселерге кірме аққаны бермейджек. Для мене це найпростіший шлях. Так ми будемо в безпеці і знову зможемо об'єднатися. З одного боку, мені це не подобається, але думаю, охорона здоров'я суспільства важливіша всього іншого. Якщо хтось хоче вакцинуватися, то у нього є таке право. Також має бути право не вакцинуватися. Людина повинна сама обирати. Я щепилася, але думаю, що не маю права вказувати іншим, вакцинуватися їм чи ні.
Бұл сыңғырланулар августның 16-сында көрсетілəcек. Ресми мәліметқа көре, Нью-Йорк сакинлерінің %60 вакцинаның ilk дозасынан ашыланған. Пандемия башлағанынан бері шерде уммен алғанда 2.200.000 инсанда чин вирусы белгіленді. 54.000 кіші вифат еткен. Ватан яшайыш үшін телекелі. Да уч Беларусия спортчысы Беларусияны терк етті. Гандбол идманчысы Константин Яковлев Украинаға көчті. Белли ки Лукашенкоға қаршы нумайышларда фаал иштирак етті. Бұл себептен 15 күн СИЗОда тұтылған. Енгіл атлетлер Андрей Кравченко, Вияна Максимова Алманияда қала. Кравченко Беларусияда наразылық юрушлері кечірілгені вақыт тұтылып 10 күнге махкүм етілген еді. Беларусия чапыжысы Христина Тимановская Япониядан Австрияға кетті. Веллеро Варшаваға кетмеге планлаштырайды. Полония үкіметі оңа гуманитар виза берді. Фақат дипломатлар Тимановскаяның телюкесілігі аққанда тұшынып, оның рейсіні деңіштірділер. Тимановская Полонияда сияси сығана қала біле. Оның ақайы Беларусиядан Украинаға келді. Ама Тимановская Алман газетасына берген интервьюсында оның көчмек қарары сиясетінен бағлы дегел о кележекте Беларусияге қайтмаға істегенін білдірді. На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике. Я лишь высказалась только о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуюсь с другими спортсменами. Қавға Тимановская іштимай ағыларда өз жима тақаманан идманчыларына оны 400 метрлік чапуф эстафетасында иштирак еттіргеніні тенқет еткен сонра башланды. Бөлі месафеге о азырланмаған еді. Олимпиадада 200 метр дистанцияны чапмақ керек еді. Сонра спортшыны көчінен Минскке қайтаражақ олдылар. Ләкин Токио авалиманында о полицияға ве Халқара олимпик комитетінің назыларына мұражат етіп ярдым сорады. Оны Полония елшілігіне алып кеттілер. Халқара олимпик комитеті өз хулясасын азырлай. Тимановская есе спорт карьерасына девам еттіріп, ең азындан 2 олимпик ойынларында иштирак етмеге умут ете. Қайсы мемлекетіні тақдим етежегі да белі дегел. Мукафатсыз олса да эббір чемпион. Бөле сөзлерінен Ленур Темировны Токиода кечірілген Олимпиададан Киев жыварындаки ескі Қырым қавиханесінде оңа қол тұтқан мұхлислері қаршылап алды. Бераберлікте Японияда девам еткен ойынларына сейретелер. Анда Украинаны темсіл еткен Парвиз Насибов күміш, Жан Беленюк есе алтын медаль қазанды. Ленур Темиров бірінші тұтышуында Өзбекистандан, екінші тұтышуында есе Арменистандан олған рақыплеріні еңіп, үшінші тұтышуда Япониядан олған рақыбыны юттырды. Нәтижеде тунч медаль үшін күрешмеге ақ қазанды. Соңки тұтышуда есе бір олғанны бақмадан акемлер ғалебені Қытайдан олған спортшыға берді. Чүнки 3 ай евелсі яңы қайделер көрсетілген. Ребята все говорят, мы считаем тебя чемпионом, эта медаль была твоя. Потому что, правила такие, мировой спорт, да, он постоянно любит делать разные там подножки спортсменам, можно так сказать. И буквально 3 месяца назад там были другие правила, по которым бы наша схватка оценилась бы в мою сторону. Исмет Салиев спортта Ленурның бабасы кібі 6 яштан башлап, оның идманчысы. Енді 25 ел бераберлер. Исмет Салиев үш халқара спорт ұстасына азырлады. Шымдылық Ленур Темиров ең юксек нәтиже көстерген. 2012 сенесі Лондонда ве бұл сене Токиода кечірілген олимпик ойынларында муафақ етілі иштирак етті. Достойно вышел, показал, проявил характер, все. Да, он сделал свои коронные приемы, и не один он прием применил и выиграл титулованных там призеров Олимпийских игр там. Вот. На чемпионате мира он ему проигрывал за выход в финал, этому Тажмурату, да. Вот. А в этот раз он ему 5-0 выиграл. Это первая встреча, это было для меня эмоционально, для него подъем. Ленурның омыр арқадашы Ленара ақайыны қаршыламақ үшін Қырымдан келді. Евде 2 баласы беклей. Ярмадада бұтын қорантанен топлашып Ленурның бір тұтшуыны Эйджан или бақып қол тұттық дей. Смотрели все у нас в доме. Родные, близкие, тети, дяди, братья, сестры.
более 30 человек. Только у нас это в доме. А так в основном по всему Крыму. Главное, что было здоровье. Для нас это чемпион. Кырым-татар халқынан сүргінліктен қайтып, Земаневи тарихында Ленур Темировнан Олимпик ойынларында иштирагы буйук шерефтер. Алимдар Белялов Ленурны яшлықтан біле. Ленур судақта, Алимдар есе ескі Қырымда идман еді. Базы вақыт есе ярышларда күрешейділер. Ленур Темиров на сегодняшний день очень высокий уровень показывает борьбы с технической точки зрения, с физики, да, которая у него есть, и профессионализма. Да. Олимпиада прошла. Для нас, для народа он всегда чемпион и будет им. Всю Олимпиаду, все схватки у него проходили в активной позиции, он никогда в пассив не уходил. Қырымнан спорт күреші федерациясынан президент муавина Имран Усинов қайдеткенне көре Ленур Темировнан Олимпиадада иштирагы халқына бірлештірді ве бір чоқ инсанны спортқа желп етті. Күрештен асыл мерағы олмаған инсанлар маңа яза еділер. Имран трансляцияны қайда яйыны тапмаға мүмкін деп сұра еділер. Я сен күрешіні бақа жаңым деп, мен де сон тәжіпленіп бұл суалыны берейдім оларға, ама керчектен де спорт бірлештіре екен, ве мен білесем қырым-татарлар үшін бұл енді яңа олимпиада вері башлады. Үшін дегенде бойлеп парлақ өзін олимпия ойынларында көстермеге пек бұйық ғалибе менже енді. Ленур Темиров мұғаймай Окенеде олимпик кіліміне қайтмаға азырлана. У меня есть желание дальше участвовать на Олимпийских играх следующего цикла, тем более они скоро уже начнутся. Возраст мне как бы еще позволяет, и я готов дальше сражаться и побывать сейчас еще раз на Олимпийских играх в Токио. Она, как я уже говорил, как наркотик. Хочется вернуться и еще раз забрать эту медаль. Пока есть возможность, почему бы нет? Я смотрю по его настрою, он пока не добьется медали на Олимпийских играх, он, по-моему, уже настроен на следующие Олимпийские игры. Қырымда яшап Қорантадан узылып Украина қытасында идманлар кечірмеге, ярышларға азырланмаға пек қиын дейді Ленур. У меня нет крыши над головой элементарно. Я в Киев приезжаю, и здесь я нахожусь как абы там, друзья, там, тут тренировка 2-3 дня пробыл, опять сборы, и здесь перекантовался. И то есть у меня нету крыши над головой. Хотя у меня 2 ребенка, жена, у меня есть семья, которую я люблю и не хочу не расставаться надолго. И, во-первых, я готов даже перебраться сюда полностью в Киев. Ленур Темиров идманжысынен берабер Қырымға қайта, анда сойсо баллары ве достлары беклей. Біраз ратланып, кенеден невбетеке олимпик ойынларына азырлық башлатмаға ниетлене. Қырымға олимпик ойынларының алтын медаліні кетірмеге арзу ете. Шевкет Наматулаев, Ислам Пинка, Заман, АТР. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер, дорогие телезрители. Это Прайм Мусаева, и в ближайшие 45 минут мы будем говорить о важных темах прошлой недели. Мне кажется, на этой неделе эта тема очевидна. 9 августа годовщина со дня выборов президентских в Беларуси. И мы видели, как раскручивался маховик репрессий в течение этого года. Это десятки, сотни политзаключенных, это митинги, это в том числе аресты. Также мы, наверное, могли бы сказать о последних событиях, которые разворачиваются вокруг, к примеру, легкоатлетки Кристины Тимановской. Но буквально вчера случилось событие, которое в том числе нам открыло глаза на то, что белорусская трагедия может разворачиваться и в Киеве.
Виталий Шишов, директор Белорусского дома в Украине, был найден повешенным, и за день до этого он исчез. Его девушка обратилась в милицию, как выяснилось сутками позже. К сожалению, Виталий был найден убитым. Сейчас проводится расследование, основных версий две. Это, безусловно, версия, связанная с самоубийством, но все те факты, которые мы знаем, указывают скорее на то, что это была политическая расправа, и это полностью ложится в логику поведения белорусских властей. Я бы хотела представить героя нашей сегодняшней программы. Виталий Шкляров, политтехнолог и политзаключенный. Очень интересное сочетание этих слов, и мне кажется, вы, наверное, иначе представляли бы себя до 29 июля 2020 года и вряд ли могли бы подумать, что можете стать политзаключенным. Виталий Шкляров работал политтехнологом по многих компаниях, в том числе с Берни Сандерсом в 2016 году, в 2017 году в штабе Ксении Собчак. А год назад, за 10 дней до президентских выборов, его арестовали белорусские силовики. Следующие 3 месяца Виталий проведет в СИЗО. К нему не будут допускать адвоката. Адвокат будет описывать условия содержания как практически лагерные. И только после звонка Майкла Помпео Лукашенко Виталию позволят вернуться в США, поскольку, кроме того, что он является гражданином Беларуси, он также гражданин Соединенных Штатов Америки. И не так давно Виталий снял фильм о событиях в Беларуси. Это его взгляд на то, что происходит с его родной страной. Я скажу, что у нас есть в том числе номер студии. Это 067 634 61 30. И мы можем принимать звонки в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Я думаю, что они у вас имеются. А я начну, наверное, с актуальной темы. Виталий Шишов, его гибель. Скажи, пожалуйста, вы были знакомы, общались ли? Что ты вообще знаешь о белорусских политмигрантах, которые живут в Киеве? Мы были знакомы, мне кажется, как и любое политическое изгнание. Люди, белорусы в Киеве, конечно же, общаются, конечно же, вместе работают, и в этом смысле я был с ним знаком. Был ли я с ним хорошо, дружески? Нет. Но мы знакомы были, мы встречались, мы говорили про Беларусь. Знаете, когда попадаешь и живешь в эмиграции, и тем более по политическим причинам, видишься и разговариваешь, как правило, на другие темы, не обязательно про жизнь или про что-то, всегда тема одна — Белоруссии, что лучше сделать, как помочь. Поэтому мы виделись и вот в этом контексте общались, конечно же. Но новость о его смерти была большим шоком, в равной степени, как и новость месяц назад о задержании Романа Протасевича. Мне кажется, это какие-то новые вехи современной истории, когда, казалось бы, в 20 веке мы ушли от этого тоталитарного репрессивного образа жизни и новостей, когда черные воронки кого-то забирали, увозили. И здесь, вот, пожалуйста, в 2021 году, когда, казалось бы, как никогда человечество гуманно шагает вперед и должно вроде бы жить и на благо людей, и на благо человечества, вдруг за волосы вытягивают журналиста с борта самолета, вдруг кого-то вешают. Конечно же, должно следствие разобраться, что это, какая причина. Не исключено, что это может быть... Я не сомневаюсь, что это не самоубийство. Вряд ли человек молодой, со здоровой психикой, которая у него, безусловно, была, человек, который борется, который активен, который с утра идет на пробежку, бежит на пробежку, вдруг задумал, не написав ничего, взять и повеситься. Другой вопрос, какая причина и кто за этим стоит, это, конечно же, большая... У вас есть предположение на этот счет? Что это могло бы быть?
Я предполагаю лишь одно. Я предполагаю лишь то, что с ним расправились. Я надеюсь на быстрое и профессиональное расследование и достояние вот деталей следствия общественности, потому что это важно и для его родителей, и для белорусов. Но я не строю себе иллюзий, что в системе, когда режим агрессивен, когда режим показал уже свои зубы неоднократно за последний год, особенно в августе прошлого года, когда режим живет вот в такой парадигме войны со своими же гражданами, не будем строить иллюзии, это не Запад, это свои же граждане. Трудно представить себе какие-то другие мотивы. Поэтому очень логичным кажется, что это все-таки дело рук кого-то, кто пытался с ним расправиться, либо наоборот, кто пытается провоцировать на более жесткую реакцию Беларусь или западное сообщество. В любом случае нет человека. В любом случае это дико показательная смерть. Не только по факту, но и по форме. И это не может не вызывать очень тяжелое чувство, особенно чувство жалости и сочувствия к родителям. Ну и к стране, которую методично пугают, запугивают не только 26 лет, но с августа прошлого года в особо страшном формате и извращенном виде. И это, мне кажется, еще долго с этим придется жить, даже в эру после Лукашенко, потому что это же все-таки травмы надолго. Что могла бы сделать украинская сторона? Мы уже год принимаем политзаключенных, и, как показал случай с Виталием Шишовым, к сожалению, люди, которые приезжают из Минска, не могут здесь чувствовать себя окончательно безопасно, в относительной безопасности. В том числе история с Кристиной Тимановской, которая участвовала в Олимпиаде, и возник скандал, насколько мы знаем. Она тоже отказалась сегодня возвращаться даже в Польшу, не говоря уже о Киеве, и из соображений безопасности отправилась в Австрию. Что может сделать официальная власть, что может сделать гражданское общество, чтобы белорусам, которые приезжают в Киев, здесь было спокойнее? Знаете, с одной стороны, безусловно, стоило бы сказать, что смерть и вот такая брутальная белорусского гражданина в Украине — это, конечно, большой звонок и большой вопрос к разведчикам, к людям, которые профессионально занимаются, ежедневно занимаются разработкой таких кейсов и агентурной работой. Другой вопрос, и здесь нужно правда сказать справедливо и честно, что и поблагодарить Украину в виде и гражданского общества, и государства, и президента, то, что Украина сделала и продолжает делать достаточно много и очень много для Беларуси, для белорусов, особенно для белорусов в изгнании. Нужно сказать спасибо за то, что Украина стала таким островком не только демократии в регионе, но и островком свободы для белорусов. Для белорусов она стала, и Украина принимает давно белорусских граждан и законодательно помогает им интегрироваться. То есть до 180 дней был продлен режим пребывания, легко получить политическое убежище. И это большая-большая заслуга, и за это нужно благодарить ваш народ и вас, потому что это очень ценно. При этом, конечно же, хотелось бы, чтобы Украина была не только островком демократии и свободы, но и островом безопасности для белорусских граждан, конечно же, для белорусских граждан, для украинских граждан, конечно же, потому что это не единственная смерть, и мы понимаем, что страна измучена и войной, и понятно, в каком она положении. Поэтому я только могу благодарить и желать нам всем совместной какой-то работы. Ну и
просить дальше украинское государство помогать Белоруссии не только на уровне защиты отдельных политических активистов, ведь все-таки давайте помнить, что Виталий не был ни генералом, ни разведчиком, который убегал, он был простым гражданином, который просто помогал своей стране или людям даже, которые бежали из-за этих причин из своей страны. Режиссеры мне передают, что у нас есть телефонный звонок. Да. Добрый вечер, вы в эфире, можете задавать свой вопрос, только представьтесь, пожалуйста. К сожалению, бросили трубку. Я напомню наш номер студии, это 067-634-6130. Вы можете позвонить в прямой эфир, задать вопрос нашему гостю. Поскольку звонок сорвался, я тогда продолжу. Приближается годовщина протеста. Да, можно я еще одну секундочку доведу эту мысль до конца? Говоря про Беларусь, что могли бы сделать и гражданское общество, и прежде всего правительство и чиновники, мы все прекрасно знаем, что режим удерживается на ногах отчасти за экономической дотацией и помощи и Российской Федерации, и здесь не надо строить иллюзии, и отчасти, к сожалению, и Украины. До сих пор 45% экспорта энергоресурсов из Белоруссии уходит в Украину. До сих пор на территории демократической страны находятся заправки белорусского нефтехима. До сих пор экспортируется или импортируется в Украину огромное количество электроэнергии, газа, нефти. Я не говорю уже дальше про продукты и так далее. Мне кажется, здесь, конечно же, есть над чем работать. И здесь, конечно, немножко... Я понимаю, что экономическая ситуация обязывает государство закрывать свои потребности, но мне кажется, можно искать и нужно искать другие выходы, других поставщиков, а не спонсировать, я возьму это слово в кавычки, очень режим, и помогать режиму тем самым стоять еще больше на ногах. Давайте попробуем еще раз. Мне говорят, что смог дозвониться нам все-таки зритель. Добрый вечер. Добрый вечер, я с Луганщины, Наталья. Вы знаете, ничего хорошего, оптимистичного вам не скажу. Во-первых, наши СБУшники тоже учились в тех же учебных заведениях, что и ваши, и кремлевские. Поэтому надо делать выводы. А вообще против диктаторов, мирная борьба против диктатора, это мазохизм какой-то, понимаете? Это даже забава для диктатора, у него есть повод поубивать кого-то, там, напустить своих ребят, которые без дела сидят. Только такими методами, как он, но они демократическим путем не предусмотрены. Демократия, она даже на превенцию не работает. И вообще диктаторы, они, как правило, все долгожители. Они прекрасно всегда доживают свой век. Это просто вопрос ваш такой нарратив вводят, что их убивают. Алло. Да-да-да, вопрос ваш в чем заключается? Не считаете ли вы ошибкой, что пошли на выборы, какие-то ленточки вязали, что-то там. Если бы не пошли на выборы противники Лукашенко, были бы пустые избирательные участки. Видно было бы тогда. Но его не предупреждайте, потому что этот упырь успел бы что-нибудь придумать, посылку подвести. Но вы пошли и вы легализировали вот это все действие, которое называется выборами. Спасибо большое. Спасибо, Наталья, большое. Я коротко попробую ответить. Вы знаете, нет, не было это ошибкой. В равной степени, как мы не можем с вами говорить и знать, что было бы в будущем, активные люди и практически полстраны вышло ставить подписи, многие участвовали в избирательной кампании. Это нельзя считать ошибкой. Я считаю, что это вот как раз-таки была точка рождения новой белорусской нации, белорусов будущего. То, что закончилось так, как закончилось, это не есть проигрыш, это не есть мы проиграли или они победили. Это процесс. Точно так же, как ребенок не рождается за 3-4 месяца, нужно какое-то время. Точно так же, как и мы не сразу всему учимся. Я думаю, что это процесс становления каждого и нации, и он длится определенное время. Да, хотелось бы, конечно, чтобы это случилось быстро и хорошо. Да, хотелось бы, чтобы были честные выборы и другой президент. Да, хотелось бы еще много чего, но
вряд ли оно свалится, вы правы, с небес, потому что авторитаризм очень сильно живучий, и авторитаризм, укоренившийся за 26 лет, еще более живуч. И здесь отчасти вы правы, что, может быть, сердечки и мирный митинг не помог бы, но будь он изначально жестокий, этот митинг, будь он изначально кровавый, неизвестно, чем бы это тоже закончилось. Да, может быть, бы не было Лукашенко, но какой ценой? И готовы ли вы в эту цену включить своих родных и близких? Ведь это всегда, мне кажется, простите меня, легко говорить, когда ты видишь это с экранов телевизора, а когда ты идешь в больницу к своему любимому человеку искалеченному, ты смотришь на протест совсем по-другому. В общем, нельзя здесь как-то сказать, нету истории сослагательного наклонения. Вот было бы так, было бы лучше. Мы не знаем. Получилось так, как получилось, и получилось впервые круто, потому что 26 лет такого не было, и за это нужно этих людей благодарить и ставить им большой памятник. Они большие молодцы. Год, да, мы живем в той ситуации, когда наблюдаем за событиями из Беларуси со страхом. Этот страх был раньше, но сейчас все это превращается, знаете, в такую Северную Корею, но у твоих границ. И я бы хотела, чтобы вы подвели какой-то итог этого года. О чем этот год все-таки сигнализировал и миру, и лично вам, и что чувствуют сейчас белорусы, находясь в стране, да? Если большими мазками, и что миру сигнализировала Беларусь, это то, что, давайте назовем, демократия или, скажем, жизнь человека, она очень хрупкая, и конструкт любой может разрушиться очень быстро. И от этого, к сожалению, не защищены даже устойчивые, экономически устойчивые или политически устойчивые государства. Мы видели огромную волну протестов и вот такой радикализации общества американского. Мы это видели, безусловно, годами раньше в Германии, в Франции. Мне кажется, отчасти это дух времени, и мы также поняли, что Беларусь, которая, может быть, для западного общества была где-то далеко на отшибе, а многие даже не знали, что это такое, это очень рядом. И мне кажется, это тоже одно из новых открытий, потому что это прям Европа, это вот окно, это рядом, под боком Украина, Польша, Евросоюз. И самое главное, это воздушное пространство, которое вот со случая с Ryanair становится небезопасным. И мне кажется, для Запада должно было стать понятным, что мир настолько взаимосвязан, что проблемы, нерешение проблем в Беларуси долгосрочно будет становиться проблемой общей европейской. И нерешение проблемы в Украине или в Российской Федерации, политических проблем, будет становиться не только вопросом безопасности, но и экономическими проблемами всего мира. Ведь, к сожалению, имперские амбиции могут быть дико деструктивными, и от этого никто не застрахован. Во-вторых, важное для меня приобретение — это то, что, говоря про себя лично, я заново обрел страну, я заново стал, если можно сказать, новым белорусом. И развивая эту мысль, я скажу, что сама страна стала, вот это стало точкой, годом рождения белорусской нации. Никогда еще такого не было, и тем более никогда еще протест не имел ярко выраженную женские черты и женский характер. И это тоже новость, не только что-то особенное в белорусском кейсе, а мне кажется, такого нигде еще в мире не было, чтобы 3 жены арестованных 3 кандидатов в президенты вели кампанию и побеждали ее. Это, безусловно, будет большим событием и останется большим событием. Нигде еще, мне кажется, давно уже такого не было в 21 веке, чтобы были арестованы почти что 5 тысяч человек. Это, по-моему, с точки зрения современного мира какое-то безумие. 35 тысяч человек — это огромный город, который просто сейчас сидит в тюрьмах. И мы все вынесли из этого, что беда очень может быть рядом. Всегда очень легко думалось, что политика и политзаключенные — это про каких-то оппозиционеров, радикалов, вот кто там с дымовыми шашками ходит на улице. Нет, посмотрите,
эта беда пришла в дома простых людей, которые, казалось бы, всегда говорили: да, я не занимаюсь политикой. Вот, пожалуйста, еще одна причина незанимания политикой, незанятием политикой к чему приводит, что политика начинает заниматься тобой. И в таком масштабе такого тоже, к сожалению, никогда не было. И это тоже вот такой новый кейс новой Беларуси в 21 веке. В общем, мне кажется, что Беларусь вдруг из гаранта, коим мы все ее всегда видели, и особенно белорусы ее видели. Вот мы спокойная страна, вот у нас относительный покой и порядок, вот есть батька, вот у нас, слава богу, у нас нету войны и чистая улица. Это был какой-то такой вот, такая Беловежская пуща, такая Припять, знаете, где время остановилось, казалось бы, да, машина времени. Прилетаешь в Минск, и кажется, как будто бы ты на 10-20 лет назад улетел. И даже это сломалось, даже это стало для многих большим шоком, потому что, казалось бы, вечный, как Сталин, вождь, не шатаемый, не неуязвимый, вдруг оказался на глиняных ногах. И мне кажется, это тоже новое открытие. Нет ничего вечного, и мир очень быстро меняется. И мне кажется, особенно авторитарные режимы и правители должны это иметь в виду, потому что мир невероятно изменился, стал невероятно быстрым. И даже если мы раньше не могли себе кое-что предположить, то сейчас, мне кажется, вообще наивно что-то планировать и говорить: вот режим устоит еще 10-20 лет. Нет, совершенно не так. Вы сказали, что этот год стал рождением белорусской нации, но я бы, наверное, хотела бы поговорить о том, что рождение белорусской нации де-факто происходит в таком одиночестве, потому что реакции мира недостаточно, реакции западных стран недостаточно. Или вы со мной можете не согласиться? Вы знаете, здесь два концепта. С одной стороны, ее недостаточно. Да, если бьют вашего соседа или соседку, даже если это там через 3 дома или на 2 этажа выше, и вы слышите просто отдаленные крики, мне кажется, в этой обстановке тяжело будет жить, тяжело будет воспитывать здоровых своих детей. И говоря о этом, мне кажется странным, что при всем при том, что Запад делает очень много для Беларуси, для политзаключенных, для офиса Тихановской, тем не менее, всегда хочется, чтобы этот кошмар уже закончился. И я один из многих, наверное, людей, которые часто задают этот вопрос Западу: ну, как же вам не помочь? Вот очевидные инструменты в руках, вот что нужно делать, очень все понятно. При этом, с другой стороны медали, нужно сказать справедливости ради, что это внутрибелорусская история, что это внутрибелорусские репрессии, что даже эти репрессии при всей оголтелости, жестокости и беспринципности их, бесповоротности, они, наверное, не самое большое зло в этом мире, и все познается в сравнении, да, говоря про другие страны. И в этом я могу понять очень только рационально, не эмоционально позицию Запада, который коллективный Запад не спешит, очевидно не спешит, и вы здесь правы, браться за действенные инструменты. Они есть, они известны. По каким причинам не спешит, можно поговорить. Мне кажется, что они вот с точки зрения западного политического консенсуса им понятны и правильны. Но когда ты сам сталкиваешься со злом и как, наверное, как ребенок просишь помощи у старших или смотришь наверх на старшего и думаешь: ну вот же ты здесь, ты же должен помочь. В этой ситуации всегда чувствуется какая-то несправедливость и обида, что этой помощи как-то или она недейственная, или она очень опосредованная и очень двуликая. И здесь, мне кажется, Украина знает это еще в большей степени, потеряв еще больше, прострадав еще больше, и самое главное, надеявшись еще больше и разочаровавшись, мне кажется, тем паче.
Да, мы к этому уже привыкли. Я, наверное, задам такой вопрос. Так получилось, что ваша личная история сопротивления началась немножко раньше. Не 9 августа, а 29 июля. И так получилось, что о многих событиях, которые происходили в Минске после 9 августа, то есть самые активные дни борьбы, вы, я так понимаю, узнали уже после или когда вышли из заточения, из-под ареста. Можете рассказать о том, все-таки вот мы говорили немножко о том, как этот год изменил Беларусь, а как вот те события, которые с вами произошли, изменили вас как человека? Знаете, тюрьма, мне кажется, всегда меняет людей в ту или иную сторону. Где-то учишься прагматичности, где-то понимаешь хрупкость жизни и силу государственной машины репрессий. Тюрьма меня лично, мне кажется, очень сильно перекроила и в психологическом смысле, и в отношении к людям в целом, к жизни, к стране, как я уже сказал, к Беларуси, к свободе. Свобода стала и демократия не просто словом, а что такое свобода, чувствуешь, когда первый раз видишь небо. И это очень странное, но очень яркие ощущения, которые, наверное, останутся на всю жизнь. И мне кажется, что человек вместе с ними меняется. Меняется отношение к лжи. Очень сильно старался и начал стараться меньше врать себе и людям. Очень сильно меняется отношение к семье, вообще к страданиям в целом. Вдруг во всем этом, где ты живешь и как ты живешь, ты вдруг начинаешь различать полутона других людей, их интересы, их страхи, их желания. Вдруг незнакомые те люди присылают кучами письма или незнакомые тебе соседи по камере делятся с тобой чем-то. Это мелочи, но эта мелочь очень формирует твое отношение к людям, потому что они случаются, когда тебе тяжело. И мне кажется, это очень сильно сплачивает людей, и меня лично как-то настроило на совсем другой лад. Я, правда, начал, вы правы, измерять свою жизнь до и после. Это не случилось. Я раньше думал, у меня водораздел был рождение сына. А теперь, наверное, водораздел стал тюрьма. И жизнь разделилась вот так вот. Вся жизнь до этого и совершенно новая жизнь после. Можете рассказать какой-то самый памятный случай из этих 3 месяцев? Ну, конечно, наверное, о встрече мы поговорим с Лукашенко, которая была вместе с политзаключенными. Но вот какой-то эпизод из этой тюремной жизни, пусть и такого... Я думаю, что, в принципе, нет такого понятия, как короткая тюремная жизнь. Это все равно накладывает отпечаток на человека, на личность. Может быть, могли бы вспомнить какую-то историю, возможно, о человеческой подлости, а возможно, о человеческом подвиге. Подлости в тюрьме не сильно много. Она там не приживается. Ее быстро сами же заключенные изживают. Мне кажется, подлому человеку там тяжело выжить просто по факту. Бывала подлость со стороны, ну тоже редко, со стороны охраны. Все-таки эти люди, нужно понимать, что исполняют свою работу. И в подлость можно много вписать несправедливости, но еще раз, они исполняют свою работу, и не хочется их судить. Многие из них, наоборот, мне кажется, показывали человеческое лицо, что очень ценно. Жестких случаев было, знаете, очень, очень много, и, наверное, даже не хочется про них говорить, чтобы еще раз не сеять это зло. А вот что-нибудь хорошее могу, конечно, припомнить. Очень много было разных веселых моментов. Я, допустим,
в одно время пребывал в камере с несколькими людьми. Это были все молодые люди, значительно моложе, чем я, 22, 24. И чтобы как-то и коротать срок, и иметь хоть какое-то позитивное влияние, я начал ребят в чем-то, как старший товарищ, учить. Это было очень интересно, потому что, начиная от сквернословия, от банальных вещей, либо курения, мы пришли к таким политвечеринкам, когда по вечерам, перед тем, как выключали свет, все за полчаса ложились на нары и говорили, спрашивали какой-то город. Это было очень рандомно, и часто говорят, там, допустим, какой-нибудь Берлин или там Прага. И я говорю, да, я в Праге был. И я начал рассказывать, какая Прага. А ребят при этом были, которые никогда еще в жизни нигде не были за границей или мало увидели в жизни, где-то мало катались. И мне было невероятно интересно рассказывать, во-первых, для самого себя вспоминать те моменты, потому что по жизни их не вспоминаешь никогда. Вот был, да и был. А потом в камере обостряется память, начинаешь вспоминать и интересные истории, и рассказывать, и тем самым людей учить чему-то, либо, я помню, невероятно заходили истории, когда я объяснял, что такое парламент, как он работает, почему важно в политике, почему... И венцом этого, вот к чему я рассказываю, вот этих всех ликбезов и посиделок, и вокруг света, да, рассказов, стало того, что я в какой-то момент замечаю, потому что раз в час, по-моему, или в 2 русское радио, которое включали очень громко в 6 утра и выключали в 10. И в этом громком аду было очень тяжело жить, потому что всегда оно орало громко, чтобы заключенные между собой не переговаривались. Вот. И когда было холодно уже и закрыто окно, громкоговоритель, такой вот рупор, как на площадях советских на территории зоны, плохо доносился звук. И я всякий раз, когда была следующая ветка новостей, я всегда припадал ухом к стеклу, либо открывал немножко и слушал новости, чтобы понимать, что происходит. Понятно, что это были не правильные, нечестные новости. Понятно, что это была пропаганда, но хоть что-то ты узнаешь про мир и что происходит. И в какой-то момент я сидел на нарах и обратил внимание, что в очередной, условно, в 3 часа дня пару пацанов молодых, которые раньше до этого вообще не интересовались, вообще ни политикой, ничем, занимались своими делами, тратили время как-то совершенно посредственно в этой камере. Вдруг они вдвоем припали к окну, слушают новости, и потом, когда новости закончились, и там было про какой-то парламент, что-то, они начинают спорить и выражать свое мнение друг с другом, хорошо ли это, плохо. Я так сижу отстраненно это все смотрю и думаю, боже, как это прекрасно, эти 2 человека там за 2 недели из совершенно политика не для меня, да вообще пофиг, стали настолько... И я переписываюсь с ними, конечно же, до сих пор, и мы в письма друг другу до сих пор рассказываем и пытаемся толковать, что это значит, что это... То есть, вот такие истории, мне кажется, и сплетают человека, делают его немножко другим. Мне очень приятно это, и эти люди стали очень близки тоже. Перед освобождением у вас была встреча с Лукашенко. Вы были среди людей, которые встречались с экс-президентом. И я думаю, что это тоже, наверное, одно из таких памятных событий. Что вы тогда поняли о Лукашенко? Это очень памятное событие, потому что непонятно было, куда тебя везут, очень страшно было. И в конечном итоге ты из камеры с 2,5 месяца какого-то своего ада попадаешь и сидишь напротив президента, экс-президента, и говоришь с ним, разговариваешь. Странные ощущения были. Но и ощущения были сильные, скажу честно, потому что неожиданно, потому что ты впервые сидишь напротив человека, из-за которого ты в тюрьме, из-за которого десятки, сотни, тысячи людей в тюрьме. То есть ты никогда так... Собственно, причина всего этого несчастья не была так близко ко мне. Тебе кажется, вот оно близко, да, поймает уже жар-птицу сейчас, да?
И это очень странное ощущение. Плюс, конечно же, в этом состоянии разговаривать о политике, о будущем, о референдуме, о конституционной реформе, о несправедливости, даже о своих личных вещах, почему мы здесь, и было, ну, по меньшей мере, странно и очень эмоционально. Мне он показался... Ну и, знаете, всегда еще нужно сказать, если представляешь диктатора каким-то то ли сумасшедшим, то ли полоумным, то ли с каким-то, вот, знаете, как это всегда в каких-нибудь голливудских фильмах, когда показывают человека, который хочет уничтожить всю планету, он в конечном итоге оказывается каким-то сумасшедшим, нестабильным, странным типом. И побеждает добро. Здесь ты видишь человека рационального, аргументирующего, по-своему в том, что он делает, уверенного и в этой уверенности сильного. И ты понимаешь, насколько человек деформируется, насколько он уходит от реальности, насколько он не в своем мире живет, не в своей картине. И мне кажется, слышь, увидеть ты это, такие монологи от кого-нибудь просто случайно прохожего на улице, ну, наверное, махнул бы рукой и сказал, ну, человек живет в своем мире. Но это президент, это глава государства, это человек, который ведет страну куда-то, вопрос куда тогда. И правда вы хотите ощутиться в положении, я думаю, вы очень сильно бы удивились, ощутясь где-нибудь на операционном столе и видя не хирурга, а сантехника с гаечным ключом. И это вот такой сильный диссонанс, когда ты видишь, с одной стороны, человека, которому явно видно, Беларусь не безразлична, это видно, это нужно справедливости ради сказать. Он ее видит, как он говорит, своей, и сказать, что он ее не любит или ему она все равно, я не сказал бы. Он болеет, наверное, переживает по-своему. И его любовь, она очень странная. Это вот любовь такого вот домашнего насилия, если хотите. Ведь это произошло как раз-таки с Беларусью. Беларусь стала в одночасье, в этом шок главной избитой нацией. Избили просто всю нацию и физически, и морально. И ты видишь человека, который вот в этом избиении, вот в этом свою любимую не отдают, бьют ей в бок, в глаз и закрывают в комнате. Ты видишь человека, который это оправдывает и говорит, что по-другому не получится, по-другому страна пропадет и так далее. И это очень странно и страшно, потому что непонятно, что с этим делать, когда человек вот в таком мире живет и в такой иллюзии, видит, что нападают на страну со стороны Польши танками и так далее. И ты пытаешься аргументировать, разговаривать и говорить доводы, и человек просто их не воспринимает. То есть нету никакого, не то что желания, а даже это непробиваемая вещь. Это вроде бы привыкаешь, что в любой дискуссии, ну, по крайней мере, люди тебя слышат или слушают, а здесь это просто такой монолит, и ты понимаешь, что он не будет меняться. Поэтому очень наивно, мне кажется, думать, что вдруг господин Лукашенко пойдет на какие-то переговоры или на какие-то уступки, или на какие-то честные выборы. Это абсолютно иллюзорно. Он живет на своей планете, он живет в этой парадигме, которая никогда не изменится у него. Он в этом железобетонен. Мы практически заканчиваем уже нашу программу, и поскольку времени остается не очень много, а тема очень важная, я позволю, наверное, задать свой последний вопрос, который касается все-таки будущего Беларуси, учитывая то, что вы рассказали, да, то, что Лукашенко, скорее всего, точно не изменится. Какое будущее все-таки ждет и белорусов, и народ, и каким вы видите все-таки разрешение этой ситуации, в которой 9 миллионов человек оказались, и большая страна посреди Европы, которая имеет огромное стратегическое значение? Вижу прекрасное будущее. Правда, это не просто банальные слова, потому что люди, прошедшие через такое, могут только выживать и радоваться жизни. И это
нация, которая будет привита навсегда против... То есть мы переболели этим ковидом очень болезненно. Некоторые легко, а мы переболели болезненно. И мне кажется, с уходом и Лукашенко, и Путина авторитаризм, по крайней мере, в европейской части мира, ну и буду надеяться, что за пределами ее будет все-таки до конца истреблен или исчезнет, потому что неприемлемо это. И мне кажется, люди, один раз привитые такой жестокостью, никогда не поведутся больше на какие-то политические слоганы или какие-то обещания. То же самое, собственно, что и произошло с украинским народом после 2014 года. И мне кажется, только светлое будущее ждет этих смелых ребят и девчонок, которые, в отличие от старого поколения, которое еще и было инертным и по инерции жило в этом советском прошлом и в какой-то сильной руке, и там мы сейчас покажем Западу. Эти люди молодые, которые умницы, которые могут работать в IT-сфере, либо в других, путешествовать, разговаривать на разных языках, и которые понимают, насколько политика важна, это будут сотни крутых депутатов, это будут сотни крутых кандидатов в президенты, это будут люди, которым не то что будет страшно, а невозможно больше будет повторить путь авторитаризма в этой стране. И эта страна будет просто счастливая. Счастливая — это вопрос времени, а время есть. Время, жизнь же длинная, и время есть, и есть куда работать. Когда ты низко падаешь, то легко вставать. Я очень благодарю вас за этот эфир. У нас, к сожалению, время заканчивается, потому что это эфирное время. Но я так понимаю, что 45 минут — это недостаточно для того, чтобы обсудить действительно то, что происходит и произошло с Беларусью последний год. Я, наверное, проанонсирую наше завтрашнее интервью с Виталием о том, как 2,5 месяца вы просидели в СИЗО, о будущем Беларуси, которая выйдет на «Украинской правде». И если вам было недостаточно этого эфира, вы можете прочесть интервью и расширить свои знания о том, что происходит в соседней стране. Я очень благодарна вам. До следующей недели, до хороших новостей. Спасибо. Это был Prime